Доброе утро, уважаемые друзья, уважаемые танкисты, всем здрасте. Ну что, знаете, какая возникла идея? Короче, мы сядем на эту бебру, и очень-очень долго постримим, да, а может быть даже и до упора, чтобы взять на нем, собственно говоря, саны отметки. Нихера себе на сосиске, кстати, жирный. Ну, на урон, конечно, лучше не смотреть. Да, а соответственно, стрим будет, ну, категорически долгий, да. Да, так что всем, кому не безразлична судьба Гачеслава, да, на отметочной ниве, да, если можно так сказать. Всем отличного настроения, да, ну и прекрасного дня, само собой. С вами я, Сымин. 7, нижнее подчеркивание, Сымин, это, сука, я. Так, сейчас мы быстренько все дочекаем. Ну, я заранее запустил. Да, и заранее проверил, только потом начал трындеть. Абсолютно. Ну и хорошо, все работает, поехали. Поехали, слушайте, а как там с качеством, раз уже такие дела? Посмотрим. С качеством все чики-брики хорошо, ну, come on, let's go. Come on, let's go. Нас ждет очень долгий путь. Поэтому, наверное, со старта лучше не рвать. Пару раз в ангар заедем, да? После первой минуты боя. Да ладно. Ну да ладно. Вообще, конечно же, не мешало бы подсобрать гудок кулачок. Показать класс. Код в пакете там комтор. Сейчас мы чекнем. Что там делает, а? Что это такое? Кот незаконную деятельность на кухне совершал. Больной, здорово! Давно. Ну. Ай-яй-яй. Как ты, родной? Как делишки у братишки? Кот огорчился, что ему не дали в пакете поковыряться. Где-то игрушку свою хуярит. Ну, клиент интересно едет. Но я думаю, что мы на это не должны обращать внимание. Да. Потому что 4 ЛТ, бля! Да уж. Да, все хорошо, смотрю, ты молодец, потому что я побрился. Ну и камера у меня новая, не знаю, видел ты, не видел, наверное, не видел. Камеру новую приобрел, стал похож, теперь я не скуп, теперь я как человек выгляжу. Блин, ну мы едем втроем. О, он сразу выхватывает, блядь. Я не помню какой, наверное, вот этот. Слушайте, а может мы не поедем вообще вовсе в гору, на гору? Ёб твою мать. Да-да. Да-да. Ты мне сотка начекал. Собачий С. Собачачий С. Я вот все еще в смятении, да? Ну ясно, я уже не в смятении, никто не поехал на гору. Ну, значит, и мне не надо. Мои поздравления, тяжко на нем брать 3 отметки. Ну, косорыненький, да, кое-где, ну, значит, стрим будет подольше. Значит, будет подольше стрим. Здесь, я думаю, стоит голдой поразвлекаться. Да, может, Рина Чертон-то захочет мужской любви. Мне на секунду показалось, что Хэвика вздернули.
Под залупой творог собрался, ребята. Дурачок тут попадался с утра в коротких видосиках. Как хорошо, что его не донатят. Мальчишка это, ой-ой-ой. Ну, можно было 2 раза уже давать урон. Да, я, конечно, понимаю, что танк совсем не снайперский, но все же. Мне как бы просто надо попасть в него. Вот так вот, например. Примерно вот так вот. Хорошо. Ну вот и апнули отметку. Можно и в ангар. Этот, конечно, не ведает, что он творит. А, прикольно, нихера себе. Ну, видимо, надо было больше упреждения сделать. Я бы пробил. Ну, потому что вот это что это такое? Во. Can't wait through the night. Ну, это все. Это все, вопросик обкашляли. Надо на бубах переходить. Потому что у него как-то и снарядов не сильно ошибка много. Ладно, ошибка это синоним сильно, да? Много. Поэтому да. Ошибка это синоним сильно много. Девел? Девел. Так, тяжко на нем брать 3 отметки, мне играть не дает 3-ю отметку взять. Ничего страшного. Ничего страшного. Не дает, а когда-нибудь даст. Да, даже Клумби когда-то, наверное, кто-то даст. Да, но это будет совсем другая история. Так. Панда шалом, Линос тоже здорово. Здорово. Нас сегодня ждет очень длинный дик. Да. Ну, точнее, стримец. В течение которого, возможно, мы возьмем 3 отметки. Может и не возьмем. Ну, так или иначе, это будет долго. Это будет долго. Can't wait through the night. Ладно, я думаю, стоит в кустике потерпеть, потому что Джов терпел и нам велел. Да уж. Да уж. Но я, честно говоря, не надеялся, что мы здесь сможем как-то победить. Вот стоило бы еще раньше задуматься над тем, чтобы затерпеть где-то в кустике. Поглубже. Оу, это плохонько. Это плохонько. Я думал, арту подставлю заодно, чтобы в него тычка залетела. Я уже и забыл, что там хэвик есть, ё-моё. В моей теме творог собрался, ребята. Да пошел ты нахуй. Ой, бля. Ой, бля. Но это весело, кстати. Знаете, что у меня, во-первых, Мантикока. Он просто там сидит. Просто сидит вон там. Мало ли доведется ему жмыхнуть в башню, да? Это мой насвет! Хорош! От и обкашляли. Слушай, это офицер-подводник. Да. Ну, у них ЛТХ, конечно, выше нормы. ЛТшек просто выше нормы.
In my anal творог собрался, ребята. Бля. Ну вот я и последний остался. Ну ладно, я, по крайней мере, нажил, да? Очевидно, что я, наверное, никому все-таки не смогу подсунуть. Ковик больше не скидывается. Тебя больше не любит. Ну да, можно было досвестись. Может быть и нет. Хер бы с ним. Хер бы с ним. Так. Ну, вряд ли Клумби кто-то даст, судя как он сутками стримит. Все верно. Все верно. Он, ему не дадут, потому что он бабочку носит. Вот. Ближайший секс его ждет название. Так. Он в перерывах, когда камера отключает, походу в ладошку балуется. Да. А Бобу здорово. Вот и все. БДС норм. Там накидывает. Да. Мой кот там копает что-то сильно. Но он срал уже, так что можно не беспокоиться. Так, а я заодно пока что посмотрю комментарии. На всех площадках. Run on a rainbow. Ты посмотрел? Кот пакет коричневый стать. Не, он перед стримом ровненько. Где-то 4 какашки, вряд ли же, Аленя, разрядился. Вот мы с госпожой посмотрели, поржали. Госпожа грустно ушла на работу, а я на стрим. Поехал вкатываться. Да. Я здесь кустики подожду. Can wait through the night. Ну. Неужели он не хочет? Он не захотел мужской любви. Ну, их там, объективно говоря, very много. Блять, он прокатил по этой херате. Ну ладно. Ну ладно, а с кем они там перестреливаются? Гопота. Бонжур, гопота. Там еще маус должен быть. Ну поехали. Даже умудрились засветить. Это вот эти вот утырки дырявые. Кубок дырявого утырка. На бульваре Слейс. Пиздец. То есть они, я правильно понимаю, они не стреляли артоводы в этих чуваков ни разу. Они все под артой, ни разу в них не стреляли. Ну, творог собрался максимально. In this dungeon творог собрался, ребята. Хорошо. Хорошо. Не в меня, говно. Бля. Ну это просто хейтер-клаб какой-то ленинградский. Хорошо. Я проезжаю в этих проездах, и я вот просто ощущаю, знаете, холодное дыхание GPT-75.
Иди нахер. Ой, пипудель. Все равно в меня хочет выстрелить. Это скотоложец по имени Лёшка. Так мы познакомились со скотоложцем по имени Лёшка. Бля. И этот, а он даже в ту щель процеливает и ищет меня, прикиньте. Насколько же им надо. Скотоложец по имени Ляшка. Гачебой неземной, ты дуэйнул со мной. Немножечко мужской любви заказали. Блять, а я на мусор наехал. Feel the music time. Херася. Без пробойчика, ОГСом. Без пробойчиков, ОГСом он вот так вот делает, на это пиздец. Я звоню в милицию. Ну без приколов, на 600, нихера себе, не сильно жирно. В НЛД походу видели в самый край? Это гей-барики. Что такое Dungeon Sex? Что это такое Dungeon Sex? Хелтек сейчас будет начекивать этих ублюдков. Надо быть готовым. То, что там хорек. Притаил свой фэткок. А, не пробита броня. Прикиньте. Вот я вон туда куда-то попал. Там не пробита броня. Туда больше не стрелять ему. Кумулем, ну ладно. Окей, я думаю, нас несправедливость еще ждет в больших объемах, да, поэтому нервишки побережем. Нервов осталось на 3 часа стрим. И пока что комменты почитаем. На нем надо в первую линию быстро приезжать и сносить кабины этим натуралом. И я так стараюсь играть. Поэтому на нем весело катать. Блять, ну, потому что это... Понятное дело, что не в каждом бою в первую линию приехал. Я вот, допустим, вторым таймингом приехал в первую линию. И в меня разрядилась вся арта, и типа все, кто мог, разрядились. Хотя до этого там 3 танка стояли, перестреливались, и в них, видимо, ни арта никто не скидывался. Так вот и живем. Привет, с тобой можно. Мне, кстати, 9 зашла очень сильно. Особенно против девяток от головы вообще кайф. Я на ней играл последний раз, когда эта десятка была. Так. Хекш. Короче, здорово, братан. Если что, взвод 500 рублей, 5 боев. Там в описании все написано. Я буду называть хехех, если можно, да. Я, возможно, дерьмо прочитал никнейм. Извиняюсь. Извиняюсь. Вот, со мной такое не впервые. Я дерьмово читаю никнеймы, и со мной это не впервые. Чупа-чуп, здорово. Так, сейчас мы быстренько все комменты посмотрим. Спасибо, кстати, за лайки. Кто лайковал, тот молодец. Вот кто не лайковал, тот у Джова на коленях сидел. Да? Или нет? Или нет? Moving Star. Ладно, в принципе, даже если мы... Ну, объективно говоря, прошлая катка, наверное, была неудачной, да? Даже если мы в таких катках будем накидывать 3000. Ну, хотя при любом раскладе, если ты в лоховской катке 3000 даешь, что ты охуенный молодец. Так, а мой никнейм нужно произносить немного томно и с вождением. Мой хозяин. Да?
Да. Ты ж в игре тоже такой же дикнейм или нет? Ты ж вроде такой же должен быть. Хихех, я уже ответил. 500 рублей, 5 боев. В описании там все написано. Вот так что да, можно. Сергей 228, здорово. Что за гачи-версия? Это ты к тому, что я побрился? Гачи-версия стримера. Джо right version. Ну, во-первых, right version Джо должна быть еще более рыжий. А может быть и не рыжий. Чуть более пьяный, чуть более рыжий. Вот вам и right version. С вами Джов 2. Всем привет, с вами Джов 2. Спиртохи. Ладно, не срослось. Я, кстати, выдал свой гудок. Да, он сейчас мне еще попку выстрелит. Длинной дик. Длинной дик. Кстати, может быть мой насвет. Это мой насвет. Вот и порешали. Ни хрена себе. А, рикошет, я понял. Окей. Окей. Так бы и сказал сразу. Что он все еще хочет. Не, так хапаном. Под залупой творог. Не, у меня пушка так не опустится, пацаны. Офигеть, он катается там. Можно было бы поехать с таранчиком, да, показать Кузькину С, но мы этого делать не будем. Господи, ну да, тут без вариантов вообще пушку опустить. Даже СТРВ не в состоянии его поймать, да, хотя у него с УВН, очевидно, все чики-брики. Мой стар. Под залупой творог собрался, ребят. Бля, вот просто с утра коротенький видосик увидел про этого еблана, все. Все. Песня приелась. Охуеть. Да уж, ну это чем-то похоже на выстрел концепта. Ну, единственное, что я мог ему вообще куда угодно выстрелить. Да. А, я понял. Я понял, нам не хватает пробития. Конечно, концепт выхватил. Длинная жопа. Длинная жопа. Правильный выбор, что мне не врага стреляет. Кстати, вот Алекса тоже жаждет нагиба. Тих. Кажется, гопоту-то прочистили, потому что в жопе уже гопота. Это скандал. А это уже скандал. Рина ублюдок, все еще пол хп, прикиньте. Я так и не наказал никто. Can't wait through... Наконец-то он приехал.
И бабаха прилетел на всей скорости. Да уж. Тучи не то чтобы сгущаются, они просто клубами. Клубами кружат над жопой. Отставить сосать. Отставить сосать. Да гусли его. Ладно, мы перетерпели. Концепт, ну, просто лакерный лакер. Что могу сказать. Все. А там уже все. Там творог собрался, пацаны. Обильно. У них вся команда здесь. Нифига себе, а вот не слишком ли вы организованные? Что-то мусорка приехала. Гопник, живи. Как, блядь, а можно его убить? А, ясно, некому. Он умудрился еще и сдохнуть. У нас, кстати, был Минотавр здесь, я помню, он терпел. Короче, там сдох. Да, я не откатывался, потому что я поглядел назад, а у нас там тишина. И я уже решил, ладно, мы здесь достреляем. Так и быть. Так и быть, и почитаем комментарии. У меня в игре ник Беня. А, точно, точно. Ты вроде хвалился, что можешь стату... Да, точно, точно. Миша Гултов, здорово. Почему Джова называют Джов Терьер? Ну, типа он собака. Типа он собака. Но он же стримит из будки. И у него лишай. Вот, и этот... И с Панином друзья по школе во ВКонтакте они. Поэтому есть подозрение, что он Джов Терьер. Вадик Еретик прокрався. За ваше здоровье. За арточкой, молодец. Молодец. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Аноним, мое почтение за полтишку. И за Олежку Мавзганова. Так. Потому что лает как пес. Да. Джо смотреть поволчивает. Слушайте, там какая-то концертная версия. Ох, блин. Fucking bitch. Ну, Вен Даркхольм молодой, да? Олежка Мозганов. Я, кстати, как-то читал, что Олежка пришел к славе, да, музыкальный в 30 с хером лет там. 35, наверное. Ну, тот я через, сколько, через 4 года. Да. На первом в этом, в гимнастерке и брюнетка. Это я. Веду передачу, пусть говорят. Так, я вчера немного в натиске сгорел, да. Немного осталось, на один бой, но сыграть все. Блин, а я вчера проапался, было 2060 с чем-то. Короче, больше, чем на 250 очей. И с 9 до полдесятого я получал исправный, короче, мы там 1980 с чем-то, наверное, очей осталось. Вот, натиск не смотрит население, и натиск очень неблагодарен в плане стримов, поэтому мы, наверное, будем крысу подыгрывать томными вечерами одинокими. Безумие ветров хмельных на Эльхалуфе. У тебя такой образ подходит. Я думал сходить записаться. Думал. Блин, я в армии уродного заприметил похожий кителек. Ну, точнее, не китель это, это, блин, я забыл, как называется. Пальто, короче. Реально пальто военное. Вот у него, видимо, для особых случаев висело. Вот, я думал спидить, когда на дембель пойду, но он оказался слишком маленьким мне. Ну, у меня ротный доходяга был. Ротный вообще капец. Мужик
Вот вы представляете себе чувачка где-то 8 класса, он такой невысокий, да, там в байке ходит такой, в джинсах все дела, там байка с рюшечками. На байке написано что-то уебищное. Вот, и ебло 60-летнего деда. Вот там мой командир роты был. Блядь. Ну, он такой был, так сказать, лалка. Лалка. Так, значит, читаем комментарии. Так, все штурмовые ПТХ понерфили, ОМОН Е4. Ну, Е4, я даже не знаю, штурмовая ПТХ или нет. Ну да ладно, хори, а потом взяли и ввели Зубра. Дебилы, дебилы. Ну, это ли не... Да, да. С облысением тебя на лице. Я тоже вчера побрился, но, правда, у меня волос на нем чуть больше, чем у тебя, над верхней губу. И за мое очко. Как у Фредди Меркури? У меня мой хозяин и в Яндексе записан как фамилия и имя, и самое пиздатое из этого, когда приходишь забирать заказ с Яндекс.Маркета, а там они вроде как должны обращаться по фамилии и Охеренно. И пару раз называли меня так, очень пиздатый ник. Раньше по школе был моя мамка. Красава. Красава. Так, Максончик Ладыгин, здоров. ОМОН, да. Да, сегодня будет мега долгий стрим. Знайте. Знайте. Так, сейчас дочитаю комментарии. Извиняюсь, что у нас урок чтения, да, резко начался. Здесь мы здорово, бесит, что лагает YouTube и не дает скайфом тебе смотреть. Удачи. Если что, родной, есть ВК Play в описании. Есть... Господи, что там, блядь, происходит? Трова. И есть в группе ВК стрим. Кому неудобно на ютубе смотреть, знаете, ребята. Знаете, ребята. Что, вот то хелл идет сюда. Майкл Джексон. Ничего себе. Ничего себе. Сколько, кстати, на Эльхалуфе дал? Очевидно, немного. Ну, погнали. Где-нибудь спрячем свой позорный недостаток, да, вот этот. Не, обращаться надо по имени. Если указано отчество, то по имени отчеству, а ник только если он уебищный, и ты знаешь, как его прочитать. Я работаю в маркете, вот прямо сейчас на спине. Красава. Вот так вот. А вот и эксперт образовался. Ладно, потом дочитаю. Можно было с вертушечки подпрыгнуть ему на S. Да ладно. Было и было, как говорится. 3 арты! Ой, бля. Я, кстати, сразу не обратил внимания. Пошел нахер. Видели, куда я просунул? Слушайте, а у него, наверное, меньше брони, чем у БЗ в башне, или не? Или не? Right now. Бля! Я даже не думал, что... Сука, ну да, он может без освета засовывать. С какой-то дистанции, чмо. А, подождите, он поближе стоял. Это не тот, это еще один ублюдок. Ладно, мы хотя бы в этого засовываем исправно. Знаете что, мы следующие тычки от бабахи не переживем. Вора благ дэй. Вот так вот. Ну так вот. На картину на стену. Stick your finger in my ass. У меня когда-то была идея сделать, знаешь что? Этот
ростовую фигуру картонную Билли Харрингтона поставить, чтобы людей стояла. Было бы круто, но это так и осталось идеей. Бля, охереть, это скандал. Артем, мое почтение. Шарить, мое почтение, братан. Подогрел, так подогрел. Вот. И так подогрел, что порядок в трусиках нарушил полностью. Полностью. Кто-то тыкает на меня, видимо, лалка. Ну, конечно, выхватить врага от бабахи за пределами засвета, это не только лишь все смогут. Вернее, немногие. Вот так вот. Вышел ворот. Ну ладно, я поспешил все равно. Стычкой было видно, что он едет, и вероятнее всего он бы зачекался, да. Тут я ошибся. Надо теперь как-то вот, я не знаю, дотерпеть до катки. До конца катки. И не расплакаться. Не обкакаться и не расплакаться. Я пока что никуда не поеду. Врачи запрещают. 3 арты, 2 бабахи. Да, бабах, по сути, та же арта. Второй на дальнике. Землям. Блин, вот древние клипы мега охеренные, конечно. Это же Майкл Джексон все еще идет. Да. Да. Красава, дед! Жаль, что помер. Дед по своим рассказам, какой он был в молодости. Это клип Майкла Джексона. Я теперь не могу туда переехать, уже все. Очень вероятно, что меня ебранчик начекает. А вот все, не начекает. Ну, техи. Шлить, ребята, огромное спасибо. Это уже даже не смешно. Но я честно на алчности выстрелил. Ну, сука. Вот насколько? Вот 50 на 50 было. Было ровненько 50 на 50. Не вошло ни хрена. Ладно, я поеду, может, насвечу его. Ну да, трохи насветил. Ну, возможно, по-моему, за света добрали. Да, немножечко скандалов, никому не повредит. Когда онлайн толпой играешь и меня убили там или убили, я убил, приходил с ребятам кричать: мою мамку убили. Вроде Чернов. Прикольно. Картину на стену, все, как присядешь со штана. Но. У меня Егор Крид стоял пару месяцев назад, клип по Инокласс.
Клип Майкла Джексона Фаина. Ладно, их так еще не светили. Да уж, ну тут без скандала не обошлось. Не обошлось. Артем Морозов, низкий поклон. Просто лучший. Просто лучший. Также спасибо за 4 лайка, пацаны, на основной трансляции. Ну, надо понимать, что трансляция у нас будет мега долгой, большой и не обрезанной. Но все равно спасибо. Так. Сейчас я дочекаю все комменты. Но. Радует, что вот, короче, в ВК надо постоянно обновлять страницу, чтобы почитать комменты. И когда вечером стримишь, белый экран просто слепит нахер. Вот после каждого стрима приходится сетчатку переустанавливать. Вот, а сейчас не слепит. Но она не грузит. Все загрузила. Хорошо. Хорошо, come on, let's go дальше. Все прочитали. Мы все прочитали. Если что, ребятки, можно заказать клип любой песни, лишь бы был на ютубе, всего лишь за 50 рублей. Вот, так что, меломаны, дерзайте. Только без этого долбоеба, который про творог под залупой поет. Вот мне с утра попался видос, и все. Все. Мысли лишь о нем и о нем. Хайгуй, лючками не торгуй. К ютубу привык, но если будет мучить, так как-нибудь хорошо. Хорошо. Ну ты с VPN или нет? VPN все что панацея от этих проблем всяких. Кстати, недавно у Путина днюха была, поздравляли. Да, лично желал, чтобы его вокруг пальца больше не водили. То звучит как-то непрезентабельно, да? Если бы не водили вокруг пальца, глядишь бы, и YouTube не пришлось блокировать. Ну, ждем. Так, рановато. Рановато пока что не клеят. А вот он со своими пулеметами просто надоел. Ой, как хорошо полетело! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Отлично, ждем. Ну, нас ждет долгая мучительная перестрелка, мы не поехали дальше, нам и нечем. А вот у них непонятно, что там есть, но они, видимо, тоже не собираются. Бан, киньте в воду! Ох, ну, я там провел, видели, по борту кумулем. Я думаю, там нервно утирает под солбарей Хафил. Не так, как в 45-м, но приходится. Поехал мальчишка. Боже, боже. Ладно, мне радует, что он меня не чекает. Вот, ну здесь это, конечно, вот он подставляется скандально. Так, хорошо, что его притормозили. Понял. Ну, не судьба. Я думаю, что и в это, если бы я выстрелил, мы бы попали успешно, причем попали бы ему не в НЛДу, а... Ну, я даже не знаю, куда. В какое-то более пошлое место, скорее всего. Да, вот в ВЛД, например. Пошлая НЛДшка Саши Грей. 18+.
Ваше здоровье. Он на скеле убежал. Мое очко. Сегодня утро Мишки Джексона, а вечером Шуфутынского. Блин, Шуфа давно не слушали. Ну, если что, день рождения канала 3 сентября, там мы Шуфа слушали.
Ворваться я не могу по 2 арты. Ну, у меня нет хп еще. Это и много другое. Чекну, ребята, комментарии все после каточки, окей? Я не слышал это дерьмо. Вот. Очень грязная песня. Пускай надо сделать погромче. Фекальный поток. За ваше здоровье и за мое очко. Лови хороший трек на дорожку, а я пойду дрочить и в зал потом. Принял. Скапмен легенда с Хибиди по по. Давай, братан. Анаболизма. Спасибо огромное. Я вчера впервые за месяц пошел побегать. Пробежал хер до нихера, пришел домой, икры начал сводить. Доходяга. По имени Лёшка. I'm escape man. А вот и escape man. Ах ты сука, сука, сука. Ну, это более чем серьезно. Я даже в гусли не могу попасть. Это... Ну, это же смешно. Вы. Ладно, хорошо, мы отбились от Ля черта. Правда, может приехать в Гудок Гриль. И мы позавидуем тем. Сенс. С белорусского сенс это смысл перевод. Какая-то там смысловая ректализация. Ну, здорово, Генка. Арточка доберет. Хорошо. Арточка, забирай. Я не верю. А, вот гриль. Ах ты, сучка. Ах ты, сучка. Ладно, пойдет. Пойдет. Все равно безнадега, да? И... Ну, хотя, не знаю, а как еще было по-другому? Я вообще думал сюда заехать, здесь потерпеть, дать в этого гражданина и вот так и ехать. Сказал, что гриль ждал за углом. Еретиковый поступок. Читаем комментарии. А другие его треки можно включать, не шлюху. Не знаю. Да, ну, можно вырубать любые, но если ебнут стрим, мы его закроем и новый откроем. А Падик стоял, танковал, думал, он непробиваемый, оказывается, Сёма. Ну, вообще он от борта танковал, от борта этот танк не танкует. Вот, НЛДой рамбануть вполне реально. Да, потому что кумулем бы в каток я бы его не жмыхнул, в борт, где двигатель, наверное, тоже. Ну, хотя в НЛДу я бы... Ну, понимаете, я ему в НЛДу не мог попасть, поэтому ему надо было танковать НЛДой. А в щеку более-менее мы его засунули. Почему ты не уважаешь пчелок? Уважаю. Вот что, а пчелок мы уважаем. В первую очередь. В первую очередь. Так. Обоссанная тряпка. Мой хозяин, спасибо за финансовый подогрев. Аноним, спасибо за обоссанную тряпку. Морозов Артем Олегович, мое почтение за подписку на ВК Play. Огромное спасибо. Так, короче, досмотрим катку, я почитаю все комментарии, да, чтобы не альтабаться по 300 раз, и мы поедем дальше. Тогда трек пчелок. Ну давайте пчелок врубим потом за бесплатно и вне очередь. Сейчас усатый гражданин допоет. Блин, вообще, когда я думал, что это какой-то черный поет, по голосу как будто бы, да? И когда увидел, что это учитель химии, да, старших классов, я охерел. Ну, по крайней мере, он так выглядит.
Красавельчик. Красавельчик. Профессионал и красавельчик. Что еще сказать? Так, значит. Короткий стрим чекнули. Так. Ахаха, с панином, друзья, по школе, ебать, я понял. Я понял. Ты, наверное, задержки трохи стрим смотришь или нет? Ну, либо я как лох прочитал комменты. I'm escape man. Так, все прочитали. Так, минуточку уважения к пчелкам. Так. Ну, на ютубе уже просто по запросу пчелки находят. Поехали. Когда проснутся пчелки, Отсылка на Breaking S, но... тогда почешут челки, умоются над лужицей и по лесу закружатся. Кто пчелок уважает, Кто фистинг уважает? кто к ним не пристает, того они Поехали не переставать, может, в город. жалят. Есть вариант по снайпери. Но вот мы этого делать, наверное, не будем все-таки. Или будем. Сейчас посмотрим, какой состав. Куда поедет. От каждой ромашки зависит исход боя. Потому что они так поровну разделились. Поставляем стаканчики для нектара, пацаны. Быстро. Быстро! Кто к ним не пристает, того они не жалят. Тому Инэйнал мед. Слушайте, его засветили. Вот так вот. Извините, но вот так вот. А как вы здесь увидели вообще? закончится работа, нальются медом соты, и вечером На гей-веб-сайт? Но я должен это сделать. Во-первых, капнем вон туда. В землю. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Инэйнал мед, ну вот он. Вот он, гражданин. Когда зима завьюжит, и льдом покроет лужи, оденут пчелы валенки и лягут в соты баньки. Поехали в город. Надо бы уже там делать дела. Зубр снайперит, мужчина. Мужчина. Пчелок уважает, кто к ним не пристает. Вот где подписать петицию, чтобы отменили вообще классы техники? Во-первых, они уже давно не нужны. Да, потому что, ну вот, потому. А во-вторых, чтобы они просто, да, мальчишки веселенькие принимали решение, как играть, не исходя из того, треугольник над ним висит или нет. С гитарой вместе с песнею, и здесь для вас играя, куплет fucking свой deep. повторяю. Это Зубр приехал. Зубр-бобр. Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает, Кто фистинг того они не уважает? жалят, Мы знаем, у Тайпа уважает ли он тому фистинг. приносят мед. Бачковый. Кабачковый данжен секс на бульваре Пчелок Слэйс. уважает, кто к ним не пристает, того они не жалят. Ой, как четко тому зашло. приносят мед. Сорвали трусы с деда. Сорвали трусы. Словно и не бывало. Кто пчелок уважает, Тихо. Я залепил подставу Зубру. того они не жалят, Тому инэйнал мед. Да, ну я признаю, что я здесь передержался, да, и нам бы, наверное, надо было раньше сваливать. Do you like what you see? Не передержался, а пересидел. Оп.
Мансанули. Мансанули. Он в густую, наверное, дал без урона. Херась, он там за бочонком спрятался. Ну, бочонок хранит. Гачи, слейв, я хочу быть с тобой. Это вот поп-металл. Сумасшедшие рифы, да, у них иногда бывает. Что такое Dungeon Sex? Что это такое Dungeon Sex? У меня уже не осталось союзников. Злые законы мужские. Капитан корабля. Что ты такой буйный? Ты что такой буйный, а? Лишь борта меня не подстанило. Подстанило. Хорошо, трусы сорвали! Мансанули. Тут мы сорвали трусы. Тут мы мансанули. Долгожданный секс. За ваше здоровье и за мое очко. Давай, давай, я куда? люблю веселых мальчишек, вот до чего доводит там. Пизда. Раньше был женоподобным натуралом. Сейчас я брутальная гачи-версия себя. Красава! Играйте в танки, глупцы. Созрел. Созрел. Значит, созрел. Слушаешь гачи-версии, значит, созрел. О, потому что однополый секс для настоящих мужчин. Потому что с бабой каждый может. Вот. А с мужиком так, блядь, задние дают сразу же. Так. Ладно, дали 4К пойдет. Игра возле. Диджей Клитор, мое почтение. Я напоминаю, каждый может заказать песню. Да. Так вот мы резко с Майкла Джексона скатились до настоящей мужской музыки. Ты должен встать и положить руку на грудь. Да. Лучше бы сделали отдельный роддом на коричневых, чтобы они там паралимпиаду устроили между собой и мозги не болели. Ну, во-первых, вы же понимаете, что гей-гейминг это толерантная контора, и гейплейные меньшинства тоже надо уважать. И типа вровень ставить с остальными. Русский гей-пати. Я бы, знаете, что ввел? Я бы ввел бы отдельный режим с ботами, с всякой херотой, фановый, где ты можешь на арте выйти и настреливать ботов. Вот, чтобы боты веселее становились в кучу, все такое, там, такие задачи для них устроить. Вот, ну и плюс разрешить мужчинам, да, которые любят латекс и унижение, заходить на обычных танках. То есть туда можно было... Там и боты катаются, да, на обычных танках, и настоящие мужчины, которые любят артиллерийские пробития и все такое. И плюс ввести туда ТТХ арты из 2014 года. Вот. Ну, короче, мужики на арте смогут полноценно и весело развлекаться и пробивать по-настоящему. Да, не на полшишечки, не на 500, а на косарь, либо на 2, да, если такое себе могла Т-92, помню, позволить. И делать всякие плюшки фармовые, все такое там, такие ништячки добавить туда. Вот, был бы нормальный арт-режим.
Можно было бы даже из рандома не убирать арту, да, артоводы чуть-чуть бы перетекли бы в тот режим, и, возможно, рандом немножечко очистился, а потом, если бы была бы тенденция к тому, чтобы артоводы, что им интереснее играть там, можно было бы из 10-х левелов, допустим, ограничить там до одной арты, а потом вообще на 0 ее убрать. Вот так вот Вячеслав за 5 минут придумал решение. Да, проблема с артой. Ну, в этом-то и весь косяк, то что гейминг не считает это проблемой. Более того, как раз таки у арточки и есть стан, чтобы хоть как-то замедлять эти бои, которые по 5 минут. Были бы стояловские бои, стан бы не нужен был. Так, я, кстати, не все комменты дочекал. Но я попытаюсь. Пока катку ждем. Русланчик, здорово, привет, бро, удачи, благодарю. Нам понадобится. Нам понадобится, потому что стрим будет долгий и необрезанный. Ну, пока что не то чтобы тугонько идет, но вот таких мощных настроенных боев мы не наблюдаем. И, наверное, это плохо. Убийца, здорово, родной. Здорово были. 32 ебашли на 2500. Вот. Я как-то помню, видел, как Т-92 шотнул маус. Вот он, по-моему, его пробил с подпалом, и он там догорел. Ну, причем не жестко, но так чуть-чуть там догорел. Но это был пиздец. Тот единственный фановый видос, я помню, с пацанами смотрели, над которым мы не ржали даже. Мы такие, пизда. И, ну, такие охерели. До сих пор вспоминаю это, и вот как будто бы, знаете, как будто ты видишь видео, как кого-то убивают. Да. Ну, человека ладно, вот собаку какую-нибудь убивает. Что ты скажешь им, что ты скажешь, Слейвс? Нормально. Леон чисто подкормка. Блин, к Леону уважение просто встало резко, да, как только мы на нем подобрали мега крутую сборку, танк просто расцвел. Настолько не то чтобы легко взяли отметки, еще и настолько результативные стримы на нем, да, были. Там последние 2 стрима где-то в среднем, наверное, на 4800, а то и на 5000 средухи. Просто на ведре на этом мерзком, от которого хотелось плакать и смеяться. Футбольчик. Славики походят на качков. Я не буду раскрывать свою позицию. Гачное бандекс пати. Дип фингер стик. Так, про Джета нырнул тоже. За ваше здоровье и за мое очко. Хочет он или нет? Дождался. Городок! Если хочешь на фэткок, заезжай в городок. О, тихо. А вот так вот. Не пробил, сука! Ой, какой же ты пудель грязный. Надо срочно в сейф. Молодцы. Его убили. Я уже думал разворачиваться и встречать.
Как зовут этого певца? Если мы отсюда попытаемся его подчекать. Как зовут его? Я впервые слышу этого перца. Что там такое, не понимаю. Ах, как хочется дуэйнов. Ну. Дождался. Да, 114 хп. Сюда. Сюда! Что это за дерьмо такое? А Бобус, мое почтение. Гачное рандеву на бульваре Слей. Вот он, у него команда проигрывает, все фланги просрали, вот он решил поехать давить. Его шотнуло бабах. Дебил? Дебил. Гачное, бандекс, пати, дип, фингер, стик. Это вы выстегнули. Посредством леопарда, кстати. Знаете что, я как будто его попал. Но, видимо, я попал в каток. Да, я ему реально в каток попал. Ну и сейчас тоже туда же летел. Ну даже не туда, а левее. Я подумал, что он АФК, потому что он так стоял. Он никому и не капнул, более того. Хорош с катком получилось все-таки. Ну, Аситик, пацаны! Пяльте! Пяльте! Хорошо. Хорошо, ну вот и ладушки. Чекаем комментарий. Так, на ИС-4 меня Т-92 вхуяривала на фулл хп. Похож на солиста Биду. Не впервые, ты как минимум его уже третья песня слышал. Ну да. Это не тот дебил, который про творожок под залупой скопился, ребята, поет. Обмениваем. Хорошо. Хорошо, вот и шекели. Вот и шекели пришли. Это он. Ёпта. Ёпта. Так, чекаем комменты. Поехали дальше. Творог собрался, ребята. А у вас в России тоже бабки за творогом стоят в очереди постоянно? Либо ездят на всяких этих, на общественном транспорте? Фига себе горы. Так понимаю, в Курской области такие горы есть? Вон такие, ничего себе. Хера себе. У моей бабушки творог всегда есть надо, я понял. Не, ну ладно, мало ли, если зубов нет, то как бы ничего кроме творожка не поешь. У него кореша был котейка, его Мурзик звали.
Корешу было где-то 23, и коту столько же. Вот, котейка был старенький, ел только творожок. И был такой поехавший. Ну, от старости уже крыша ехала. Когда от компа отходил, котейка возле компа терся и там заигрывал. Ну, сумасшедший кот как бы. На бульваре Слейс. Ой. О! Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Абсолютно. Вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот такой вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. А по вечерам устраиваешь утехи на танках. Да, братан. Вообще каждый день, знаешь, какой график стримов? С 10 утра. Ну, точнее, в 10 утра стрим. Ну, где-то 12. И в 19:00. Каждый день. Вообще без выходных. Ну ладно, за месяц, да, с учетом всяких непредвиденных обстоятельств, набирается там, не знаю, парочка выходных. Но в целом, как бы, да, каждый день. Не вынимая. Вот я зря катался как лошок, вот можно было стоять просто зацеленным, да, и мы бы вот этот сарай бы уже развлекли бы давно. Понял. Понял. Ну, вообще я видел, что он выкатывается. Я надеялся, что это будет хотя бы размен. Хотя, знаете что? Нам бы уже присматривать себе хатку в кустах. У нас там только один танк. Ладно, если этого лазерхеда заберут, я... Да, забрали. Ладно, я здесь останусь. Как же их выстегивают, да? Ну, а сегодня стримец будет долгий. Я пока что я настроен на то, чтобы вот прям за стрим взять отметки. Но для этого надо будет сыграть очень много боев. Очень много боев. Да, так что, возможно, мы постримим там до 3, до 4, например. Потом восстановим немножечко нервишек. Да. А, я понял. Я понял. Ни одной тычки не танканул, пацаны. На бронированном танке играю. Оба в НЛД мне попали. Восстановим немножечко нервишек. И в 19 возобновим карьеру. Ладно, я сам виноват. Ну, как, и понятное дело, рисковал. Ну, во-первых, потому что я выезжаю, и у меня задрана НЛД. Задрана НЛД. Вот, ну, алчность как бы пальцем не задушь. Я очень хотел подсунуть, да. Подставлялся еще сладенько. А вот и на светик. Вот и на светик. Кстати, кроме шуток, плюс... А, прикольно, нихуя себе прямая. Конечно, конечно. Он мне в пушку суванул на 300. О чем может идти речь вообще? При том, что, кстати, в тайпа, я так понимаю, вот этот мальчишка не подсовывает. Что зря. Что зря. Наверное, будет финальный риск мой на сегодня. Что вот этот не бордеет? Мальчишка, мальчишка. Ой, его еще высвечивают. Джеброуни, Лежерхед. Надо его подсейвить. Я, конечно, не уверен, что на такую дистанцию смогу попасть. Да, блин, там Е3 еще. Ой, дружок, ну почекай, ё-моё. Но мне кажется, даже если ты шотный, можно аккуратно чекать, ничего с тобой не будет. Давай, давай, давай.
Так понимаю, он все-таки обосрался. Обосрался. Выше ворот. Да, ну, кстати, задача была не слишком сложная, просто попасть в сарай. Так как будто бы толстушку ебешь, знаете ли, суешь, там, оказывается, это под коленом куда-то засунул. Или в складке в животе. Да? С кем было? Ставьте лайки. Осуждаю. Фу. Осуждаю. Фу. Понял. Эту толстушку мы не просовываем. Ну его там пялит, пускай пялит. Не заслуживает поддержки. Мы как-то стали забывать, где собрался творог. Ну, очень кривой танк. Очень кривой танк. И перить на нем невозможно. Да? Эх, творог собрался, ребята. Deep Finger Stick. Ой, хорош, спасибо, что попал. Отлично. Сюда, блядь! Ох, Чтоб не было складок, как у толстушки. спасибо. Спасибо. Это на абонемент Fitness Club, видимо. Спасибо огромное, родная, шалеть. Просто шалеть. Где-то здесь вот терпит. Я вот просто нутром чувствую. Помогите Даше найти творог, который собрался. А где он? Он меня не чекал. Здесь его, походу, нет, ну потому что ртовод бы, наверное, хотя, может быть, я не обнаружил бы. Да, а вот там вполне реально. Угу. Творожок. Ты меня называла. Знаете, почему толстушки не кончает? Потому что им невозможно попасть в пилотку. И таран. Мужской. Отлично. Отлично. Слушайте, реально прекрасная катка. Мы постреляли, насветили. Абсолютно. Этот бой я посвящаю Сане Невскому. И Тамарке из 4 Г. Так, это мы прочитали. Это мы прочитали. Артем, низкий поклон. Ошалеть. Ошалеть. А, подожди, 190 рублей. Это, между прочим, приседание со штангой. Боже мой. Это был абонемент Fitness Club. Это был абонемент Fitness Club. Ну, значит, будем приседать. Ну, что сказать? Ну, что сказать? Так, минуточка физкультуры. Я напоминаю, что у нас спортивный оздоровительный канал. Да, никакой не танковый, поэтому, пожалуйста, осторожно. Вот так вот. 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 Вот и подзарядился, да? Гачеслав подзарядился, ребята. Значит что, надо шорты эти убрать, да? Потому что некоторые могут подумать, что у меня нет порядка. Нету порядка в хате и в голове.
С этими тезисами я поспорю, да, потому что в хате порядок есть. С остальными не спорю. Короче, дед запыхался, прикиньте. Приседал пару раз и все, и вызвал скорую. Нам надо скорость поворота ходовой, пацаны. Железно. Железно. Так. Советую тебе ознакомиться с его лором, узнать, кто такие Триплка. Триплка? Кто такой Вафлиль? Все вафлять? Кто такие Ашат? Господи, ужас какой. Я знаю, кто такие трахобойщики. Больше ничего не знаю. Жос, здорово. Я, кстати, наверное, не поздоровался, да? Ну, честно говоря, я, допустим, любитель поржать с гачи стримов. О, кто-то отписался. Кто-то один отписался. Не выдержал. Не выдержал. Я любитель поржать с гачи песен, но вот всякое это... Грязь такое не хочется слушать. Оно смешно слушать, но не хочется. Так. Все комменты посмотрел. Артем, мое почтение. Каждое приседание посвящаю тебе. Даже вне стрима. Ну и кроме шуток, шалеть. Шалеть очень приятно. Мы, кстати, приехали в идеальный сетап. Rockstar против нас, между прочим. Мало кто знает, но как-то... Maybe Baby играет на ГПТ 166. Lucky boy. Ну ты одиночка, я думаю, уже попал на скользкую дорожку такими темпами и до жизни в ячейке говна недалеко. Эх, да. Ну, я выбрал дорожку, она коричневая. Ну вот такой вот, знаете, юморок, все такое, стёб над этой всякой херней. Очень характерен, кстати, для армии. Вот там ты, бывает, можешь провести несколько часов за разговорами о том, кто как круто посрал. За рассказами, точнее. Да, как он здорово сходил, как это было остросюжетно и как он посрал. Ну там как в тюрьме, понимаете, вы... все время вместе проводите, и уже все друг о друге знаете, вам уже, типа, уже насквозь друг друга, знаете, понимаете, а поскольку в армии ни хера все не происходит, да, кроме того же самого, что и у других. Вот такие вот истории рассказывать приходится и слушать тоже. Причем оно было и смешно, и зачастую даже интересно смотреть. Да. Да. Слушайте, он реально хочет мужской любви. Организуем? Да. Абсолютно. Там богатырь поджал всю команду. Саня Невский. Вот такое гей-порн. Ну-ка. Я не знаю, прокапал я или нет. Было бы неплохо. Я не прокапал. Какие пуделя? Вот сколько можно? Меня второй день подряд ловят оттуда же еретики. И Е75 ловят. И там гопота еще.
Они даже после выстрела не чекают, да? ГПТ не зачекался после тычки. Что еще светом? Да уж. Да уж. Попустили из кустов на городской карте. Смотреть онлайн. Семен Грей в главной роли. Ну уж. Блин, ну хочется скулить. Хочется скулить. Я, кстати, единственный, кто здесь остался прикрывать, это очень плохо. У нас есть хэвик. Это одновременно звучит как утверждение и как вопрос, да, потому что где он был все это время? Грязный пес. Я должен был это сделать. Хорошо. Хорошо. Ну, такой стиль собачки мы уважаем. Вы ебанутые? Вы действительно ебанутые? Мы посмотрели, что происходит под ободком унитаза. И вот что мы обнаружили. Шок. Шок. Да, там еще нашего Охты, блядь. Вот я в той же компании. На скеле. Блядь! Ну просто дебилы, в том числе и я, да? И вот этот гражданин еще там стоит. Мне интересно, чем он занимается. Он целит. Возможно, он АФК. Я думаю, так оно и есть. Мы погибли от передозировки творога. Блин, можно было реально, ну, здесь обкашлять. Одного забрать, да. Остальные бы терпели, потом второго, и, глядишь, уже порешали бы катку. Кошмар какой. Так, Дмитрий К, здорово, сука, крашеная, неадекватный кусок пидораса ебучего. Хули ты там раздеваешься, говно ебаный. Страйк, лоус, скотина ебаная. Вот так вот. Ты, блядь, Вот так ну, вот, вот так ну не вот. надо так Вот оскорблять. так вот. Вот Вот я так тебя, кстати, не оскорблял. Вот так вот. Нихуя ты разминулся, Вот так здорово. вот. Вот так вот. Здорово. Лина Стар, Вот так здорово, вот. это было Вот так смешно, вот. это было Вот очень так смешно. вот. Еретики порадуются. Да. Да. Кстати, я не крашеный. Дерьма бизнесмены не могут превзойти священнослужителей. Ебать ты, Рама. И я должен сказать вам правду, народ. Почему не ставишь экспериментальную турбину? Она стоит. А, точнее, не турбина, а экспериментальный закалка не стоит. А турбина мне не нужна. Которым все замирают в страхе. Хотя, кстати, можно поставить. У тебя там оборотки экспериментальные, наверное, некуда ставить. Заявлением. Религия вне конкуренции. Вне конкуренции. Будут религию обсирать. Я думаю, Дмитрий К. еще и верующий, сейчас он вообще сгорит. Попросту говоря, величайшее дерьмо из всех. Вы только Слушайте, я дал вдумайтесь, слепую. религия смогла убедить людей, что есть невидимый мужик, который живет на небе. У меня госпожа, кстати, не верит, что мы от обезьян произошли. Каждый день, каждую минуту и невидимый мужик. Вот. Я объяснил, что теорию, если отменить теорию революции, то можно отменять сразу и всю медицину, потому что на ней оно и строится, да? И сельское хозяйство. Вот, она на меня посмотрела, на долбоеба. Жара, страданий, боли, куда он отправит вас, чтобы вы мучились, горели, задыхались, кричали и плакали навеки вечной до скончания времен. Я бы присоединился к этому деду еще с тем, что это за вера, да, в которой ты тебя везде Бог наказывает. Тебя Бог наказывает, ты еще раб Божий. Мне кажется, нам такое не нужно. Нам такое не нужно. Да, это очень похоже на политику гей-гейминга, я бы сказал. Он всемогущий, всеведущий, он совершенство и мудрость, он каким-то образом не умеет зарабатывать деньги. На религии зарабатывают миллиарды долларов, не платя при этом налогов. И им все мало. Ну что, вы все еще хотите мне хорошего словца про дерьмо? Срань Господня. Если Бога нет, то как я на нем зарабатываю? Да? Как в одной песне поется. Спасибо большое.
Но я хочу, чтобы вы знали кое-что. Как там? И это чистая Вид правда. святой воды в лицо, называя меня святым отцом. Я Осуждаю. пытался. Осуждаю. Я пытался. Я пытался верить в то, что Бог есть. Теорию Что Гачеслав, Он создал нас да. по своему образу и подобию, что Он очень нас любит и хорошенько следит за тем, что творится. Я правда пытался в это поверить, но должен вам признаться, чем дольше ты живешь, тем больше смотришь... Джоб на то, что родил происходит, той понимаешь, терьера что по это своему мир. образу и подобию. Что-то здесь, блядь, не так. Война, болезни, смерть, разрушение, голод, разврат, нищета, пытки, преступность, коррупция и шоу на льду. Что-то совершенно... И шоу вообще точно про танцы любые. так никуда Бесит, не бесит. годится. Если это лучшее, на что Бог способен, то я не впечатлен. Подобные результаты не подходят для резюме совершенного существа. Все это дерьмо можно было бы ожидать от временного офисного сотрудника с плохим отношением к своим обязанностям. И между нами говоря, в любой нормальной вселенной этот парень вылетел бы с нагретого своей всемогущей задницей места уже давным-давно. И, кстати, То, я что сказал, уволят, этот он же парень, Бог. Потому что я твердо уверен, глядя на все эти результаты, что если Бог есть, то это Ты про мужчина. Клумбу. Ни одна женщина никогда Джоз не высрал смогла Клумбу. творить столько хуйни. Итак, если Бог... Я все жду, когда Клумба какое-нибудь расследование организует, и будем все называть его не Клумба, а Коломбо. Агент Коломбо. И может быть, ему просто насрать. Насрать! Качество, которое я очень уважаю в людях, и которое Хорош. объяснило бы такое количество неудовлетворительных результатов. Так что, не желая больше быть еще одним бездумным роботом, слепо веря, что все вокруг дело рук какого-то жуткого, некомпетентного отца-создателя, которому, как мы предположили, все насрать, я решил хорошенько осмотреться. Там мужика, кстати, вроде жена померла там от какой-то жесткой болезни, и он ушел в стендап. Я подумал о солнце. Я так понимаю, до этого был Я верующий. стал почитателем солнца. Ну, не совсем в ту же ночь, ночью солнце не видно. Ой-ой-ой. Первым же делом, в то утро, я стал почитателем солнца. На то у меня было несколько причин. Прежде всего, я вижу солнце, окей? В отличие от всяких там богов, я действительно вижу солнце. Мне это очень помогает. Когда я вижу что-то, не знаю, как-то правдоподобнее получается. Я уже надрочил голдовый снаряд на Итак, него, я а могу он видеть сдох. солнце каждый день, и оно дает мне все, что мне нужно. Тепло, жизнь, пищу, цветы в парке, отражение в озере. Иногда рак кожи. Но слушайте, по крайней мере, нет никаких распятий, и мы не сжигаем людей заживо, только потому, что они с нами не согласны. Да. Почитать солнце очень просто. Нет никаких тайн, чудес. Very пафоса. simple, Для этого всё не верно. нужно ничего платить, не нужно разучивать Правильно перевели. песен, и не нужно собираться в специальном месте раз в неделю в одинаковой одежде. Но больше всего мне В НЛД сюда. больше всего мне в солнце нравится то, что оно никогда не говорит мне, что я недостойный. Оно не говорит мне, что я грешник, которого нужно спасти. Ни разу не сказал мне неплохого слова. Оно хорошо со мной обращается. Бля, как его наказывают там, ё-моё, зашлепали до смерти. Я не молюсь солнцу. Знаете Вот, почему? и меня Не нашли. хочу злоупотреблять нашей дружбой. Это невежливо. Мне всегда казалось, что люди общаются с Богом достаточно грубо, а вам просят о помощи, триллионы и триллионы молитв каждый день. Все просят, умоляют, о чем мне сделай это, дай мне то, я хочу машину, хочу работу. Большинство всех этих молитв происходит по воскресеньям. День потерян. Это не дело. И с друзьями так не обращаются. Но люди молятся, и каждый просит что-то свое. Как заебали, да? Да, и Иегова из Назарета. Как заебали. Вот это, да. Но чаще всего вам просто очень хочется трахнуть вон ту горячую рыжую штучку у вас за исповедание. Абсолютно. Вон ту косолапую с повязкой на глазу. Абсолютно. И вы все еще молитесь об этом? Я думаю, вам стоило бы. Я говорю, ладно, молитесь о своем, о чем вы захотите. Молите о чем угодно, но... Как же Божий замысел? Не забыли? Божий замысел. Давным-давно... Пиздец, их там вычекивают, а я здесь терплю. Он хорошенько подумал, решил, что замысел неплох, начал его осуществлять, и вот на протяжении миллиардов лет все шло в соответствии с этим замыслом. И тут появляетесь вы и начинаете молить о чем-то. Предположим, что-то, чего вы просите, нет в Божьем замысле. Что же вы хотите, чтобы он сделал? Поменял его? Только ради вас? Разве это не самонадеянно? Это же Божий замысел. Какой смысл быть Богом, если любой недоумок с молитвенником за пару баксов сможет наебнуть весь ваш замысел?
Или вот еще другая проблема, с которой вы можете столкнуться. Предположим, что ваша молитва осталась без ответа. Что вы тогда говорите? Ну, на все воля Божья, пути Господни непобедимы. Хорошо, но если на все воля Божья, и он все равно делает то, что хочет, то каким хуем тогда вообще молиться? Но. Как по мне, так это большая трата времени. Почему нельзя пропустить всю эту молитвенную часть и перейти сразу к его воле? Хорош. Все это очень сложно. Так что, столкнувшись с этим, я решил почитать «Солнце». Как же макаронный монстр, дед, подожди. Наш фундаментальный стендап, честно говоря. Фундаментальный. Хорошо. Ну-ка, как немножко как насчет немного творожка, да. Не пробил. Не пробил. Пойдет. Пойдет. Так, потом чекнем комменты. Сейчас мы доиграем. Значит, забыл уже все категории. Короче, первый это Кунимен, второй это Абу Бандит, третий Кишкабот. Все они трипл кашники. Если ты третий К, ты уже на верном пути в ячейку. Да уж. Да уж. Трипл кашники. Трипер кашники. Так, все почекал, да? Ну давайте ВК еще чекнем. Толя, здорово. А сам-то с ними до кучи кульбиты сделал. Но это была смешная катка. Это вообще... При том, что я не намеревался. Я не намеревался, но потерпел кабачковый крах. 10 каток сыграли. Ну, пойдет. Мы идем на 3 отметки. Пойдет. А нормальные пацаны стоят в ООС. У них даже паспорта есть. Он по почте высылает их. Приподнизовские движения. Но это целый, я так понимаю, алфавит. Родил гражданин. Хорошо, что я с ним не знаком. Точнее, с его этим творчеством. Ячейка из говна. Ах. Мы все поехавшие же и очень давно, пацаны. Очень-очень давно. Будем терпеть вот здесь, им все равно все будет скапливаться, да? Тут мы их и заплюем. Тут мы их и заплюем. Неужели там никто в кустах не обитает? Я не верю. Кто-то обитал. Ну, не факт то, что вошло, да.
Но то, что напугал, однозначно. Творог, который собрался. Слушайте, у нас плохонько все. Плохонько все. Ой, я охеренно рад, что до конца свелся. Охеренно рад, что меня фугасом не подпалил папаша этот. Так, пошел ты. Господи, вот где так можно стоять, чтобы сюда закидывать? Где-то вон там. Ой, вот здесь стоит. Ну, поехали, здесь какой-то движ тоже. Ну, в шека пшикнем. Да ты охерел. Хорошо. Так, ну придется встать в очередь, да? Отставить. Отставить. Хорошо. Если у меня много союзников, почему-то не наказывают его вообще. Пиздец, прикольно, да? Прикольно. А где мои союзники? Где вы, ребята? Алло! Творог, который собрался. Хорошо. Найс. Там и сотка приехала. Ну, мега пассивно пацаны терпят. Так не должно быть. Не вызывает уважения вообще. Сотка еще на фугасе на своем мерзком. Там пацаны тоже сидят. Они, кстати, вот, видимо, не в курсах, где база стоит у них. Ну, что там Полина будет вкатывать или не будет? Хорошо. Хорошо, ну тут на тоненького могла сотка подсунуть. Сотка не дожил. Ну окей, слушайте, я хотя бы не сдох. Это уже бешеный плюс. Кажется, мы стали забывать, где собрался творог. В экран улетело. Ну, скот. Я думал, что он упадет, и... Ну и все. И все, в этот сундук мы не засунем. Да уж. А, походу, пробил. Видимо, двигатель пробил. Так, ну хорошо. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как мы здесь победили. Каким-то образом пацаны в гудок закатились и раскидали. Просто голова по КД трясется. Трясется и трясется. Трясется и трясется. Что там СТБ? Чекнется, не чекнется? Только ради него играю эту катку. Баржера воспитывает. Кстати, мог дать тычку у него. Поехали дальше. Погнали, погнали. Ой. Я что-то думал, что на меня смотрит.
Оказывается, перебздел. Из 4 что-то про него там плохое рассказывает. Мне кажется, все правда. Ой-ой-ой. Вот я бы то же самое про Бабаху рассказал бы. Просто стоял тут. Он с базы до сюда доехал и сюда смотрел. При том, что... Ой. Скотный двор. Скотный. Я бы вообще запретил бы на законодательном уровне пробивать танки фугасами. Нет, точнее, наоборот, фугасами ладно пробить, но если ты не пробил, чтобы урон не заходил вообще никакой. Так, дошло, но не вошло. Ну, Тёма, привет, давно дробь вкачал. Фугас, здорово. Ну, как вкачал? Открыл за свободку, буквально там, не знаю, перед отпуском. Парочка боев была, потом еще парочка боев. И вот тут мы сели потеть на 3 отметки. Успешно пока что. Пока что успешно. Про трудоустройство мамки рассказывать, что-то ну даете. Ну, во-первых, все профессии нужны, все профессии важны, поэтому каждый трудится там, где умеет и может. Да? Пойдет. Пойдет. Так, пошли комментарии посмотрим. Погнали дальше. Пойдем в подвальчик. Нормально пацаны проезжают, правильно делают, нечем терпеть. А я постреляю. Сбор творога происходит. Кстати, ну вот в него мы будем запихивать. Но потом. Вот я, кстати, не знаю, наверное, он меня обычным подколом подсунет. Ой, отлично. Отлично. Да, здорово, что не в пушку с подпалом. Это радостно. Хорошо. Давай. На перезарядку, потом опять увидимся. Ой-ой-ой-ой. Наверное, голдеца зарить. Да пошел ты. Господи. Видимо, он думает, что он нормально танкует. Но это фатальная ошибка. Мы в этот котел можем засунуть. Да, как только он начнет играть с судьбой. Это жопа. Прикольно.
Тайминг дергается. И тут мы с вами поняли, что он профессионал. Пазика поднасветили. Я бы вот, кстати, на этом бы не остановился, я бы поехал бы еще и деда поразвлекал. Да. А все в курсе, где собрался творог, пацан? Минуточка. И этот, как это называется? Информ минуточка. Жбахнули. Все, вычеркиваем. Поехали с бабахой. Кстати, через этот ход ошибка ехать, потому что могут запихнуть. Ну, дед на пофиг поехал под вот этим всем. Лишь бы дать бабаха, ну... Ничто иное, как очень смело. Как будто бы вошло, кстати. Ну, гриль ждет расфистовочку все-таки, да? Вот только я не могу попасть в него. Неужели меня не чекает? Да пошел ты. 2 раза можно было давать мне. Ребята! Ой-ой-ой-ой. Да уж. Да уж. Ну, я пытался, да, на этом, на хайпе дальше прожать, но что-то не срослось. Ну, прикиньте. Вы представляете, насколько, ну, я даже не знаю. Как будто бы тоже вошло. Его бы убили, блин, 10 раз. Слушайте, реально моя тычка входила, и я, походу, без урона у него давал, прикиньте. Я не знаю, за какой хрен он все еще живой. Просто не знаю. Борис Бритва, видимо. Как раз любит большие стволы. Да, жаль, мы, конечно, могли в этой катке в нормальный плюс сыграть. А тут апнули совсем на копейки. Прошлый бой, 2 бленда Акста. Ну да, я что-то такое заметил. Но я что-то думал, что один. Ну и слава богу. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Пошли комменты позырим. А вот позырим сейчас молодежь говорит такое или не говорит? Мне кажется, сейчас никто так не говорит. Максим Филиппов, здорово, мое почтение. Мое почтение, спасибо. Что за оборудка на дробине? Турбина, экспериментальная закалка и доглатыватель. Слушайте, а мы здесь тоже кому-то пристроили, да?
В гниля. Ну тогда хорошо. Хорошо, значит, все-таки ушла. А у нее как будто бы, блин, хп толком не снялось, помните? Убийца, спасибо, кстати, за Джорджа Карлина и Сатен. Артем, огромное спасибо за тонну бабла. А Бобу спасибо за херово тучу песен. И бабла, да, тоже. Мой хозяин, тоже мое спасибо. Спасибо, ребятки. Поехали дальше. Вроде как все комменты я посмотрел. Ребята! Кошмар, просто кошмар. Ну и за лайки, кстати, мое почтение. Кто лайковал, тот молодец. Я тебя налайковал. $11 и туз. Нормально, хорошая карта. Одна из немногих карт, на которую приезжаешь, у тебя прям какое-то душевное спокойствие. Ну, это если ты на ТТ, конечно, играешь, да, вот здесь. Здесь в поле катаешься, там зубы об зубы скребешь и потеешь. Слушайте, я не успеваю их прокапать. Вообще надо было, наверное, вот отсюда это делать. Ну ладно. Ну, может, мы еще вот так успеем. Во. Анаким. О, попадем. А, ясенкер. Я подозревал, но я что-то думал, что полетит вниз. А тут башня улетела. С ума сойти. Ну ладно, вот это вот утешительный приз. Радостно. Как же ему надо было, да? Никто не целит. Я думаю, у крана там большие проблемы. Необрезанные. Кстати, Боба стоит. Блин, ну тем не менее мы только 2 тычки пристроили. Ребята. Тут он хапанул. Я так понимаю, он без... Ну ладно, я думаю, с пробитием. Он от борта танковал бабаху. 230 пробоя. Он его, смотри, на все хп. Боже мой. Боже мой. Ребята. Реально он туда засовывается, смотрите, как такое может быть? Оно не светится никак, но пробивается, прикиньте. Это может дырка в коллижн модели какая-то? Мне и самого туда пропихивали неоднократно. Хорошо. Хорошо. На том фланге, кстати, все не презентабельно. Не пробивается. Все еще фулл хп, прикиньте. Мало кто знал. Ребята. Пока что здесь подожду. Мало ли кто-то на хайпе решит ворваться.
Тед ворвался. Ну, честно говоря, плохонько. Ну. Я вот тоже думал, поедет Яга, будем давать ему надежного НЛДУ. Если он будет раскачиваться, стрелять не будем. То, что попасть на этой хероте, да, не представляется возможным. Ёпта. Ремки нету. Но это же смешно. Вот вы видели, какая кража произошла? Мне пудель какой-то кританул пушку. Мега пуделиный поступок. Это был мега пуделиный поступок. Да уж, ну, нам бы тогда пристроить хотя бы еще одну. Ладно, хотя бы попал. Да, кошмар, кошмар. У нас много тычек украли, и мы, ну, здесь мы могли пятеру... Ну, более того, мы сыграли на 5000 урона, да, единственное, что не срослось, не сбылось. Просто кража века. Просто кража века. Мужички давно здесь терпят в этом углу. Интересно, что у них вся команда на этом фланге, а каким-то образом тот умудрились проиграть. Ну, там Хэвика же мы их... А, ну хотя Форш там 430, ладно. Ладно, ну фиг бы с ним. Фиг бы с ним. Хотя вот, опять же, с полным сведением, нормально выцелено, да. Коронец, Яга, одна тычка и вторая. В момент выстрела мне кританули пушку. И то есть не мог попадать, но не попал. Ягу. Да. Да. Это Дарк 3 семерки, между прочим. Или кто это? А, нет, это Даник. Ладно, окей. Тогда окей. Серферские доски какие-то или что это? Наверное, щиты зулусов. Да. Да. Его бабаха пробила. Причем фугасом, это фугас был. Хотя, возможно, он не пробил, а дал просто на 1200. Такое тоже может быть. Поэтому, пожалуйста, осторожно, пацаны. Если собираетесь танковать фугасы, знаете, что можете поймать на фулку без пробития. Да уж. Да уж, я, кстати, в какой-то бешеный плюс играю. Я, по-моему, когда продал железо, да, сколько у нас там было? У нас было вроде 17 лямов с копейками. Творог собрался, ребята. Последний день остался, кстати, на размен. Ну, ладушки. Ну, ладушки. Едем дальше. Я как-то по стулу даже съехал уже на самое днище. Видимо, какой-то спойлер. Что будет дальше на стриме? Поставь турбину, она даст табу и скорость вращения. Ну, блин, обычная турбина, наверное, больше, да? Ну, ладно, потом посмотрим. Вообще, да, надо, наверное, поставить экспериментально. Там хоть какой-то стабе даст, да, плюс, чем обычная. Поглядим. Ну, понятное дело, что оно чувствоваться-то особо не будет. Все мы понимаем, сколько там процентов. И все.
Фига, вот это вот не чекают, могу Бартину выхватить. Ага, уже почти. Уже почти это случилось. А на что партия у них? И по скилловичкам, да, которые захотят поехать наверх. Вот это что это такое? Прям едет. Ну ладно, не прям. Но вот видно было, что он хотел. Да, вон и пиздюк. И все. Конечно, ведут себя максимально невоспитанно. Смотрите, где Ебор опять. Вот этот перекатил сюда. Вообще меня интересует в первую очередь детежи. Да, хотя бы один бы здесь мог бы и потанковать, как не свой. Ладно, подождем. Спешить некуда. Да уж. Чувствую себя на рыбалке. На которой клёва нет. Это рыбалка, на которой нету клёва. Да, он просто стоял сюда, целил. Опа. Опа. А, может быть, оттуда чекнули, кстати. Ты что это такое? Блин, нельзя ему подсунуть, а вот жаль. А вот жаль. Здорово. Здорово. У него, кстати, НЛДа побольше, я даже в нее попасть не смог. Харина фугась. Ты нахер, блин. Просто дерьмо. Просто дерьмо. Должно у нас наклевываться каточка на 0 урона. Ну, если в первой тычке, ладно, там случился скандальчик, во второй, конечно, там стоял бы здоров. Его прибивать некуда. Что он Хари не насвечивает. Где эта падаль? Где же эта падаль? Перфекционизм, сука. Спасибо, родной. Вот так округлили. Фига себе попал. Хорошо, иди нахер. Ну чисто вот калоша. Хорошо. Опять сказки? Отлично.
охеренная песня. В настоящем героизме мужском. Видите, как ему подсунули? Это месть! Это месть! Хорошо, и все еще жив. Здорово, я улизнул от катки в 0 урона, мы хотя бы дали 2600. Так. Убийца мой почти. Ария лебедь. Осуждаю. Пошли экспериментальную турбину ставить. Так. Томосино Вено, здорово. Салам алейкум, сам чё как? Прекрасно. У нас длинный стрим в прямом эфире. У нас недавно был отпуск, ну как недавно, уже недели 2 прошло. Вот мозги как бы на месте. Немножечко на месте. Мощности двигателя плюс 9, скорость поворота башни и горизонтальное наведение орудия для машин с неподвижной рубкой. Это поворот башни, да, и скорость горизонтального наведения орудия нам нахер не нужна, да. Скорость поворота ходовой, это хорошо. Так, а здесь... вперед. А, ну да, тут все простенько. Короче, надо вот это дерьмо ставить. Так, значит. Улетела леблет птица, а царевич и царица нихуя не жрамши, блять. На ночь завалились спать. Ё-моё. Ночь голодная промчала, вот и утро уж настало. Просыпается царевич и глазам своим не верит. Стал крутым он паханом, да накачанным притом. Нету хобота, хвоста, вот так чудо, вот так бля. Даже нет пизды во лбу, да я ж теперь не я ебу, охуеть. Вот так пиздец. Ну, а где же... Кошмар, поехали. Я напоминаю, каждый может песню заказать. Любую музыкальное исправление, даже сказ. С казино и бардаками, да с ночными кабаками. Ну, а весь честной народ у ворот давно их ждет. Красота. Стал царевич паханом, но нарекся не Гвидон, а забывши все на свете, стал хуйню гнать по рассвету. Всем запомнить мой гликон, это однозначно! Я теперь ваш князь, это, как там Леблет говорил, это гондон, понятно всем? Ветер на море задул, взад кораблик подтолкнул, он плывет трубой пыхтя и колесами скрипя. Мимо острова Баяна, царство смрадного султана. С острова ему кричат: «Приставайте, вашу мать, это однозначно!» Князь Гондон гостей встречает, им портвейна наливает, подрезает колбасы, открывает иваси. Прикольно. По валеному дереву мне дали. Я тоже так же сделал. Гости, господа, долго ли плавали куда? Чем вы сухой торг идете? Что за гадость продаете? Сколько тонн корабль ваш? И откуда экипаж? Переваривший обед, Жов. корабельщики в ответ. We are AQI, Chris, Filipino Monkeys. Торговали героином, маком, дурью, кокаином, экстази и ЛСД. Мы бывали к нас везде, а теперь плывем домой. Отпусти, Господь с тобой. Князь еще задал вопрос, высморкав рукою нос. Тихо. Кто над вами держит крышу? Что, никто? Толстуя, однозначно. Будете теперь башлять мне, ты понял? Твою мать, подонки! А
А теперь валите прочь! Видеть вас уже не в мочь, это однозначно! Гости князю поклонились и поспешно удалились. Мне вот надо поближе к кустику, потому что они перепушат однозначно. Лебледь на пруду нашел, так как раз косяк курила, поболтать ее пробила. Бля. Да как раз косяк курила и Гвидона угостила. Там вот дерево как-то неловко положили. И нам еще аукнется. Я так весело кумулями стреляю, мы так можем и зафейлить еще разок тычку, да? Как в мина черта. Минье Тавр. Ну да, не вариантик вообще с ним перестреливаться. Сколько раз пизды вам дали, что хорошего видали. Гопота хочет там мужской любви. Вот он как раз таки. Царь Гвидон. Господи, мы даже... Ну вообще, мне вроде как позволяет пробойчик его туда пробивать. Но не срослось. Короче, самая соснула катка на стриме сегодня. Вот это вот. Да, он еще ушел. Беда, беда. Вроде как нормально отыгрывали, да, но у них команда закончилась оперативно. Да. Зато в плюс. В 0.06. Дайте 5к. 52 пишет. Так. На Гвидона Гандон. Не Гвидона Гандон. Однозначно. Однозначно. Так, ну хорошо. Железо копится, да? Железо копится. Что вот эти задачи выполняются? Нифига себе. Нифига себе. Так, почекаем комменты быстренько и поедем дальше, дорогие друзья. Кстати, спасибо за лайки. Все, кто прожимал, мое почтение. Мое почтение. Какие молодцы. Так. Короче, экспериментальная турбина спугнула нагиб, друзья, уважаемые. Уважаемые. Ну да ладно, реально надо было ставить изначально. Однозначно. Погнали направо. Там уже разберемся, да? Ну вот, конечно, заставляет в голове держать вот эта штука, да, веселая, но в принципе меня еще сильно жестко в нее не опускает. Это, видимо, к вечеру уже начнут развлекать меня. Нанаем.
Интересно. Ну, походу, мы вот это все вперед ногами будем выносить. Если здесь хоть кто-то будет. Мне кажется, мне туда, наверное, дальше не камильфо ехать. ГПТ там на страже. ГПТ на страже. Но мы подождем. Я думаю, можно начинать вот сюда поглядывать, да, потому что такие бродяги рано или поздно начекаются. А именно Сушка и Бабаха. Да, ГПТ сбежал. Все, как будто бы никто не прикрывает. Вы чё, вы чё? О, земля, прекрасно. Ну ладно, хотя бы ассистик, слушайте, ничего себе там. А, ну это уже не по гуслям. Да. Нафестовали. Бандыч Клаб. Бандыч Клаб, хорошо. У нас вот там все пацаны погибнут. Он хочет. И то, видели, на тоненького башню пробил. Вошла. Мы жестко сливаем катку. Оно прям видно невооруженным взглядом. Просто кошмар. Ну, во-первых, вся шайка заехала в котел. Что грустно и смешно одновременно. Интересно, в какой меня позе здесь будет вертеть? За этими барханами. Керосин еще на 400 дает. Да господи, блин. Там не могу снять. Ну вот это вот мы не переживем. Эту модель мы уже не переживем. А, пиздец. Пиздец. И СТБ, это Юпитер. Но тут я-то нормально сыграл, да, у нас команда просто отдалась. Может быть, стоило, кстати, даже не сюда ехать, а вот сваливать вон туда, и, возможно, там получше получилось бы натерпеть. Вот это, кстати, косячок. Я совсем отчаялся. Надо было вон туда разворачиваться и лететь. Так, ты чё до вечера ебашишься? Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Ну, либо мы, знаешь, до скольки? До часов до 3, до 4 поиграем, потом сделаем перерыв и в 7 продолжим. В 7 продолжим наши приключения. Так. Так, значит. Ну, вроде как комменты поглядел. Угу. Ну и все. Ну и все. Спасибо за 14 лайков в группе ВК. Тоже манул, молодцы. Слушайте, а пошли мы, нас закинуло на РУ-2, пошли на РУ-1. Там посидим. $1900 дали. Ой, хорошо, что хотя бы концепт принял тычку. Молодец. Вот, это все кошмар. Это все печально.
Наш бусты на исходе. Милорд, ваши бусты на исходе. Сколько процент побед? 56. Да, 16 каток сыграли. Это на... Ой, нам еще... Нам очень-очень много. Нам... Это даже не начало, что я скажу. Нам реально надо будет, наверное, каток 100 сыграть. Но без 16, да. Ну, пускай, ладно, 80 каток, наверное. Это если вот садиться и прям до упора брать отметки. Кошмар. Ну, это же смешно. Без арточки, кстати. Come on, let's go. Я вот думаю, мне слева либо справа терпеть. Ну, вроде как с этой стороны мы хотя бы кое-где рога свои спрячем. И копыта. Ну и надо, знаете, чтобы подождать, может какой-то кренделек решит беспечно вкатить. О. Ох. Это глаза начало резать, блин, на улице светло, а здесь вроде как потемнее. Надо в солнечных очках начинать стримить. Ладно, я все равно бы не попал. Я бы все равно не попал. Здорово, мне вот нравится, как он танкует. Я думаю, мы подружимся. Угу. Одинокий маус на карнизе за окном. Я, кстати, все еще свету. А чем это обусловлено, мне интересно? А? Ладно, маус больше не танкует. Хорошо, подождем. На ТТ говорят, что он в кустах стоит. Честно говоря, на гриле можно было бы не стоять в кустах, да, но это уже совсем другая история. All right. Здорово. Нравится, когда танк танкует. Когда оправдывает ожидания. Боже мой, у него вся щека просто изуродована. Ну вот он даже не пытается танковать, но это же великолепно. Великолепно. Сразу видно, проявляет уважение. 62-ка тоже молодец. Жмыхнули. Мини подпал.
Мини подпал. Там гопотам. Пытаюсь проскочить на скеле. У меня, кстати, есть союзники, пацаны. Врага пихает. И эти союзники, знаете, чем заняты правильно? Они забрали базу. Они забрали базу. Подождите. А, все, да. Чушпан Тим. Ну ладно, хорошо, дали 5000 и ладушки. Так, комменты посмотрели. Нормальная катка, главный спонсор шикарного боя это, конечно же, Маус. Почет и уважение таким игрокам. Ну, а наш ублюдок на тайпе просто базу забрал. Как бы это смешно не звучало. Угу, так, все чекнул. Все чекнул, хорошо. Хорошо. Спасибо за 11 лайков на большой трансляции на ютубе. Погнали дальше. Я вот думаю, может короткие видосы вынести куда-то, отдельный канал создать и туда их заливать. А на этот не заливать их вообще. Ну да ладно. Come on, let's go. Не едут туда вот терпеть, ради чего вообще, пацаны? Просто ради чего? Хорошо, хорошо, это был вкат конкретный. Отлично, он дал мне время досвестись. Ну, спасибо, во-первых, СТБ, да, то, что катается по полю. Точнее, по встречке. По встречке. Вне системы. Личность, которая вне системы. Да-да. Да-да. А где же собрался творог, ребята? Хорошо. Хорошо. И конь даже не смог подсунуть. Ночная скотина.
Да пошел ты, у нас Е3. Я, честно говоря, не знаю, кого Е3 танкует. Я так понимаю, что... А, Яго танкует, ну ладно. А. Пизда. Ой, бля. Сейчас коня еще выхочу. Кони Лингус. Блин, очень... А, прикольно, нихера себе. А как... А, я понял. Понял. Я сейчас поймаю. Нет, не я, ну и хорошо. Мальчуган веселый, не хочет окатываться. Кстати, а как вот насчет вот этого прострела? Нет, не вариант. А вот так вот. Угу. Угу. Хорошо. Стоит, смотрит в стену. Я, честно говоря, вообще не надеюсь на этих пацанов. Надежда не внушает. И этот Latex Glow меня так раздражает. Хорошо. Я думаю, здесь можно бы и рамсануть по-взрослому. Поехали. Я все еще в спермаче. Я, честно говоря, без понятия, как это работает. Это уже просто тошно. Ух, блин, почти. Ну ладно, мы хотя бы насветили. И арта... Точнее, бабах этот танкует арту. Я сломал вот эту херь, но я не дал урон. Да, ну, то есть я вообще не попал в нее. Понимаю. Понимаю, ну на этом как бы в этой катке настрел окончен, да? Хорошо. Хорошо, главное сумарка есть. Павел, здорово, салям алейкум, 430, когда купишь, еретик? Ну давай мы на 28 возьмем отметки, 430 возьмем. Потом на нем поедем за отметками. Да? Да? Но если вот этот стрим будет удачный, успешный и веселый, да, значит мы потом 430 возьмем. Эх, бля. Эх, бля. Надо бы чем-то подкрепиться, Гачеслав уже того проголодався. Так. Так, сейчас быстренько чекаем комменты и едем дальше. Интересно, есть какое-нибудь ВК-приложение, в котором на стриме будет просто вот онлайн комменты висеть? Я взял 3 отметки на нем. На 430-м. Красава. Красава. Сколько там планка? 4 или 4500? Я что-то не помню даже. Балансит неплохо, слушайте, столько боев с девятками, красота. Красота, 4200, нормально.
Приехал. Смотрелся куда-то. Я так понимаю, выцеливал на чеку. Просто на чеку. Троху брызнули в Лорейна. Невзначай. На. О, нихера себе, кумулем в каток его пробил. А ну-ка, ассистик, быстренько. Быстренько. Где же собрался творог? Вот он едет. Хорошо. С учетом того, что у нас пушка, да, не доворачивалась. Красота. Красота. Ну, по такому случаю мы заезжаем на полку и Зиггермауса вот так вот будем наказывать теперь. Да, и именно вот так. Слушайте, ну, скилловик. Мало кто знает, но это скилловик. Меня 705 интересует. Ну, пока нагиб идет, да, надо нагибать. Единственное, что, возможно, там в кустах бродяги веселенькие терпят. Зловещий дик бродяги. Короля и Шута не слушали уже 100 лет, да, на стримах. Ё-моё, даже гачи-версии не было ни одной. Надо будет врубить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо будет врубить сборочку какую-нибудь, да? Давай, до свидания. Там вафельница, походу, скидывается. Очень жирно просто залетает. Просто прыснули. Ну-ка, это чей-то свет? Не мой. Не мой. Я думаю, настало время для настоящего мужского врыва. Хотя без ремки. Кстати, без ремки. Вафельница уже почти заряженная. Я думаю, скоро будет крах. Вон и вафельница. Хорош. Хорош. Ну, ради этого мы и ехали, да, чтобы поднасветить троху. И подобоссать. Просто в гусле стреляет. И вы конченый. Как он? Вот он просто... Ой, бля. Сука, какой ублюдок! Господи, каждая тычка в землю, прикиньте, каждая. А этот Леха меня накидывает обычными подколами. Другое дело. Просто обычными подколами, просто в крышу, прикиньте. Ну, мне не верится, что если бы у него по среднему вылетало пробитие, он бы каждый пробивал. Ну, 4, вот этот, конечно, молодец вообще. Базара нет. Сам Посейдон отводил снаряды в землю за него. Хорошо. Бабаха надо заряжать. Без понятия, где Сурка. Но я надеюсь, что он меня не выхватит. Да, и можно будет на СТБ заехать как мужчина. Может быть, даже протаранить. Позволяет, по крайней мере, ситуация мечтать об этом. Сурка здесь.
Не попади, дерьмо. Ты же кривое, ты же кривое, ты же кривое. Хорошо. Хорошо, отлично. Отлично, он сделал проще, он даже не выстрелил. Молодец. Да, ну и хорошо. Радостно. Так, GSOR 10.06, который перед концептом вчера 100%. Красава. Красава, он пиже, чем концепт. Я на нем не играл, родной. Не знаю. Ну, может быть, на досуге купим и все такое. У нас, кстати, двухстволка валяется 9 левела, на который можно докачать 10-ю двустволку. Можно на нем катануть и заодно взять отметки. Говорят, там планка нищая. Ну, он вроде как ощущается, как нормальный танк. Так, 400 планка на 430 Ом. Ну, наверное, после вот этой хероты поедем и на 430 возьмем отметки. Посмотрим. Посмотрим. Так. Так, спасибо за лайки, мужчины дорогие. Я сейчас пойду отолью и вернусь. И вернусь. Буквально 3 секундочки. Так, задача выполнена успешно. Творог не обнаружен. Поехали дальше. Спасибо за 15 лайков в группе ВК. Молодцы. Молодцы. Ну так вот. Вот так вот. Супер топ закинула, красота. Кабельщик 333. Был такой фильмец в свое время с Джимом Керри, чуть не сказал, с Эйс Вентурой. Я его, по-моему, толком не посмотрел даже. Все скоты там пачками пасутся. Господи, такое направление мерзкое. То ли дело, вот вам Родина дала вот этот фланг. Когда-то он, кстати, тоже был дерьмо. Раньше надо было вот отсюда и отсюда просто вниз съезжать и терпеть. А потом весело ехать наверх, прикиньте. Ну-ка. Ну-ка, слушайте, едет. Доехал. 3 пятерочки.
Конечная. Вячеслав вчера взял йогурта и печенек овсяных, поел. Вечером надо встречать госпожу и стримить с него. Вот. Полчаса до конца стрима крутит живот адски вообще. Ну и как-то пососы, да, начались в натиске. Ладно, думаю, вырубаю, зарядился таблетками. Как начались у меня эти дни, если вы понимаете, со всей силы. Вообще поехал на вокзал. 1000 мыслей в голове, как мы будем, если что, отправлять коричневый код. Вот, блин, слушайте, он подставился как раз во время скипа. Короче, по итогу таблетки подействовали, и не случилось извержение пукана. Но нервишки до сих пор. И даже сейчас подкручивает немножко. На противоходе. Заявимся к нему. В Nice PS. Хорошо. Он в курсах вообще, что я тут? Очень рискую оттуда выхватить. Плюс, кстати, борда мы здесь не поим, там он гнилек. И некоторое количество еще смешных подружек. А хотя, знаете что? Я думаю, можем хотя бы на гопоту ехать, будет не зашквар. Пиздец. Нам как будто бы надо вот это ехать спасать, вот что я вам скажу. По полю ехал. Но. Ну. Да, ну мы, конечно, ловко просрали момент для вката. Он не подставляется. Я особо отсюда не спешу уезжать, знаете почему? Потому что на вот это надо бы еще встречать. Как будто бы вошло. А как будто бы вошло. Ну, надо понимать, что вошло, скорее всего, в башню, да, в башню там вероятность невысокая пробить. Хоть мы и на изи должны пробивать, я думаю, что не подсунули. Разводит на тычку. Разводит на тычку. Это можно было ёбнуть. Да пошел ты! Бля. Да ё-моё, можно было ему 2 раза скидываться. Откатывать будет, не будет.
Ну, а другое дело. Его с балкона ебнули, кстати. Вошло. Что характерно, уже 2 раза, блин, вошло. Да, хп у него. ХП у него немного. Короче, надо самому ехать вперед. Вилка меня рано или поздно развертит. Странно, что он не поехал ко мне в гудок, кстати. Скорее всего, он поехал, просто мы разминулись, что я вам скажу. Е. Т-30 все еще не видно. Блядь, ну казалось бы, просто едь вперед на него и все сбудется. Да, вот и вилка. Ой, хорош, ёб твою мать, красота. Красота. Ну и вилка, кстати, кончик, который не поехал на меня. Вы поняли? Здесь ПТХ, походу. Вот это вот доехала. Даже мне бы хотя бы вот 30-очку встретить, и как наказал бы его. Эх. Эх. Как будто бы нету. Ну что, высветим мы это дерьмо или не? А вот и 30-очка. Да, на изи пробил меня. Вилка пес. Охереть. А не сильно вы легко пробиваете, пацаны? Вот я извиняюсь. Просто каждой тычкой на изи. На изи. То есть он либо сюда попадал, либо я даже не знаю куда. Чмо? Ну ладно, по крайней мере мы ему подсунули, да, пару раз. Хорошо. Хорошо. Так, так. В итоге приехал с лесой на жопе, ну. Ну окей. Окей. Ну, да, дерьмовенько играем по средухе, ну как бы... Все ж мы люди. Все ж мы люди. Так. Пошли комменты чекнем. Спасибо за 12 лайков на большом стриме. Что у нас тут еще? Так. Александр Берте, здорово. Так, ты стоял в наклоне вперед, тебя прошить легко. Нет, я к ним был в нормальном наклоне, потому что я же сверху, а они снизу. У меня первая тычка там прилетела. Ну, сейчас тебе покажу. Он вроде как сюда попал первой тычкой, либо может быть... знаете что, у меня в надгусеничную полку пропиздошил, может быть такое.
Может быть... А, да пошел нахер, говно. Главное, что мы свое дали. Да. Самое главное. Спасибо за 17 лайков в группе ВК. Поехали дальше. Бляха, ты чё, еще стримишь? С тобой все хорошо? Да, у нас же написано, что стрим будет долгий. Вот. Да, стрим будет прям... Ну, я попытаюсь, ну, так сказать, если нам прям не вынимая поехать до 3 отметок сегодня, надо вообще прям до вечера, я думаю, сидеть. Попытаюсь хотя бы до 3 до 4. Там разберемся. Там уже разберемся. Великий классе, здорово! Как ты, родной? Fuck you! Да, Андрюха Донбасс, здорово. Сейчас мы комменты все чекнем. Этой каточки. Так, салам, уважаемый, как дела? Как понерфленный ОМОН? Чувствуется, кстати, нормально. Ну, косорыленький, но я думаю, он всегда был косорылый. В целом пойдет. Меня даже почему-то жестко не насилует врага, я не знаю почему. Но в целом за БС. Потому что у них столько танков едет, а мы тут в каком-то меньшинстве даже, я бы сказал. Ну, зато там херова гора. Лесоповал какой-то оперативный произошел. Я так стою, потому что это не вкатит толпой и отберут жопу. А мне потом что делать? Сиди скули, да? Да, здорово. Я стоял, целил, и они в тайминг вкатили. Да, ну они реально в тайминг вкатили, вот что мне теперь делать тут. Каждой тычкой капает, ты чё, зверь? Бля. Ой-ой-ой, ладно, КД. Окей. Это что такое, блядь? Интересно. Интересно. Ну это все, это уже ССО. Он уже заряженный. Да. Да. Отлично. Ладно, я хотя бы успел выстрелить. Каким-то хером дали 3000. Дерьмо. Я не достоял 1 секунду до их ката, да, у меня было бы все чики-брики, я здесь бы пострелял бы, отъехал. Все было бы здорово. Хорошо, что мы хоть троху дотерпели. Ну, кроме шуток, мы танканули 960 урона, ведь не сильно баронерный танк, судя по всему, ну, хотя бы ладно. Блин, а если бы этот Леха зафейлил тычку, слушайте, мы бы тут... Позволяло бы нам мечтать о многом. Хавек был там, да, мы бы здесь за камнем затерпели бы, еще бы ему подсунули. Может, что-то и вышло бы. Так, я-то думал, что ты будешь на нем долго брать 3 отметки и не сидеть стримить безвылазно. Ну, я решил, что пора бы заняться делом. Ну, по крайней мере, пока есть кое-какая мотивация. Так, в танки не заходил 1 000 000 лет, думаю, качнуть обратно. Как жизнь твоя молодая? Ну, мы ездили, у нас был отпуск. В Клитербург ездили с госпожой.
Что еще? Наверное, все более-менее по-старому. По-старому. Главное событие съездил в Петербург, второе главное событие побрился. Ну, типа, ни хрена не происходит. Хуярю каждый день. Так, все, покупать 30 между сливами катать будешь. Не, надо вот прям конкретно на этой херне докатать. Иначе у меня вообще крыша поедет. Но по идее, вполне реально сегодня взять 3 отметки на нем. А посмотрим состояние, да, Кабачкова. Если что, можно завтра на 430-м. Не, но за один день на 430-м мы точно не возьмем. Ну, за пару дней поедем, да? Почему бы и нет? О, как город. Ну, мы уже второй раз ездили. Забылся. Круто. В артиллерийском музее вообще охеренно. Там, я бы даже сказал, не хуже, чем Третьяковская галерея. Без прикола. Там внезапно и всякие доспехи есть, и все на свете. И куча всякого такого мега уникального. Красота. Просто красота. Был очень удивлен. Приятно. Это при том, что есть еще закрытая экспозиция, на которую почему-то не пускают. Ну, видимо, из-за того, что там хохол техника трофейная. Как и в Кубинке тоже. Отдельная экспозиция, куда не пускали. Ну, типа, сдали, можно посмотреть, и все. Не знаю, по какой причине. Единственная объективная причина, это то, что там в броне еще мозги остались на стенках. И, типа, можно разглядеть вблизи. А сдали нельзя. Огласи по-братски весь список своих десяток. Бля. Ну давай. Ладно, пошли в ангар. Я покажу. Ну, во-первых, за ГК у нас есть практически все танки, кроме 95 Е6 и 907. Бля. Так, плюс у нас есть БЗ-74, КПЗ и все это, вот это, что было за конструкторское бюро на 10-х левелах. Что касается танков, вот. Да. Ну, СТ-2 почти есть. 430, наверное, завтра откроем. Нету 140 и 900 и К-91. Да, из немцев. Е-Писюна нету. ЛТХи, да, Мауса. Ну, короче, вот, можешь не спеша посмотреть, да. Из немцев, кстати, немного открыто. Из америкосов вот остался Шеридаун и Е3. Фаша Б. 155-го фаша, кстати, нет у меня, да. Фаша Б нету. И ЛТХ. Ну, англичане все вкачаны, да, кроме Мантикоки. Чехи все есть. Китайцы... Ну, вот ПТХи нету, надо было по открытию, конечно. БЗ-74 нету. СТшки и ЛТшки. Ну, да. Да, Тайпа 5 Хэви нету, слава богу. Тайпа 71 нету. КСки нету. Ну, Зубр, ладно, мы, я думаю, по чуть докачаем. И Удиса СТРВ нету. Ну и Проджет, кстати, тоже может открыть, видите, 0. Ирины Чертонты нет. Ну вот. Ну вот. Плюс все, что за боны можно купить. Из боновых нету только вот этого. Ну и бабахи, ну как бы есть обычный бабаха, хер бы с ним. Вот этот есть обычный, да, его не надо покупать мне. Короче, действительно, немного осталось для того, чтобы вкачать все десятки. Что красота. Так. Ля, чтоб у меня так на ОМОНе летело, я бы был королем помойки и кавалером Кубка пьяных пидоров. В следующий раз езжай в Москву, там есть парк Патриот в Кубинке. Да, я вот был. Я был, знаешь, когда 2 года назад, первый единственный раз с боссом качалки мы там встретились и все обследовали. Да, круто было. Так, в Кубинке. Ну все. Не, именно в Кубинке не был. Ну, ну подожди, это же есть Кубинка, да? Парк Патриот и вот это все там рядом. Там типа 2 экспозиции. Одно, видимо, Кубинка, да, где ангары стоят, а парк Патриот где-то просто под открытым небом. Да, был. Клубника, да, я понял. Точно, я понял. Ты же фотку в группу кидал с Маусом новым. Да.
Да, было круто. Это единственное, наверное, место, где я был. И выходя оттуда, была мысль, что вот я бы сейчас бы пошел бы и опять все бы прошел. Охуенно. Я даже когда самой охуенной телкой был на одну ночь, выходил, у меня не было мысли, что, блядь, сейчас бы вернулся бы и типа повторил бы. А вот там было. Там было. Так, пошли посмотрим комменты. Да, тебя прошли легко, легче НЛД крутить, пусть чешут яйца. Удачи, спасибо. Спасибо, так, это мы группу ВК чекнули. Свен, где ты работаешь, кроме мужских стримов? Менеджером маркетплейса на старой конторе на своей. Там за копеечки подрабатываем. Так, значит... Ну, нормально, все комменты посмотрел. На коротком стриме, кстати, глухонько. Я, кстати, вот чуть в подставуху сам себя не загнал, пока комменты читал. Но они, конечно, тоже, вот Кубинку и Парк Патриот, мне кажется, можно было бы и объединить. Да, я понимаю, что за техникой надо ухаживать, но сделали бы просто у Парка Патриот отдельное какое-нибудь, я не знаю, крыло. Как это еще можно назвать, да? Было бы проще. И, глядишь, у Кубинки бы бабок больше появилось. Пошел ты. Fuck you. О. Ай, блядь, ты обратный ромб, ёб твою мать. Капнули в него, хорошо. Хорошо, блин, в башню улетело. Господи, вот это торговля бортом. А прикиньте, вот зарядил бы Кумулин, поехал бортом, я бы дал в борт и за экран бы зацепился. Ну. Ну. А для вас я никто. Сколько было таких? Прикольно мне чекать под арту. Блин, ну сволота. Сволота, потому что... Опа. 27 хп, сюда. Вот если бэшку подчекали, я бы, может, как-то и по внешке проскочил. Бля. Какой же здесь смешной и мерзкий рельеф, да, ребята? Интересно, его чекаю или нет? Господи, ему некому всунуть. Во. Каким-то пополам чекаю. Не надо было разряжаться. О, у них тут все посыпалось вообще. Да, я не успеваю настрелять. Вы все правильно поняли. Этому туземцу надо скидываться.
Я зафейлил тычку, и внезапно это оказалось перемогой. Но разве не красота? Давай в этого. Поживешь пока что, браток. Я буду плакать, иду эйнал. Ой, я хорошо спел. Ой, красота. Красота. Слушайте, у них еще некоторое количество мяса осталось. Можем это все насветить. При должной удаче можем это все насветить. Да. Да. Fucking nice. Квест твоя. Приставал. А вот где-то, видимо, да, он там затерпел, я думаю. Хорош. Хорош. Отлично. Я уже думал, мы окажемся на голодном пайке, если можно так назвать. Так. Неплохо. Семен темщик заядлый. Да. Вячеслав, оставь эту работу для баб. Иди на завод, на стройку, либо красное-белое. Вот в красное-белое продавцом это можно. Во-первых, у меня самая главная покупательница будет госпожа. Вот, буду ей продавать. Так, гречкам арбузных фур или в интим-магазин коробки с кутаками резиновые, так сказать. Ну, кстати, грузчикам арбузных фур, если за нормальные бабки, не знаю, если бы мне заплатили там, не знаю, месяц работы, например, за 1150, я сейчас бы пошел. Мне вообще похуй. Физический труд, хуета. Я осиливаю. В конце концов, я почти всю жизнь так и трудился. Так. Вот оно что. Да, он fucking слейвов продает. Здорово. Резы теперь в 10:00 и 18:00 поставили на готовку. Prime выбрал под твои стримы. Благодарю. Короче, мне не прожимать, да, резервы. Так, завтра работает, це правильно. Я понял, хорошо. Так, самая мужская работа это КВ, брат. У нас, кстати, нету красного и белого. У вас цены там, кстати, изумительные. Госпожи покупали мартини, оно дешевле. У нас, короче, оно у вас стоило литрушечка 800 что-то там 70 чем-то, а у нас, если на ваши бабки переводить, где-то 1300, по-моему, что-то такое. Так, давайте мы быстренько комменты дочекаем. Спасибо за 21 лайк, кстати, в ВК. Спасибо. И за 15 лайков на большом стриме. 1150 белорусских рублей, да. Да, за 150 рубанов фуру грузить, ну, сказал тоже. На вахтах некоторые получают меньше. Ну, как бы, надо объективно оценивать свой труд. Я когда на всякие конторы, ну, торговикам, например, меня спрашивали, сколько ты хочешь зарплату, я сразу завышал планку. Да, раза, не знаю, в 1,5, а то и в 2. Потом сторгуетесь и глядишь. Ну вот, допустим, ты хочешь зарплату там, условно говоря, 100 тысяч, тебя спрашивают, говоришь, 200 тысяч, блядь. Тебе говорят, не, нихуя. Ну скажут, ну типа там можно сторговаться, не знаю, до 105, даже до 120 сторговаться. Вот. Начальник будет думать, что вот он молодец, охуеть, а ты будешь сидеть и думать, ага, сука. Меня и 100 устроило бы. Вот, так и надо торговаться, ребят. Муразор рекомендует. Если так объективно оценивать, то не возьмут никуда. Ну и пошли нахуй тогда. Пошли нахуй. Тогда пошли нахуй. Если хотите, чтобы вам ваши арбузы разгружал Гачеслав, 150 тысяч в месяц. Если нет, ну тогда. И идите в Юша Тим. Там ищите работягу.
Самое главное, не пытаться прям на 100% отрабатывать. Надо филонить по максимуму. Пусть долбоебы советливые вкалывают. Ну да. Если оплата, так сказать, не издельная, да, а там по часу, оклад, то, конечно же, нужно думать в первую очередь о себе. Да, блин, я где не работал, где я не ебашил, не было такого, что пиздец, этот чувак ебашит, и надо его сразу же с колен поднимать. Да. Не работает. Не работает. Вон в армии я вообще хуярил, пиздец, пачками, никто не ценил. Еще говорили, что проебываюсь. Вот, хотя, объективно говоря, я там работу делал, ну, нормально. Не за себя одного даже, я больше скажу. А когда это... Да, короче, заканчивается контракт, я сказал, что съебаю. Ну, я сказал заранее, что съебаю. Это посадили другого мальчугана веселого. Ну, который нормальный чувак, но он, типа, он не хуярил. Он не хуярил. Мне, знаешь, сказали, блядь, извини, что так получилось. Ух ты, блядь, ёб ты мать. Я, честно говоря, я не думал, что я светанул НЛДой. А, ну мне в полку засунули. И вот сюда. А как меня побэха? В смысле? Меня сюда пробили. Снизу вверх. Ну тогда ладно. Вот эти два пробойчика, да? В надгущую полку и сюда. Я что-то думал, я НЛД тряханул. Я вначале сказал, блядь, извини, что так вышло. Лучше бы ты оставался тут. Внезапно оказалось, что я перестал делать документы, и на ближайшей проверке случился пиздорез. Их пришлось резко хуярить, которые обычно делаются месяц. Вот. Мне было на душе, признаюсь, тепло. Всегда, когда уходишь с работы, хочешь, чтобы там все горело синим пламенем, и все орали: Семен, помоги, приди, порядок наведи, да, что-нибудь такое. Вот, ну и там примерно что-то похожее могло произойти. А вот сейчас будем от УВН наказывать. Да ты охерел. Мне кританул что-то там. А, мне что-то показалось, что он гусеницу мне кританул. И пушку заодно. Хорош, наконец-то. Наконец-то. Теперь они точно в гаче западне. Гачная западня на бульваре. Слышь. Нахера я скипался, ёпта мать. Нужно было его ловить за анус. Блять, вы просто стебетесь, сука. Да сколько можно? Выехал, просто ёбнул меня кумулем. Да, понял, иди нахер. Я не могу шотного пробить. Куда я ему, кстати, типа... Ну, очевидно, я ему, видимо, в башню попал, да? А не туда, куда должен был пробить. Пиздец. Ну, скотоложцы. Скотоложцы. Братан, шли всех... Да. Вьюша Тим только сосать за бабки научит. Так, лошадь председателем все равно не станет, но... Не, ну понятное дело, смотря где. Должны обстоятельства всякие сложиться. Ну, во-первых, понимаете, в армии, например, если начальник тупой, то заместителя умнее себя он не назначит никогда. Должно многое сложиться,
Ну, я в некоторых, с некоторыми там, так сказать, офисами армейскими трудился, где коллектив, видно, что умные, образованные люди, и они, типа, да, там организовано нормально. Там, типа, реально, ты если ебашь, нормальный чувак, все, там тебя за уши поднимут наверх. Но это редкость. Это редкость. Так, у меня вчера такой открут был, что я не пробивал НЛД 9 из 10 выстрелов в зеленую зону. О, бля. Во, у нас был стрим на днях. Он не попадет в нарезку, потому что закончилась память на компе, и типа автоматически закончилась запись, и такие стримы, они как-то, короче, программа для монтажа их не воспринимает. Если просто смотреть его, типа, его можно смотреть на компе, но перематывать нельзя, и, типа, короче, какая-то хуйня. Там была ситуация, стоял 2.7.7 бортом, я на чем-то вот типа 2.6.8. Я стреляю... А, не, подождите. На Леоне, наверное, я был. Борт башни весь зеленый. Ну и он чуть-чуть дергается туда-сюда. Выстрелов, наверное, не знаю, 4 или 5. Мы просто в зеленый не пробивали его. Потом улетела вниз прицела, в камень попал. Просто кошмар. Обычно кто ведет, на том и ну да, да. Причем тут, как я думаю, есть уже опыт с кучей разных мест, без кумовства и взяток. Как ты не ебашь, серьезное повышение все равно не получишь. Может, зарплата на 10% больше, а ответственность в 2 раза больше. О, я сменил родов деятельности и мест трудоустройства. Штук 15 за жизнь. Штук 15. Ну, многое должно сложиться. Если по-честному подниматься, да, и немножечко попроще, если ты прям, ну, по той же, не знаю, самый простой вариант, да, если с армией сравнить. Если ты там регулярно бухаешь там с начальством, все такое, там, типа, напрашиваешься в друзья и так далее, подлизываешь ЭС, ну, объективно говоря, такая схема везде, особенно, не знаю, особенно в политике. Вот, там не столько важно иметь политические достижения, как уметь ебаться под ковром. Да, всякие подковровые интриги и так далее. Вот оно в самый раз. Вот, типа, граждан там... Вот Ельцин, например. Гений подковерной борьбы, можно и так сказать. Да, достижений у него политических ноль. Кроме того, что он долбоеб. Вот, ну, такие дела. Такие дела. Вот не то, чтобы, знаете, ну, это тоже надо уметь, да? Это тоже надо уметь. И, наверное, очень глупо, да, на таких местах пытаться честно чего-то достигать. Но давайте будем честны, чего-то высокого, да, там, не знаю, большого заработка в жизни, что-то еще, честным путем достигнуть практически невозможно, да. А вот нечестным, нечестный путь перед тобой открывает грани просто раздолья. Раздолье. При том, что, знаете, некоторые, допустим, трудящиеся там ходят, скулят и говорят, вот, открою там свой бизнес, все дела, я буду сам себе начальником. Ты, когда будешь сам себе начальник, тебе придется ебашить в миллион раз больше. Вот, потому что если ты будешь просто ебашить 8 часов, 5 дней в неделю, то никто не доработаешься. Никто тебе больничный, ничего не оплатит, и в выходных у тебя не будет. Многие Алексы этого не понимают. С одной стороны, конечно, здорово, да, что там никто по мозгам не капает, вроде как стресса поменьше. А с другой стороны, у тебя в голове должен быть диктатор, да, который тебя заставляет хуярить каждый день. А еще сверхурочно. Вот, это еще надо как-то подогревать, все дела себя. Иногда бывает посложнее даже.
Есть подозрение, что мы катку выиграем. Не скажи, когда сам себе начальник, головника в 500 раз больше. Вот, да, да. Я про это и говорю. Когда сам себе начальник, да, тебе нужно хуярить в 2 раза больше, и беспокойство у тебя тоже херова гора. И все такое. Потому что тебе реально нужно переживать за результат, да, а на работе ты максимум делаешь вид, что ты переживаешь за результат, тебе главное бабки свои получить. Вот, а что там с компанией будет, тебе, честно говоря, похуй. Лишь бы тебе зарплату платили твою, да, и все. Вот, поэтому, ну, понятное дело, смотря какие амбиции, но вывод всегда один. Хочешь какого-то успеха, нужно хуярить, просто не вынимай. Просто не вынимай, и потом, может быть, когда-нибудь, что-то где-то, скорее всего, хуй. Вот. Да. Да. Ну, а что касается, конечно же, честно-нечестно, у меня даже всякие, не знаю, там, люди, которые с помощью связек вот там добрались, не вызывали омерзения. Ну, конечно, крысы, все дела, понятное дело. Но, с другой стороны, связи тоже надо уметь заводить. Да, это тоже своего рода искусство, и не у каждого получится. Но вот и крысить, все такое, там жопу лизать тоже надо уметь. Ну, конечно, чмо. Но, с другой стороны, молодец. Да, проявил характер. Поборолся за то, что тебе надо. Любым путем достиг. Молодец, молодец. Будут там скулить и рассказывать, что вот ты жопу лизал, хуйней занимался. Вот, ну, как бы. Ну, как бы, и чё, и чё, и чё. И чё, ну покажи НЛДУ. Ладно, хорошо. Показал достойный угол башни. Молодец. Мне как раз таки во многом вот эти вот всякие понятия, честно говоря, в жизни даже, я бы сказал, больше мешали, да, что ты там, во-первых, мысли, что чего-то там где-то можно честно добиться, например, да, и что тебя будут на работе ценить, если ты будешь ебашить как человек, да, и проявлять неподдельный интерес к труду. Вот это вот советское воспитание меня, конечно, создало мне только проблемы, блин. Вот что там, не знаю, жопу никому не лизать и так далее. Да. Ну, типа принципы всякие, да, там человеческие, минимальные. Вот то, что ты вот смотришь, как остальные, да, там, ну, видно, что чмоня, все дела, но он лежит жопу. И кажется, как будто бы и какой-нибудь там начальник видит, да, что жопу лежит, но его это устраивает. Ты смотришь, думаешь, блядь, ну пиздец. То есть ты как бы живешь правильно, стараешься правильно поступать, а на деле ты сосешь. И ну и чё, ну и как вот это понимать, да? Что это за устройство жизни? Вот, и конечно. Не сразу пришел к мысли, что в мире в принципе справедливости не бывает, и все это хуета. Да, в мультиках советских, может, оно и бывает, бывало. Да, но сейчас как бы все. Забывай, давай быстро. Чем быстрее поймешь, да, что чем больше ты сам за себя и только свои интересы отстаиваешь, несмотря тем более на остальные интересы и все такое. И что там нет хорошо и плохо, есть только правильно для тебя. Вот тогда намного проще становится жить. И зачастую даже выгоднее. Так, и резко в лидеры выбиваюсь в этой гаче-гонке. Лидер гаче-гонки. Я уже до конца доехал. А так выхожу от гриля в борт. Меня арта засветила, походу. А вот. Вот и арточка. Ну, вообще, я думал в гриля подсунуть, видите, я никуда не подсунул.
А по итогу меня гриль светил, и что самое забавное, я его не насветил ни хрена. Ни хрена. Слушайте, он прям ждал. Да как-то, наверное, не начекаем. Вообще где-то Леопард. Будем выяснять. Еду разбираться. Еду разбираться в Леста Геймс. Сколько можно? Леопард скидывает. Окей. Вот это вот плохонько. Если меня пробьет, это будет дыра. Хорош. Так вот, давай, как раз леопарда танканом. Досовывайте в него, молодцы. Ну, троху разрамсили, да? Троху разрамсили. Окей. Окей. Так, тебе не кажется, что у тебя часто малиновка попадается? Не знаю. Ну, мне нравится. Добиться трудом тоже можно, но это больше на удачу. Да, хозяин, надо трудовым быть, когда надо, но еще и мозги включать. Некоторые челы ебашут на заводе за 40, хотя могли бы вовсе без опыта эти же деньги получать. Да, может быть. Но я встречал некоторых трудящихся на заводе, которым реально нравится их труд. Да, ну и быт там заводской, все такое. Понятное дело, что сравнить не с чем, но все же. Но все же, так, надо нам какую-то сардельку пережрать. Мы уже до 70% дошли, прикиньте. You know? You know? Я с утра обнаружил сосиску в холодильнике. И у меня вежливо возникла мысль, знаете какая? Что это будет мой обед сегодня. Сейчас достаю, она просто покрылась вся льдом. Просто покрылась льдой. Ну, пока стример ест, я вырублю камеру, да? И буду стараться не трындеть, пока у меня еда во рту. Так. Что попиваешь? Это водица байкальская. Я работал на заводе, ферме, лесходе, сейчас работал сварщиком в ремонтной бригаде, пока не уволили. И это весело, лучше, чем дома за компом работать. Ну да, иногда бывает. Я иногда тоже свои места вспоминаю. Трудоустройство. Кое-где было капец круто. Так, ну вроде даю.
Что ешь? Сосиску с хлебом. Ну, чтобы что-то поесть, да, у меня есть сало, например. Это все надо нарезать, все такое. Можно было сделать плашку. Перерыв на сало. Сало тайм. На стриме, но я думаю, это не подойдет. Хотя бы чуть-чуть надо было бы подкрепиться. И когда на голодную играешь, конечно... Ну, вообще, на голодную, когда хоть что-то делаешь, мозги не варят абсолютно. Тем более, когда такая сложная задача, как 3 отметки на ОМОНе. Это, конечно, надо понимать. Ну, конечно, блин, мы приехали. Просто в жирную подливу. Не иначе. Ну, потому что эту карту по-другому не называть. Кому-то быка взорвали. Бля, это 2.7.9. Более достойной награды не придут. Я, кстати, нормально попал ему в маску. Что он пробиваться не захотел. А бульбу любишь? Да. Да. Я, кстати, драники хорошие могу приготовить. Ну, не хорошие, а великолепные, само собой. Дай попробовать. Заезжай, да. Тогда будет алкострим. Не знаю, у нас были... У нас процент алкостримов очень низкий, и у нас как-то было аж 2 алкострима за месяц. Не знаю. Вот, ну, по старой традиции, за 5000 он может быть прям завтра. Этой услугой Слава пользовался регулярно. Низкий поклон дорогому другу. Без приколов. Да пошел ты, сука! Ой, ну ты ёпта. Уже с такой дистанции попасть в землю, это надо, конечно, иметь скилл. Зато в кепку попадаем. В НЛД попасть не можем, а в кепку попадаем. Но сейчас не попадаем. Я не знаю, как это работает. А, кстати, я все-таки подставил котов. Абсолютно. Абсолютно. Вот и аптечка пригодилась. Собачья жопа, блин, танковые. Убери пушку, черт! Бля, какой ты пудель, это капец. Самое смешное, ну как бы, может, он и не пудель, он просто не понимает, что делает. Не понимает, что творит. Вздернули. Вздернули. Нам надо ехать Йоха наказывать, пока еще можно. Йохана мать. Йохана мать. Мы его, кстати, не убьем с первой ноты. Хорошо. Есть мансанули. Господи. Мразишь. Мразишь. Подожди, дружок, сейчас помогу тебе. На чужой фэткок не развивай роток. Фугас, отличный выбор. Выбор мастеров, я бы даже так сказал.
Сколько раз меня артачерт загуслил, кто помнит? Не-не-не. А, все-таки ебнул. Потому что он мог двоих тараном убить. Да, кошмар. Пидоры на арте. Вот просто. Да, частенько спрашивают, почему ты ненавидишь арту. Да, на арте нужен скилл. Типа, не каждый сможет. Вот человек весь бой стрелял сюда. Просто по КД. В одну точку. Весь бой стрелял. Танковый гейплей. Танковый гейплей. Сало и самогон и бульбу вот обед. Да. Недавно на конец 11.2 фуловый 2.7.9 БК взорвал жестко. Толка стрима каждый месяц это плохо. Надо пару раз в день. Жалко 2.7.9, ну да. Да, ну я думаю, что он знал, что качал. Да, он же не вкачал 2.7.9, когда там он появился. 10 лет назад. Алексей Лисейчиков, здоровая. Я, возможно, неправильно прочитал, но надеюсь, правильно. Ешь на камеру и чавкай погромче. Ну вообще бесит. Во-первых, меня бесит, когда кто-то чавкает. Я с одной бывшей из-за этого и расстался. Да она нормально была, она, блин, начавкала. Хотел просто удушить. Так. Семен, не задирай жопу. Это на стриме был случай с Леоном. Вот, да. Так, все прочитали, да? Спасибо за 18 лайков, кстати, на большой трансляции. И спасибо за 23 на ВК. Поехали дальше. Да, утес надо просто перетерпеть. Ребята! Чай хоть попей, насладиться из Байкальска. Да, блин, чай тоже надо заваривать, чайник кипятить, все такое. Во время стрима мы это не сделаем. Ну, когда-нибудь у нас разовьется канал до такого уровня, когда мы сможем нанять личного слейва, и который будет нам заваривать чай. И жопу мыть. Это в сухомятку. Ладно, водой запил и хер бы с ним. До завтра можно не есть. Зубр едет на гору. Ой-ой-ой. Здорово, что не по мне. А вот так вот. Эх, сука. А вот он хотел меня, да? Поделяк. Приседаешь на фэткок. Слушайте, я вот так вот, ты еще насветил, прикиньте. Нежданно-негаданно. Я сразу становлюсь в позу. Там, наверное, особо не высунешься. А вот здесь надо присмотреть. В кустике стоять, конечно, стресса 0 вообще. Просто ждешь и нажимаешь на кнопку. Джофф... Гачимен в смокинг. Джофф в костюме горничной будет начать. Да. Стрим из-под ободка унитаза будет проводить. Так, ОМОНа я продал после первого нерфа. Ну, я вот на нем в первый раз поиграл вот в этом состоянии.
принципе, пойдет. Намекает бы Читилен, что туда заехал. В принципе, намек нормальный. Я бы, может, и вкатил бы, так понимаете, у меня подружки мои, как бы, это... Опа, бля. Я пацану сбил прицел. Да ёпта. О, я думаю, он меня не возненавидит. Поехали. Будем замаливать грехи. Три шестерочки, и такое не замолить. Такую альфу не замолить. Ой, даже все залетело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Но тут начинается турбач, и я думаю, что уже как бы наши полномочия все. Больше не кидаем. Николай Турбач. Знаете, что нам надо ехать чекать? Ехать светить. При том, что, возможно, вафельница там и не окажется. Он бы уже 10 раз засветился. Да, там никого. Ну вот и вафельница. Потому что он все еще живет. Что-то крупное мимо пролетело. Вот прям мимо щеки я видел. Это фош был. Нихера себе прямое. Нихера себе прямое. На меня не смотрит. Это вот мальчишка бы взбодрить, да? Ладно, попал. Он реально только по мне стреляет. Ты конченый совсем? Конченый или что? Фраг сорвался. Значит, еще подзастрянем. Мразиш. Его звали Мразиш. А, ну я, видимо, все равно не попал. Зато насветил, слушайте, тоже неплохо. Тоже не... Ну, кое-как 4500 суммарки пойдет. Комменты мы все же прочитали. Здорово. Здорово. Кстати, спасибо за 19 лайков на большой трансляции. Вот это другое дело. Это мы чекнули. Все чекнули, красотам. Крысотам. А еще в ВК осталось. Спасибо за 24 лайка на стриме в ВК. Ну и за финансовый подогрев, конечно же. Кто подогрел, низкий поклон. Низкий поклон. Получается в 4500 суммы играть. А знаешь что, мы вчера не так почекали. Ну вообще да, получается, но мы вчера почекали. 4500 суммы это на 100%. Это на 100%. Ну вот на 20 боях вроде было как раз вот суммарка ровно 4500. В принципе, боев не было, да, где у нас суммарка как-то так склеилась, да, типа по гуслей, по насвету. Один бой был, там 1000 насвета, херня.
Знаете что, я думаю, здесь вот вежливо потерплю. Потом посмотрим, что куда, если что, вкатим. Пока что врываться не будем. Там яга едет. Где-то вон. Где-то вон там. Ну, может, и вошло. Чем Джофф не шутит, как говорится. Да, там зубр-бубр. Терпит. Вот оно даже ну ладно, в такой угол хер бы с ним. А вот в ВЛД мы как будто бы его не просовываем. Надо будет на досуге все-таки посмотреть броню зубра. И выяснить все-таки, что мы можем ему предъявить. Да. Ага. Ага. Оп. Хорошо, что я не поехал туда, ничего там не светило бы. Интересно, что зубра арта не развлекает. Видимо, АФК. Хорош. Оу. Видимо, этот Лёшка меня и начекал. Интересно, они себе место там нашли, конечно. Гачерельеф, ну вот надо было здесь его ждать. Здесь бы я ему дал. Здесь бы ему по трусам дал. Ой-ой-ой. Ладно, засейвился. Да, катка реально соснула. Здесь надо выжимать что-то из ряда вон. Интересно, что они все еще не давят Е5, как бы уже пора, да, и деда тоже расшевелить. Хотя бы вот отсюда въехать. Высоко полетел. Слушайте, а Яшка реально такой без стычки там ошивается. Ошивается. Ну, ждем. Ждем кабачковое рандеву. Вот Е5 уже размяли, да. Я так понимаю, проблема в прыщах. Как раз там от башни стоял. Видимо, зубр ему подсунул. Что-то ко мне сюда никто не хочет ехать. Даже странно, почему. Я вроде как не против. А, прикольно. Вот что вы знаете о таймингах? Что вы знаете о таймингах? Знаете, раньше была такая реклама. Там реально к людям подходили. Ну, либо это нереальные, да, подходы, но все. Подходили к людям на улице. Ну, по крайней мере, сюжет рекламы такой. Спрашивали, что вы знаете о поносе?
Без шуток, это было охуенно смешно. Раньше умели рекламу делать. Где Якин? Якину как бы пора бы уже выхватить. Быстренько в сейв. Хорошо. Хорошо. Где-то не чекается. Ёпта, ёпта. Ну в смысле? Вот и Яшка. Крепитесь, люди. Вот и Яшка. Вообще ничего не мешало его пробить в НЛД. Я не знаю, что произошло. Давай едь. А мы его затараним? Не затараним. Плохо. Им плохо, подумал Гачеслав. Да, да, на фестивале 2700. Слушайте, может быть даже их стоило СТБ убить. Может, знаете, что надо было просто рано убивать? Я затупил. Я думал, что я просто пропущу и напихаю в Яшку. Тут вот оно что. Вы все еще поносите, тогда мы идем к вам, но... Так, если ваш сын пидорас, купите ему компьютер, хули он как дурак. Ну. Ну. Короче, в Яшку заходила тычка. А пацаны мои не стреляли ни в кого. Пошли комменты посмотрим. Ну, кроме шуток, комменты мы посмотрим. Спасибо за лайки, друзья. Также спасибо. Да. Да. Также спасибо за финансовый подогрев. Мое почтение. Погнали дальше. Погнали. Да ёпта. Слушайте, а я на этой карте не был 100 лет. Так, пидорас, а не пидорас. А, подрос, а не пидорас, это реклама. Эльдорадо. Так, сколько бабла тебе хватит на жрачку в месяц? Не знаю. Не знаю, я же с госпожой еще живу. Она тоже любит поесть. Если ты одной сосиской. Но я, честно говоря, не наелся ни хера уже, понимаете? Ну вот я, допустим, не тренируюсь где-то месяц, у меня аппетита бешеного нет. Могу хуйней всякой питаться. Когда тренируешься, просто не можешь наесться, сука. Он реально там ждет. Прикольно было, да, себе еще подсунул. А где же собрался творог?
кто шарит. Да уж. Вот так вот. Вот так вот. Но он сам подставился. Я тут, между прочим, никак не повлиял. Тому флангу уже пам. Нам надо ехать. Пиздец. Что-то здесь забыл. А как он проехал туда вообще? Смешно. У нас, если что, здесь ВАЗик контрит, и там пацаны контрят. Он проехал. Даже фугас пристроили. Что будет дальше? Зря я выехал, не заряженный. Пойдет. На скеле зарядил бабаху, видели бабаха? За ваше здоровье и за мое очко. Да пошел ты! Как его не сверху вниз не пробил, прикиньте. Спасибо, братан. Спасибо. Что их ждет? Блять. Я же просил. А дед не высасывает. Поехали. Блять, ну ёпта. Бля, какая хуйня. О. Просто стоял, не подъезжал даже. Ну ладно, хер бы с дедом, да, вот тут херь произошла у меня полная. Надо было, наверное, все-таки на бабаху выезжать и там раскидывать. Короче, знаете, какой план был? Выехать, просто тараном разъебать того бомжа, у меня не вышло вообще. Да, я не на него упал, а на землю, и я его на 100 с чем-то протаранил только. Потом можно было, типа, дальше поехать, там, я не знаю. Ну, короче, план был снять 2000. Пацана. По итогу мы не взяли. Напоминаю. А Бобу спасибо. Спасибо, что напомнил. Все чекнул. Ой, творог. Творожок. Андрюха, здорово! Здорово, родной, как ты? Где ты был? Так, цифру испортил Боба. Ничего страшного. Ничего страшного. Ну что, до 4000. Округляем, правильно? Осуждаю. Осуждаю. Капец, 28 боев за день. Поехавший. Поехавший. Мы знаем, что P. готовил на твой S нападение. А я вам покажу, с какой стороны P. готовил нападение. Какие на самом деле гангстер-рэперы, да? Четыре четверочки делай теперь, Боба. Я в командировке ебаша, ёпта. Держи, братан. Чем там питаешься? Макаронами, наверное, с тушенкой.
Я вот сегодня сосиску с хлебом съел. И я доволен. О! Зеленогла. А, нихера себе мансанул профессионально. Ну, как мансанул, да? У меня, во-первых, тычка именно туда и полетела. Каток. Угу. А вот не упускает возможности пропихнуть. Блин, ну вот обидно, конечно, обидно. Ну, надо понимать, что на этом танке такие фейлы — это норма. 430 свалил. Творог собрался, ребята. Я полгода выцеливал. Да, даже не попал никуда. Прикольно. Да пиздец, он жил, да, и не терял хп, вот, ну просто ни хрена не терял. Тут все, как только решил спрыгнуть, его изнасиловали. Сборка творога происходит на бульваре Слейвс. Сваливай, дурак. Окей. Ребят, просто осторожно, творог собрался. Кстати, на этой, на стоковой пушке. Хорош. А это папаша, мы это... Ты жди. А ты жди. Я хотел в него засунуть. Меня, честно говоря, сотка вообще не интересовала. Вот это возбуждает меня категорически. Специально причем в гуслю стрелять. Прикиньте, какое животное. Так, вилку мы не пропускаем. Вилку мы не... Покушаешь после папки. На. О, 142! Можно было, кстати, фугас пристроить. А здесь надо ехать, пацаны, уже. Уже просто сразу. Он меня гуслю сбивает тараном. Вот я, если что, с закалкой. Собрались как творог, да? На медузе. Ну гуслю, давай стреляй! Эх. Эх. Блин, ну вот на 28, честно говоря, такая планка чисто за то, что на нем тычки фейлятся. Если бы на нем тычки летели нормально, это была бы другая история. На нем реально можно было бы делать грязь. При том, что независимо с дистанции, не с дистанции, даже вблизи, видите, как тычки улетают.
В никуда. Интересно, он там затерпел. Ребята. Он реально затерпел там за камнем. Ну ё-моё. Может быть, конечно, арточка вслепую его пробила. Нет. А нет. Хорош. Это было нужно. Это было, ну, еще на светик даже. Отлично. Сейчас я комменты чекну после катки. Ты на прощание ЛТВодов вздернул. Ну хорошо, молодец. Молодец. Или нет? А, не, это я попутал. Так, благодарю, кстати, за 20 лайков на большой трансляции. Так, на короткой даже есть люди. Так. Хорошо. Хорошо. Спасибо за 25 лайков на этом, на ВК. Так, он убил Скрипалей. Тут столовка нас кормит. Хорошо. Хорошо. Столовка норм или шляпа? А в командировках охуенно. Я тоже в командировках. Завтрак, обед и ужин в столовой. И вообще записать. Ну, кстати, да, не надо бабки тратить, все такое. Станлок. Здравствуйте, Семен, привет. Поехали к нам в клан Раст. От нас опытные полевые. Почитайте Станлока. Не. ТПС. Станлоху привет. Станлоху привет. Поехали дальше. Творог собрался. Быстро собрался, как творог, и взял 3 минут. Узбек 42 рус. 77 захватчик. Но узбек захватчик. Ну это же смешно. Короче, не будем мы закатку на горку целить. Байдотцем. Мы сразу вот сюда. Какой-нибудь борсучок пускай поедет бортиком. Да. Его шевельнем. Ну, это уже БТР. Их 28 заехала трубки ставить. Понимаете, какой? Мальчонка. И пятого просто сняли.
Кстати, странно, что в него не напихивают. Это более чем легко. Это более чем легко. Да-да-да-да. На 705-м творог собрался, ребята. Он на этой шляпе... Ну ладно. Я, честно говоря, не верил, что он попадет. Я почему-то думал, что он в НЛД будет мне стрелять. Ну, мистер Шляпа опасен. Здорово, что, выспался? Пиздюк всю ночь бегал опять. Не точи здесь когти. Нельзя там точить, шо? Ну. Короче, этот ублюдок на 705-м даже не вычекивается, вы понимаете? Весь масштаб ублюдочность. Да уж. Да уж. На 700, не, на 705 до Эйнол. Ну это же смешно. А где он? Ребята, блин. Божественный период, кстати, у них. Ну, тут еще один, да? Это то же самое, что на Минотавре, блин. Ну, может, не то же самое, Баджер хотя бы попадает иногда. Походу, в дом сюда попал. Залазь, залазь. Пульс не прощупывается. Катаслейв. Ты меня называла. На низ поехал. Во. Во. Хорошо. Хорошо. Да, и не чекнул, ну потому что вот так вот. Надеюсь, он труп не оставит. Не оставил. Не осталось и следа. За ваше здоровье. За мое За мое очко. очко. А Боба делай красиво. Заебал. Байт на донат. Заказанный байт на донат. Поехали, нам стоит уже давно вкатить по низу и вон туда вот. Да, прямо в трусы. А нам все как-то похую, ведь мы кобылы хоть куды. Тебя, сестричка, я люблю все от башки до манды. И нам с тобою поебать, что люди думают про нас. А если буду доезжать, дадим с размаху в левый план. Хера себе. Извините, но это уже творчество. Немец неудачно танкует. Кажется, нормальный тайминг можно проскочить. А мы зажмемся втихаря, друг дружки пиздите, ребят. Нам губы, руки и языки заменят всякие хуи. А мы спокойно их всегда ведь никогда не залетим. Самотыком и ртом друг друга удовлетворим. А ни химии, ни палки. Ой, блять. Я первый на тычку от 28, второй. Вы-вы-тепск. Вы-вы-тепск. Нам нахуй всрались мужики. Надо его подзаклинчевать и кепками закрыть. Да. Будем саблями рубить. Потому что мне надо урон. Мне надо урон. Открываем кепку. Сука, пробил его.
Но это было очевидно, что запалим. Херовая тычка. Да, ну ладно. Ладно. Так. А вдруг он сейчас на Гойде? Галдена? Или ты не ошибся? Не ошибся, то это смешно. Звать Галду Гайдой, да, Гойдой. И купец, покачав головой, Спасибо за 20 лайков на большом стриме. ячил на яхте домой. Настя с принцем остались одни, но совсем не скучали они. Они трахались ночью и днем, охуенно им было вдвоем. Захуярили кучу детей, ведь толпой было жить веселей. И счастливой была та семья, это вам говорю точно я, потому что у них я гостил и Настюхе не раз засадил. Вот и Хорошо. сказочки нашей конец. Кто не слушал ее, тем пиздец. Я ее рассказал вам как есть. Нихуя не придумано здесь. Сеструхи лесбиянки. Бля. Бля. Хорошему надо было еще 100 лет назад запрещать эти клипы за донат. Мы так подписчиков всех распугаем. Просто всех. Да, но зато у нас узкая аудитория. Узконаправленная аудитория. Я чуть не просрал урон. Ой, по трусам. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хрюгер. Фредди Хрюгер. Это влагалище мерзкое будет. Да, он еще стреляет. Фредди Хрюгер. Нам. Такая мусорка ссаная. Дед доберет. Авточка КД. Крюгеры кругом. Не испугай. Ой, хорош.
Это в ЛД была тычка, а не в НЛД. Они в борт, да. Фредди Крюгер. Артоводы, вот лишь бы хоть каким-то образом, хоть как-то коснуться танковую легенду. Танковую легенду. А если бы я пораньше выстрелил, бы мог подсунуть. Пока 60 ТП жив-здоров мы не можем вкатывать, я что вам скажу. Вот, меня могут начекать. Фредди Крюгер. Да, дед слился. Да. Да, дед слился. При том, что они едут сливаться по очереди и... Никого не начекет. Поехали, я вот здесь сейчас покачу. Конвой там отстебал кого-то. Этих свиней я нашел. Этих свиней Лёшка нашел. Да, самое смешное, что пацанам похуй абсолютно. Так, очнулись. Но я приехал насветить. Единственная проблема в том, что я пока ехал, эти все сдохли. Ну и никто не накидал, само собой. Смешно, кстати, смешно, что они все здесь. И крайне необычно. Кстати, мы насветили все-таки. Не прошло и полгода. Окей, сумарка ЗБС. Не зря поехал. Свет пей. А, у нас ЛТХ есть. Ладно, может быть, кстати, и не стоило ехать вперед. Но когда я ехал, да, тут были танки. И я, честно говоря, не мог подумать, что они именно здесь. Если бы они были там, было бы все намного проще. Так, только настоящий... Только настоящий гачи мужики снова. Хорошая композиция, но я считаю, Нурминский валим на гей-пати, это лучший трек. Ну, гача-версий крутых много, да, даже, особенно Гачи Слейв, который, наверное, уже все самые крутые гача-версии послушал. Может заявить, что, возможно, даже есть попизжим. Так, пидорасы. Морфологи пусть и уё... Да. Да. Мне сегодня, кстати, с утра написали коммент, типа, я пидор, еще и крашеный, там, вот, сука, крашеная, неадекватная, кусок пидора ебуча, хули ты там раздеваешься, ебаный страйк, луз, скотина. Вот так вот, если дословно, так. А самое смешное, но он же досмотрел, да, приседания до конца, его же заинтересовало. Вот. Рука потянулась в трусы, а потом пришел в себя и написал свой комментарий грязный. Так, ну дождем до конца. Дождем до конца. 76% у нас. Бля. Было там 30 с копейками. Но это, конечно, все равно долго. Все равно долго. Это мы откатали сколько там? 4,5 часа. Ну, хотя так, вроде как и не супер до хера, да? Окей. Да, все-таки катку слили. Зато артоводов осквернят, это уже плюсик.
Это всех заинтересовало, но не всем хватает смелости да. Да. В первую очередь признаться самому себе. Можно сколько угодно кричать вокруг, да, что тебе там не нравится, фу-фу-фу. Но признаться самому себе, что это было заебись, это уже, да. Уже это вам не это. Ой, короче, я хз. Ну, вроде как я и пострелял, кстати, да, я 2 тычки дал в этого. Короче, 3 тычки дал и кое-что насветил, может быть и норм. Потому что если бы я продрачивался сзади, хер знает, дал бы я те же 3 тычки. Так что, может, пойдет. Собираем творог на медузе. У меня кулер такой, конечно, интересный. Торчит. Как будто бы на дровах танк. Угу. Так, ну и пойдет. Ну и пойдет нормик. Нормик. Погнали дальше. Сколько там боев всего у меня на нем? 47. Блин. Ну и еще минимум столько же, я думаю, надо будет сыграть. Жестко. Жестко. Все, что можно сказать. Как-то мы даже в бешеный минус не играем. Красота. Крысота. Здорово, что здесь звездочка такая прям мелкая, артовода не увидит. Хотя какой-то пул карт поменялся, вообще другие карты начались. Периодически, по крайней мере. Включай свой плейлист лучших хитов, сам знаешь каких ремикс. Ой, я пока что пытаюсь попасть в милость Ютубу. Я решил пока что мы не будем хай вырубать. Ну, типа, за донат хер бы с ним. Так фоном пускай не играет. Мало ли оно сработает. Захерачим несколько стримов длинных. Посмотрим, как он будет реагировать. Чему это грязное. Офигеть. Ну, чуханоид. Извините, но это уже чуханоид. В землю. Блин, это хорошо, что у меня жопа сегодня не горит. Слушайте, столько тычек украденных, да? Нельзя так торчать. Здесь вот может случиться что угодно. Ну, Йоха мы сейчас подставим. Жирно. Жирно. Ибо он уже взрослый.
должен сам отвечать за свои поступки. Окей. У них еще один Т-95. А не сильно ли много? Хорошо. Хорошо, вот это норм. Конечно, некоторые проблемы, да, связаны с тем, что Йохан, скорее всего, не доживет. Я проглядел, что это не Т-95 его забрал. Нам сейчас в очко заедет еще один Т-95, и мы пососем. Наконец-то, блин. Просто скидывается, блядь, на ходу. Нажал на выстрел, блядь, и не выстрелил. Сука, как вы заебали. Ой, блядь. Ой, блядь. Наркомания. Ну, короче, вот я нафейлил. Первая катка, да, где я жирно нафейлил. Прям капец как. Да, дерьмом. Дерьмом. Кстати, в курсе, что вражки YouTube блочат, так что часть аудитории погибнет. Но я так посмотрел других стримеров, все такое, типа по коротким стримам, оно в принципе еще не так дерьмово. Там же этот. Ну, через VPN все сидят, блин. Хвала небесам, что белорусы входят в гачи-секту, и мы остались второй. Да, да. От нас не поиграешь с такой хуйней. Да, да. Ну, блядь, я такой... Я подумал, типа, за деда спрятаться, но его выебут скоро. Куда-то свалить. Я пытался свалить. И если бы Т-90... Ну, блядь, надо было Т-95 на читочку принимать и сваливать. Ну, блядь, ну я много где ошибался. Просто устал. Хуй его знает. Да, блин, надо было сосредоточеннее сыграть. Здорово, отец. Сосна, Удачи во взятии здорово! отметки. О, спасибо, родной. Спасибо, родной. Спасибо огромное. Вот так вот. Огромное спасибо за косарь. Короче, я там ошибался до хера где. Во-первых, была жирная ошибка оставаться просто там, да, потому что когда Йох был посасанный, не надо было ехать за бизоном, надо было свалить, чтобы было очевидно, что Йох сдохнет, потом нас возьмут защики. Да, я как раз таки решил свалить за монастырь, но надо было не за монастырь свалить, хотя с другой стороны, я же не знал, что Т-95 перекатит. Второй, да? Что они вместе будут вкатывать. Но до этого можно было бы догадаться. Ты, конечно, не знал, но мог догадаться. Чмо. Это не вариант. Вот эту машину любви мы просто не нагнем. Да, и Е-75 ощущается как просто средний танк, честно говоря. Он хорош. И говорит, ну это как бы у меня, я думаю, максимальное пробитие просто вылетело, поэтому его пробили. Да. Ну, кроме шуток, короче, он танкует лучше, чем Type 5 Heavy. Ему накрутили брони стока, блин, сколько ему не надо даже. Смешная бричка.
Я не хочу выставляться слишком сильно, да, потому что он меня отберет НЛДу. Меня часто спрашивают, где собрался творог. Меня очень часто... Опачки. А как это оно светится красным, вы видели? Well done. Куда он ехал? Что за дела такие у него? Leisurehead. Опа. Да-да. Да-да. Но это не ВЛД шиите 268, да, как с утра меня расшевелили на Эльхалофе обычными подколами. У тебя Е75, пес. Фигонько, что там не дожимают пацаны, вот хотелось бы. О, ну-ка. Ну-ка, и этот ублюдок, наверное, подкатит еще. Нет, я просрал. Я что-то где-то просрал. А? Вот оно что. Ну, чуть не случился скандал, вот что я могу сообщить. Да. Хорошо, что судьба выбрала не меня. Вот эта мусорка дырявая. Он меня чекал. Знаете что, намного приятнее играть вот именно сейчас в рандоме, чем отставить. Чем вечером, потому что вечером, конечно, от жопы не останется ни следа. Ну давай, давай, стреляй, пузырь. С тобой. А, и этот едет сюда. Абсолютно. Танкуем. Блядь, он просто повернул, плюнул. Ну какой ублюдок. Ну он же мог меня, не знаю, в ЛД, например, не пробить, да? Что ему стоило? Ну, повернулся и плюнул. Хорош. Хорош. Проапали на 0.65. Так, чекаем комментарии. Комменты мы почекали. Комменты мы почекали. Поехали дальше на дробине. Ну да, короче, фатальная ошибка у нас произошла. Я бы сказал масштабная, да, я там ни хера не успел настрелять. Плаки-плаки. Все комменты глянул. Спасибо за 25 лайков в ВК, мое почтение, ребятки. А также спасибо за 21 лайк на большом необрезанном стриме. Погнали. Тем не менее, мы, кстати, уже... Вторая отметка прям уже да, там близко. Маячит на горизонте. Мне как бы можно и начинать уже думать о третьей. Опять подливовка. Супер топик, кстати. Хорошо. Хорошо. Ну, кстати, и этот Руинберг не самая плохая карта была. Однако вот.
Что же, меня вот интересует, знаете, что же пойдет не так в этой катке? У нас с виду все здорово, ну кроме, кстати, Йоха и Емельки. На, как бы вот рок изобилия можем подставить. А, ну у нас на гору никто не едет. Смотрите, у нас вся команда на базе. Яга в топе сосет на базе. Боже мой. Я говорю опять ну. Смотрю стримы только ради леопарда в трусах, правильно. Я просто не знаю, как играть на ТС, просто не знаю. Его все шьют, НЛД баш. Ну, так же, как и на коне. От борта, от башни танчишь и все. Ну, на нем не потанкуешь, как на ВК-7201, да, либо на французских тяжах. Это не для этого танк. У него НЛДХ намного хуже, чем у Е75 9 левела. Из этого, в принципе, все дерьмо и вытекает. Причем жидко. Ему, казалось бы, просто стой за мельницей и жди союзников. Нет. Нет. И еще вот эта лодка приплыла. Это не лодка, это просто китобойное судно, конечно, но все-таки приплыло. И ему еще и труп подарили. Он сваливает. Китобой. Здесь. Надо сводиться, долго приходится. Можно было и фугас подсунуть. Где-то кто-то. Блять, Йох уже все закончился. Блять, все-таки закинул. Нихера ты даешь. Это китобой. Ой, хорош! Да уж, ну надо понимать, я как на леопарде, блин, играю. Да, это к тому, что вот я выкатываюсь и... И чё. Да. Да. Блин, надо было Е75 это кидать. Делать минус. А, нельзя. Тогда вот так вот. Ты пидор. Это фугас можно было досовывать. И, кстати, от союзников, блядь, как будто бы нет, но вы просто обезьяны дырявые, пацаны. Вот ей-богу. Ладно, сейчас быстро разберемся с этим обезьяном. Нам бы пора уже Е75 обкашлять. А ты стой дальше, чучело. Мразишь. Слушайте, а он может меня еще видеть там?
Смотрите, как гриль выставляется. И вы хотите сказать, что он не ебется? Вы хотите сказать, что эта модель не ебется? Смотрите, где наши все ПТХи стоят. Просто, блядь, на изи. Просто на изи. Слушайте, мне надо было стоять его подсвечивать, этот пес бы пострелял. Я что-то слишком сильно осмелел. Но я не думал, что он настолько мне на изи даст. Но, видимо, может. Может, меня, кстати, просто в среднюю лобовую деталь пялит. Либо сюда. Короче, да, надо было терпеть и ждать. Ну, это просто пиздец. Вот рассчитывать на вот эту шваль просто невозможно. Просто невозможно. Так, читаем комментарии. Так, я просто не знаю. Ну, я говорю, опять малин. Шалом, бродячий дик, босс, здорово, здорово. Серега, здорово. Страдаешь, все, ну. Ну. Ну, здесь мы кое-как проапались. Блин, ну вот не надо было выезжать, этот бы пес пострелял бы, я вообще насветил. Я бы дальше сидел тут, пердел. Можно было дохера что сделать. Ну, не срослось, не сбылось. Не срослось, не сбылось, что бубнить, правильно? Правильно. Надо понимать, что если бы мы союзники просто не стояли всей команды на базе, если бы, ну, допустим, вот этот мальчишка, да, подъехал бы хотя бы, мы бы, ну, не было бы такого скандала. Мы бы играли бы и дальше, да, и нагибали бы. Отец, как тебе гопота, что скажешь? Ну, смешной, веселый танк. Смешной, веселый танк. Не то чтобы он супер имба, да, потому что он во многом ограничен, но в целом в первой линии он жесткий. У нас недавно опять был стримец, там нарезочки коротенькие выкладываю. Ну, объективно говоря, там не было сумасшедшей сессионки. Да, он все-таки много имеет, много общего с бабахой имеет. Но некоторые выстрелы были такие смешные, что ну его нахер. Короче, мега соснулый стрим у меня был, но зато куча контента. Реально. Потому что там и пробития непонятно какие, и там с вертухи там заходило такое, что ну его в жопу. Ну его в жопу. У меня что-то глазик замыливается. Из-за танков, видимо. Ну вот мы на досуге открыли дробину. Мы на ней вот сидим, потеем на 3 отметки, да. Уже скоро до 2 дойдем, я надеюсь. Ну, на гопоте, кстати, я не думаю, что мы скоро пойдем за отметками. Там планка высоковата. Для такого дерьма высоковатая. Да уж, да уж. Пацаны выбрали стратегию на базе стоять за коровниками. Разрабы пидоры, почему такой камень маленький на базе поставили? Да, из ряда. Из того ряда. Так. Сейчас дочекаем комменты. Да, все дочекаем. Все дочекали. Сейчас отолью и поедем дальше.
Так, все, я здесь. Я здесь, погнали. Я надеюсь, ты так сидя писаешь. Под кустом ножку закидывай. Сюда, блядь! О! Ну давай разомнемся, Рама. А, сука. Так, опять физкульт-привет у нас, да? Да, настало время поприседать, да и подправить здоровье кабачковое свое. Come on, let's go. Come on, let's go. Так, а как там вообще? Надо, наверное, камеру чуть пониже сделать. Да. Ну ладно, видно там все. У деда что-то в правом колене стрельнуло. Я уже думал, все. Я уже думал, какая-то резкая боль. Потому что меньше надо сидеть за компом. Да, а больше шевелиться, сука. Так, комменты чекнул. Артем, спасибо огромное за физкульт, привет. Пацаны, ходите в качалку. И ешьте кабачковую икру. Так, поехали. Фух. Ах, бля. Блин, меня радует то, что у меня очко сегодня вообще не горит. Вообще. Вообще. Да, даже в мега неудачных боях. Но, честно говоря, и бешеных эмоций не вызывает, когда мы что-то там подраздаем, хотя мы особо ни разу не раздали. Да, мы даже на 6000 ни разу не сыграли. Я также к тяжам поеду. И также буду терпеть там, надо ли. Надо ли плакать? Надо ли? Вместе с Артуханцем поедем. Жопа. Грязная жопа. Как у босса за Джим дела? Рассказывай. Появляется ли желание установить танки? Кто-то уже хапанул по щам. Я правильно понял? А, вот это вот. Эта модель хапанула. Я думал, что он сразу соберется свалить. Видите, он чуть-чуть постоял на бит. Срослось. Вот, а это что такое? Экран не пробит. Еще хуже. Лучше бы я просто не попал. Видимо, не для меня роза цвела. А вот это, кстати, для меня. И на гуслю, и ачистик. Но, хорошо, 1100. 1100, ну вот. Ну вот.
А здесь уже можно вкатить. Когда ОМОН только выпустили рандом, я на нем с улыбкой хаги-ваги играл. Сейчас он такое говно, просто есть в чем срать. Ну, наверное. Это тогда его еще не понимали, как пробивать, наверное. Понимаю. Понимаю, ебаш на работе, разошлись с женщиной. Братан, заходи ко мне на стрим. Все твои невзгоды и печали мы... Ты понял. Смоем. Смоем, как до места, с микробы всякие грязные. Так что не переживай. Срочно инъекция из гачи-ремиксов. Тебя утешит. Тебя утешит. Ну а как психологическое состояние? Кошки грызут на душе или это? Или стадия безразличия пока что? Слушайте, а где он там вообще? Там какие-то, блядь, что это? Ладно, сток сена. Вот и 50 бег. Дождется или нет? Да пошел ты, дерьмо. Ну ясно. Ну ясно. Мы не поедем, там будет пиздарезик. Сидят две мухи, жрут гада. Едят, едят, едят. Все хорошо. Вдруг одна из них смачно пердит. Наступает тишина, и одна муха говорит другой: Не за «Ты столом что же». уела? Мы же едим. Ну, крутой анекдот. Fuck you. И представляете, это мой первый... Я буду их прикрывать, вот что я вам скажу. Я не слышу такой. Это фингер, а это эйнол, что непонятно. Рядом со щекой просвистел. Если семен красный, надо изменить. Что непонятно. Ясно, без уважения. Я все еще ни разу не танканул ни одной тычки, пацаны. Хорош. Я не слышу, что ходит. Ну смешно. Инструкция. Гача инструкция. На бульваре слэй. Привет, помнишь меня? Здорово. Здорово, родная. Это фингер, а это эйнол. Если семен красный, надо измениться. Поехали на Абабуса. Думаю, он жаждет уже. Ну как жаждет? Он просто созрел. Ничего не едет. Да пошел ты нахер, ёма! А кто его? Просто с базы. Просто с базы, просто как дела. О, прикольно. Прикольно. А нахера ОМОН? Если есть вот это вот поебота грязная. Кто мне расскажет, кто покажет? Вы заметили? Ну, типа... Я не в состоянии его пропиздошить никуда вообще. Алло! Это фингер, а это эйнол. Нормальная тычка. Нормальная тычка. Это фингер. Слушай, он жопой стоит, а это даже не понюхал. Я уже по запаху понял, чем он стоит, блин. Так. Так, о да, я жду. Если пенис красный, то надо проверяться. Да. Да. Короче, босс, держись. Держись. Ты как тебе на душе, хуёво или нет?
Или жив-здоров? Устанавливай танки. Забудешь о другой боли, потому что появится новый. Ой, братан, какое пробитие у ОМОНа. На голде 360. Я думаю, что настало времени... Ну, во-первых, давайте мы посмотрим все-таки на чудо, на вот это. Да. Вот бебра. Вот угол наклона. Сколько у него? 300 миллиметров, что ли, там? 220. И, ну, в смысле? Ну ладно, он трохи был задертый, да, вот так оно и вышло. Так вот оно и вышло. Но это пиздец. У него больше брони получается, чем в ОМОНе, что ли. А вот в эти вот приборы, интересно, суется он? Или... Ну, если что это не приборы, это дальномер, да, вот как на фаше, да, вот эта вот планочка такая стояла. Это дальномер. Здесь тоже дальномер, просто вот он такой длинный. Ну, надо будет поглядеть collision модель. Так или иначе. Это фингер, а это anal. Че непонятно. Кирилл, мое почтение. A4 Kids. Фу. Фу. Артем Морозов, низкий поклон, просто охереть. Просто охереть. Вот Сосна, спасибо огромное за косарь. Ну и просто спасибо за все. Спасибо, что вернулся, заглянул на стримец, да, потому что лето, честно говоря, разогнало много подписот, да, как только погода испортилась. Много людей вернулось. Рад тебя видеть снова, родной. Так, убийца, мое почтение за херово тучу песен, и не только. Да, а Бобус аналогично. Лубидап, ребят. Лубидап. Диджей Клитер, кстати, тоже спасибо. И мой хозяин. Поехали дальше. Такой пробить. Угу. Кстати, там, наверное, комменты не дочекал. Это фингер. А это anal. А это уже anal. Также спасибо за 27 лайков в ВК и за 24 на большой трансляции. Вот это фингер, а вот это вот anal. Ты клан поменял, вижу, аватарка поменялась, название вижу. Роскомнадзор, качество... Роскомнадзор, качество пиздец. Да, это Мерси, там какой-то орден из Мерси. Меня любезно позвали. Вот, я не смел отказать. Надо было бы, наверное, на эту сторону ехать. А, не, нормально. Здесь хотя бы танк есть. Так что ладно, поживем. Меня смущает, что здесь ты просто в поле стоишь, да, и артоводы зачастую даже просто вот заранее сводятся, чтобы наказать. Ух ты, бля. Fuck you. Это фингер, а вот это вот anal. Вот это вот фингер, а вот эта модель, это anal. Ну, ясен хуй. Надо было раньше стрелять. На долю секунды причем. Ладно, хорошо.
Ну, кстати, вот отсюда может случиться крах. Зубр просто по полю катается. Ну ты чмоня. Вот так вот. Вот так вот. Чекали твою броню, свинья. Не так уж там и страшно все. Не срослось. А с вертушки, сука! Ну почти. Почти. Fuck you, Leisurehead. Fuck you, Leisurehead. Да. Весь бой в меня стреляет. Свиночерт. Пиздец. Меня оттуда леопард... О, это выпидор хуярит. Прикольно. Прикольно. Просто выезжает и херачит. У нас, я напомню, пачка танков здесь была. Они все отъехали. Они все отъехали. Дал бог, конечно, шайку. А вот этого пидор. Какая мерзость, господи. Ну вот кроме шуток, всей команды приехали сюда. Ну не всей команды, пол команды там торчало. Пол команды. Течу святом. И они отдались. У них, если что, преимущество было, они стояли выше. Это и несомнительно, это же и не окей вообще. Поехали, дружок, танковать. Мне как раз в очко там 5. Да пошел ты нахуй. Господи, вот ему проехал, он просто стоял, принимал. Чуть-чуть проехать вперед. Ну ладно, это мои проблемы были. Это были мои проблемы. У нас шайка не явилась на бой. Так, давай коллежную модель глянем. Омона и Зубра. Ну давайте. Так. Давайте, пользуясь случаем, чекнем. Блюскавица какая-то. А это у этих, на евреи сервере, да? У них блюскавица какая-то там в топе. А у нас Зубр-Бобр. А у нас Зубр-Бобр. Ну, давайте мы сравним его с чем-то более-менее стандартным. Да, например, с кумулями в 340. 340? Да, 340. Блять. Так, и 268, да? Версия 4. Так, и этого тоже сравним. Только не по Т, да, это Т. Во. Так, значит. Как там катка закончилась? Я в топе по урону. Топ-4. А, ну ладно, базара нет. Вот эти пацаны молодцы. Так, сейчас демонстрацию анала врублем. Вот, короче, 268, да, против кумулей. Интересно, что в прямой угол кумулем вот просто можно и шить. На самом деле оно не так. В 340 ты вот смотришь на это чмо,
Да, оно как будто вот так вот смотрится. Ну ладно, окей, да, и вот этот как будто можно проверять. На самом деле оно редко проверяет. Ну хер бы с ним. И вот эта мразь. Но если ровно стоит, да, вот пониже стреляешь, все, чики-брики. Но надо понимать, что против кумулей 320. Здесь проведенка, понимаете? НЛД, ладно, не берем в расчет. 320 против кумулей, ёпта, против ББХ 300. Ну, это самые нижние части. Короче, ТТ-10 не только лишь всегда будет мудохать. Да уж. Да, что он такой вот. Если троху морду задрать, то это, конечно, эсхол. Но надо понимать, что вот здесь, видите, есть косики, в которые можно засовывать. Если он чуть поворачивает, можно в маску. А вот здесь вот. А вот здесь вот уже по 200 с хером. Видите, в дальномер можно подпихивать. Подпихивать. Да, короче, знаете, пацаны, в какой бы угол он ни стоял, да, в дальномеры запихивается. Хорошо, будем знать. Надо было посмотреть миллион лет назад. Закрываем нахер все. Так. Комменты гляну. Сейчас. Спасибо за 24 лайка на большом стриме. Также. Ага. Тимофей, здорово. Но рогами привет. Хей. Прям папин бродяга, моя симпатяга. Как ты делал? Да, вот мы потеем на отметку. Уже сколько? Уже, наверное, часов 5. Вот, чувствую себя, кстати, отлично. Мне пока что даже неплохо. Наверное, потому что мы поприседали 2 раза со штангой, да, в прямом эфире. Но это уже совсем другая история. Да? Да. Поехали дальше. Ну, окей, кстати, хорошо заехали. Хочу коллижен модель твоего гудка глянуть. Заезжай. За донат, правда. Скидываю фотку очка за донат. Я, кстати, поменял то, что я тебе обещал, котик. На этом, на донате в 3 семерочки. Будет настроение, можешь проверить. Полтишки хватит. Много. Блять! Мне бы это так душу подогрелось, типа, короче, ну, пизданул с вертухи. Вместо 1000 Рафаэлок, как говорится, да? Не просто вместо 1000 слов, а вместо 1000 Рафаэлок. Есть подозрение, что больше никто не хочет мужской любви. Да и у нас тоже не особо пацаны едут. Ну давайте рискнем. Короче, ну это дырявый. Ну ладно, 330 мы как бы еще стерпим. В принципе, такая плата норм. Нормес. Не хочет сливаться. Скота черт. Скота черт. И здесь никого. А в смысле? Едь.
Я чуть не зафейлил тычку. Ну, как бы 55-ку жалковато, но, честно говоря... Ладно. Черт захотел. Просто его захотел, что я сделаю. Не буду его держать, да? Но я думаю, будет некоторое негодование со стороны 55-ки. Пизда. Пизда. Ну ладно, не удивляет. Вот я сколько боев сыграл на этом Тутлсе. Вполне нормально. Вполне обычная рабочая ситуация. Обычная рабочая ситуация. Че, блядь, заново зарядился, что ли? Херося. Сушка, проверяй пульс у него. На меня поехал. Вот это православный выстрел был. Девять очков хп ему оставили на сдачу. Херося. Видели, когда меня пробил? Меня кто-то в борт засунул. Не пробьешь, пудель. Да ты охерел. У меня через пушку дырки нету. Дырки... Ну ладно. Допустим. Но я так понимаю, что в ЛД, наверное, засунул. Скот. Грязный скот. Ок, буду знать, хорошо. Так и не поделился, блядь, тонкостями своей души. 10 раз тебя спросил, как там на душе, все дела. Все-таки с мадам разошелся, блин. Ну ты и черт. Ну ты и черт. Слушайте, а у меня камера случайно не сбилась там? Не сбилась, хорошо. Видите, у меня там... На господи. Там тактический пылесос видно, да? Стоит. Некоторый хлам такой навален. Вот так вот сделаем, получше будет. Да, все нормально. Ну и все. Ну и все. Ты шо? Ты зачем так много стримишь? Ну вот я решил, пришло время заняться делом. Чем больше стримишь, тем больше населения подпишется, да, там все такое. Кристина Золотых, привет. Ну, типа, это только для меня плюс. А то, что психику свою расшатывает, так как бы там уже нечего расшатывать. Да что нам? МБ зум посильнее сделаешь? Где, в танках или где? Или на камере? 6 дней еще ебашит без выходных, да ёпт. Ты как про работу не расскажешь, у тебя все без выходных. Вот просто никнейм Леха, красавчик. Красавчик. Неравномерное количество нижних подчеркиваний, кстати, что намекает. А на выходных я тебя не смотрю, я понял. На камере. Ну, я пробовал, короче, играл с зумом, и она как-то так дерьмовенькая картинка выглядит. Ну и решил, ладно, хер бы с ним.
Ну и чем больше зума, тем больше она, кстати, похожа на старую камеру, а тут как бы, знаешь, визуально как будто бы что-то обновилось. Просто шотнули ЛТХ. Вот видно, что все едут на базу. Наши пацаны. Терпят. Терпят, даже сотка за камнем стоит. Ну, я, значит, тоже не поеду, мне как будто бы нужнее всех, да? Мне оно не нужнее всех. Вот у них есть инфа, то что здесь пустенько. Через сколько секунд бродяги подкатят? Я думаю, охеренно скоро. Б-бро. Щеки проверяем. Жопу намуляем, щеки проверяем. Поехал сливаться. Пожалуйста, осторожно. Ой, бля. Ой, бля, какой же мудак, ёб твою мать. Надо пользоваться моментом, пока дождь 8 там сливается. Да, мы хоть просадим чуть-чуть. Да выезжай, убивай, ну какой ты девственник. Конч, вот я бы мог дать альфу, пока этот Лёшка ссался. Отлично. Ну, пока 50 бы не надумал зарядить барабан, мы пока что здесь играем. Вот это хуевенько. Можно было досвестись. Кстати, интересно, появился за свете, да? В цене не надо было досводиться, плохо. Ну. Бля. Я что-то на секунду подумал, что не с моей стороны едет. Да, вот он опять обманул. Короче, это супер-мега турбач. Это просто супер-мега Николай Турбач произошел. Хорошо, что ему дал. Блин, ну окей. Я в дотку ебашу и кальян курю после качалки. Нихера себе даешь. А ты худеешь в качалке или нет? Как в доте очко не горит? Сейчас быстренько комменты поглядим. Слушайте, а вот, кстати, давайте посмотрим. Может быть, я на Трово смогу ракету запустить? Да. Кал героев там какой-то мне предложили. Кал героев. А заклинание? А заклинание... Ну, слушайте, реально не получается ни хрена. Ковка какая-то там. Да, видимо, ракету можно теперь каким-то другим образом запустить. Трово Эйс. Ясно. Мусорка, короче. Так. Так. Как твоя госпожа относится к твоему стримингу? Да, нормально относится. Она уже давно поняла, что это
по сути, работа, да, а не дрочка в танках. Вот, но, кстати, не сразу понимал. Так что норм. Ну, как бы надо понимать, что она то уже, блин, в таком же режиме живет, как и я, да. Что с утра с 10 не заебывать и с 7 тоже. Очень необычно, когда мы в отпуске были, что мне, ну, не надо никуда спешить, чтобы к 7 я точно вот был в конуре. Вот, можно прям расслабить жопу и все. Очень необычно. Постоянно такое ощущение, что тебе куда-то надо, и ты не успеваешь. Так. Худее, а очко в танках все сгорело. Я понял. Теперь пох. Я записался в качалку и стал жрать в 2 раза больше. Пару месяцев походил и переехал. Теперь не хочу ходить в качалку. Полгода жру. Также в 2 раза больше, уже 15. Красава. Я в чертах, не могу комментировать. Ты меня за что забанил? Я не банил тебя. Александр, Алекс, привет. Платежи через Юмани отпали. Ну, у меня не было никогда Юмани. Я так что не знаю. Ну, допустим, задонатить мне можно через Donation Alert, либо просто на карту перекинуть. А вот что касается Юмани, я, кстати, встречный вопрос задал. Босс качалки у тебя есть Юмани? Вообще в Беларуси Юмани нету, а если оно есть, то оно именно белорусское, и там нельзя перекинуть куда-то там в Россию, например. В свое время так было с WebMoney, например. Не чем-то там еще. С киви кошельками такое было, все такое. Вот, а Юмани, ну реально, типа, у меня нету. Да и там вроде как проценты тоже жирные, я что-то видел. Вот с Бусти, например. У меня есть Бусти, кому интересно. Подписывайтесь на Бусти, то есть что можно... Просто платная подписочка на меня. Там можно либо перевести на карту, но там нужно всякие прям номера, что-то ИНН, там, и самозанятость, хуя. Ну, короче, вы поняли, там очень серьезно все. Очень. У меня, соответственно, такого нет. И есть еще вариант на Юмани скинуть. Юмани у меня нету. Вот, так что как-то оттуда бабло. Надо кого-то искать с Юмани, чтобы перевести. Так, но я всю жизнь дрищом был, теперь при весе 90 кг, уверенно себя чувствую, не потею, как мразь, от кружки чая. Ну, это хорошо, это хорошо. А колени как? Чувствует, не чувствует? Так, раньше можно было у тебя заказать видос, теперь не Да можно. Через Donation Alert там заказывается клипец. Ну и всегда, ну, может, просто путаешь немножко. Короче, по ссылке в описании, там Donation Alert. Это пока оперативная пауза. Я даже могу ее скинуть. Где тут? Вот. Там можно заказать клип. Легко и не принужденно. Надо ехать, давить, я стою херней занимаюсь. Вот да, такой вопрос. Наши главы чуть ли не каждый день в бане спины друг другу трут, а нормальных взаимоотношений нету. Да, более того, у нас союзное государство. Я, например, не могу белорусские бабки в вашем банке поменять. Вообще не могу, ну типа их нету там, все. И такое, ну, всегда было. Я просто, блядь, не могу свои бабки белорусские у вас разменять. Ни в одном обменнике, вообще ни в одном. Сбер, не Сбер, все равно. Не могу. А зато угадайте, какие я могу. Правильно, хохла-гривны я могу поменять. Хохла-гривны я у вас могу поменять, а белорусские не могу поменять. Союзное государство, братские народы. Да пошли вы в... у нас на базе леопард. Ого! Ого! Ну там бабаху за старшего оставили, и что-то не сложилось. Ирина Чертан-то поехал к нему.
Хорошо. Каким-то хером успеть добрызгать свой урон. Блять, херово. И это уже херово. Я думаю, что мне подружки не помогут мои, да? Дерьмо. Дерьмо. Во-первых, раньше надо было ехать давить, а во-вторых, что-то я в такой тайминг приехал веселый, да, когда мне даже с базы насували. Так. А коленям у меня подросткового возраста хуёво, так что ничего не поменялось. Ну, гривны, наверное, из-за беженцев и регионов, недавно вошедших в состав РФ, там же до сих пор гривны в обороте. Ну, это понятно, да, но гривны можно было всегда. Всегда поменять в России. Белорусские рубли вообще никогда. А еще я поменял как-то тоже в России, поменял, купил доллары, и там были бумажки с этой, ну, с такой полоской фольгированной, да, ну, вы поняли какой, а были без нее. И вот в этом же банке, когда я решил пойти и поменять их назад на Россию, мне сказали, за такие купюры, на которых нету вот этой полоски, 500 рублей комиссия. Они же, блядь, мне продали, да, 500 рублей комиссии не было ни хера. Вот, а им, когда продаешь, 500 рублей комиссия. Пидорасы. Пидораси нам. За ваше здоровье. За мое За мое очко. очко. Где гачи песни? А сука. А? А? Посмотрим, кто это. О! Ну, Макс Корж, конечно, и без гачи версии пидорские песни все равно. На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой рисует. Как правильно, я так и не нашел ответ. Запомни, есть два типа, одни готовы рвать, Лежер Хэт. идут по не жалеют, оправдают лишь боясь. Дик до костей. Есть два типа, никогда не Лежер Хэт. стоящие за уперты сзади. Смотри, не разорви. НЛЮ нет. Эх, сука, это та самая песня, охеренно. Ну а что если каждому нужен отдельный бэкап? Ведь это вроде Туфет как перебираю. ну исправился в момент. Этот цвету наплевал на нормально наедине. Запомни, есть два типа, одни готовы пускать. Никакого сак. Посмотри, не разорви your anal unit. Uranus unit. Блять, насколько охуенно, да? Фингерстик. В этот поздний час. Кошельки, вроде всем вокруг плевать, все рвешь, чтобы Так, где ты, Дина? больше веских причин. Поделенок. А вот здесь каток у меня не пробил. Два. Не готовы впрямь тебе до конца. Берусь, замечая потерь. Блять, фишка не опускает. Мастер ВН. Они могут прощать даже самых Я бы ни одного смарт-эса не простил. Хорош! Эх, дед, какой молодец. Нихера себе, какой угол бубехой. Ну ладно. Ладно, до этого донатил хорошо. Не скажу, где я не заслужил.
Ой, удачно гусля сбилась. Уже ассистик будет. Это уже будет ассистик. И Гачи Тарана срослась. Смотри, не разорви your anal, юнец. Просто красота. Муа. Ясно. Мы сидели где-то артоводы затерялись, тогда мы их поймаем. Я чекну сейчас свой коммент. Вы. Fuck you. Читаем комментарий. Так. Развели на ровном месте, но... Заскамили мамонта, ну. Это я, хорошо. Босс, спасибо. Чё ты так не бьешь своего земляка? Не люблю своего земляка. Да песни пидорские, блин. Ну как, ладно, не пидорские, рэпчик, он есть рэпчик. Это тут манера пения и все такое, голос, то что намеренно, чтобы, сука, создать что-то там оригинальное и так далее. Это чисто попсовые бабы всякие так поют. Это, ну, типа попсятина, как это любить. Что касается Макса Коржа, я жил в хате, в которой у него эти несколько квартирников проводилось, и в части служил, где он тоже служил. Где-то месяц там поторчал. Ну типа, ну мне не нравится такое. Понятное дело, что вкусовщина, но как бы, ну как бы с розовым привкусом, я бы так сказал. Так. Смотри, не разорви your anal, юнец. Ну, Гачи ремикс у него, конечно, волшебный. Так. Ну, мы тут почекиваем комментарии, да? Мало ли что-то где-то завалялось. Помогите Даше найти ракету на Трова. Просто ее невозможно найти. Да, потому что, допустим, в плашке заклинания, именно так звучит, не найдешь. Вот, топ-рокет. Вжух. Вжух, но нельзя купить. Ладно, хер бы с ним. Все чекнул, да? Скуфовщина, да, именно. Именно. Смотри, не разорви your anal, юнец. Ох ты, бля. Поехали. Запомни, есть два типа Leisurehead. Целых, сука, два. Целых, сука, два. Этот Трова пиздец, в этом интерфейсе не разберешься, как люди на нем смотрят, хз. Ну, вообще, объективно говоря, наверное, из стримерских платформ она самая нормальная, потому что там, ну, если ты стример, да, и даже полное днище, там всякие эти всякие команды, которые тебя рестримят, когда ты офлайн, там всякие штуки можно покупать, там какие-то игры можно играть, которые тебе вроде как там что-то какие-то бусты дают, какие-то там ракеты и так далее. Ну, то есть там с виду как будто бы, именно если ты стример, развиваться попроще. Но это с виду. Это с виду. Вот, ну, как бы там надо разобраться во многом, но для зрителя, да. Для зрителя оно выглядит как-то ну, сложновато, да. По сравнению с Ютубом просто нажал и все, ничего лишнего нет. Там кнопок столько, как в вертолете. Для стрима МБ хорошая площадка. Да.
Не юзер-френдли, как мне один подписчик сказал. Трова ваша. Я хочу. И я подсовываю. О, так, пішов в жопу. Клятий барсук. Все-таки подсунул. А вот так. А вот так. У нее, кстати, альфа не прошла. Это радует. Это радостно. Есть два типа Leisurehead. Бля, ну это неудачный выстрел. Смотри, не разорви ее. Эйнул ее, нет. Это без вариантов. Да ёпта. Да ёпта! Чё арта сюда скидывалась? Вот чё сюда не стреляется? Понял. Я 300 лет пытался попасть в него и по итогу его не пробил. Ну у меня альфа просто не... О, это пробитие не прошло, этого могу пробить. Leisurehead это точно не пострелять. Да, а если пострелять, то без пробойчика. О! Другое дело. Другое дело. Да, и маус пробил. И куда пробил маус, я не знаю. Ну, видимо, куда-то рядом с пушкой. Ну, либо в НЛДу. И то, кстати, очень грустно на барсучке, когда получаешь. Я терпеть не могу к тебе спокойно приезжать и не отпрашивать. Пиздец, как хочу приехать, но никак не получится. Сука. Блять. А в Лямусе драники-то ждут тебя. Поросеночек мой глупенький. И пиво вкусное. А ты все не едешь и не едешь. Клятие москаль. Ах, бля. Слушай, там дробина появилась. Может, мы его пустим в расход? Не, надо терпеть дальше. Тренер Зарвиер, Энл юнец. Ах ты, сука, нихера себе в какую щель дал. Причем, что Витьку он пробил в самый край. Вот это засчитывается как пробитие, понимаете? И кто мне еще БК не кританул туда? Ну и, кстати, объективно говоря, Финтракер не самая точная бричка, а он из раза в раз что-то засовывает мне и засовывает. Такие потные тычки прям. Тренер Зарвиер, Энл юнец. Ага. Ага. Юнец. Юнец. Летят ошметки пердака. А дальше нельзя ехать. Во-первых, арточка, во-вторых, этот папаша там терпит. Его оттуда не высунешь. Если вот этого убьют, я так и быть вкачу. Ой, прикольно. Не разорви your anal units. Хорошо. Он ведь не подозревает, да? Здесь Грант Кабачок его ждет. Ага. Да пошел ты. Да пошел ты, сука, ну это же смешно.
На мусораду эйнул. Ну, это же смешно. Иди нахер. Да, да, он на этом дерьме попал. Пробил. Черт! Черт! Дерьмовенько, блин, вот с Йохом шляпа получилась. Причем вроде как он там башню отворачивал, и, наверное, отсюда можно было ему... Ну, хер бы с ним. Так. Так. А Бадгер нравится. У меня на нем 100% отметки. Мне он нравится. Так, я знаю, помню, как он играл, но нравится ли еще? Да, мне Баджер нравится. My Pants привстал от твоих слов, вроде бы, да. Ну, как-нибудь приедешь. Не знаю, летом, может, приедешь. Мадам-то у тебя нет уже? Может, новая заведется, с ней приедете. Мадам, у тебя нету, денег больше появится, будешь ездить, как домой в Беларусь, все будет хорошо. Так, сейчас пока что почекаю комментарии. Не разорви your anal unit. Так, окей. Окей, спасибо за 30 лайков в группе ВК. Мое почтение, пацаны. Что за гей-пати намечает? На босс все в гости ко мне собирается приехать, не дают. Вот. Я, кстати, буду в этой заведухе. У сестры день рождения до 6 октября. Будем там отмечать. Так что я дранчик за тебя съем, браток. Братишка. Ты не разорви your anal unit. Наконец-то тайпа привязали, блин. Скакал тут по всему Руинбергу. Здорово. Здорово. Запомни, есть два типа Leisurehead. Вот, короче, остался терпеть. Господи, ну ладно, Маус, я понимаю, вот этот танк, вот как на нем танковать вообще? На нем же никак ты не потанкуешь. Ну просто вообще, ты едешь, как бы ты ни стал, есть где-то плоская зона, которая, ну, не позволит танковать. Есть два типа Leisurehead. У него наклепанная еще броня, да, тут кое-где, капец. А ты не разорви your anal unit. Да, вздернули. Вздернули мальчишку. Ах. Бедный Джибруни. Да, но он терпел как мог. Мне кажется, ему вот так можно было стоять просто в сторону дробины, да и все. Запомни, есть два... Ясно, очередная песня прицепилась. Кошмар. Кошмар. Погнали дальше. Так, так.
Тровобот. Мэби накладывает ускоритель пространства. 100 тысяч очей. Охуеть. Охуеть. Левел 5 какой-то мы получили. Абсолютно. Интересно, что это ускоряет. Надеюсь, не... О, 342... 3 миллиона 420 тысяч очков. Тысяч очков. Офигеть. Ну вот это вот на Трово вылетает. Я просто не знаю, что это. Просто не знаю. Там, кстати, опять полкарт поменяли. Вот мы видите, куда я теперь. Видимо, по времени как-то меняется полкарт, вот что я думаю. Да, то есть утром на серваке один пол, вечером другой. Но это лучше, чем творог, да. Да. Ускоряет подгорание жопы, ну. 2 типа Leisure Head. Я должен был попытаться. Кого-то ботом назвали. Барсука опускает опять. Что-то сегодня барсуки не танкуют. Корж гей, да еще и розы. Ну. Розовый гей. Веб-сайт. Мне, кстати, интересно, Корж как характеризуется? Он рэпер, да, или как он себя называет? Может, он там, не знаю, может, у него какой-то поп-рок? Или хэви-рок, я не знаю. Хэви-рэп. Да. Ну, просто, как по мне, это попсовый рэп. Просто мега попсовый рэп. Да, я и так не любитель рэпа, а еще рэп опопсел. Но это же смешно. Смешнее только мусора, который дуэйнул. Не-не-не, подожди, вот это вот смешно. Вот это вот смешно. То, что здесь сейчас будет. Да пошел ты. Мансанул. Мансанул. И с вертушки пошел нахуй. Fuck you, Leisure Head. На арта сюда закину. Но это пиздец. В дефе невозможно здесь играть. Тебя просто лишают всего. Да. Единственный шанс на победу просто поехать с пацанами, перепушиться это все. Но вы же понимаете, что вы не договоритесь. Насчет такого не договорятся. Никто не сможет договориться. Ага. А ты не разорви your anal unit. Надо вот здесь, значит, терпеть. Но меня будут подстанивать периодически. Урина Чертон, ты, кстати, молодец. Чё на меня? А чё на меня? Хорош! Хорош! Fuck you. Вот, отлично. Иди нахер. Нет, скотозавр. У нас еще 50 бег в жопе. Но этого мы уже не выдержим. Этого мы уже не выдержим. Запомни, есть 2 типа Leisure Head. На дебилы, но не... Кто пробивать чел? Вот пацаны прикрывают. Прикрывают. Причем непонятно кого они видят, они ж ни хера не видят там. Они прикрывают. Ты мапу не видишь даже. Е5, кстати, там одинокий волк стоит. Если бы он видел мапу, он бы, наверное, поехал вперед. Да. Если это он просто стоит. Понимаю. Понимаю. Там зал мне нравится, обстановка приятная. Так ты же в зале, блядь, не был вообще. Или заходил. Так, fucking bitch, читай, прочитал. Или do anal rap. Do anal rap. Это нормально, блядь. Ну ладно, объективно говоря, кстати, вот Корж
манеру общения, да, меняет на какую-то более мерзкую и попсовую, это вот плюс малолеткам это будет нравиться. Хорошо. Но надо понимать, что большинство рэперов-то меняют свой голос, чтобы он более грубо звучал, чтобы ты не звучал как влагалище. Даже у Джигурды есть обычный голос. Даже у Джигурды есть обычный голос, да, но он им почти не пользуется, видимо. Только во время секса. Джигурда реально, у него есть обычный голос, а есть вот этот вот супер бас. Никакого рэпера не послушай, они все, ну, делают, ну, наверное, кроме Эминема, кстати, делают голос таким, ну ладно, кроме вот заграничных вообще рэперов, многих популярных. Они делают такой голос, типа, он вот крутой мужик, гангстер, все дела. Вот, сам даже шоколадку в магазине не спиздил. Даже меня, блядь, этот штраф пришел за спиженные носки в магазине. Даже я, блядь, гангстер по сравнению с большинством рэперов. Да, да. Или Дуэйнл. Или Дуэйнл. Ну, давайте дождемся. А вот, короче, Е5 он прояснял там. Но какой бы Е5 не был Рачелла, а он, очевидно, был Рачелла, он все равно лучше, чем Артовод. Просто потому что Артовод стоит здесь, да, а Е5 там. Он кует победу, Артовод сидит в чате. You know. Запомни, есть два типа Leisurehead. После боя чекну, что ты там надо надрать чел. Попуск. Попуск. Значит что, я думаю, настало время подкрепиться печенькой. Вот, потому что Гычлейв совсем сголодался. Сейчас, минуточку, подрублю. Не разорви your anal unit. А у меня административка, я вместе с другом в своей блевотне валялся под дверью магазина. Я тоже бандит. Но это ты хвастаешься. Я бы тоже хотел сейчас так же лежать. Ага, Семен Похититель носков и чужих жоп. Самые быстрые руки на дико дам. Похититель ЭС. Запомните, есть два типа Leisurehead. Два типа Leisurehead. Так, ну погнали, зарядимся голдой православной. Она же Гойда. Гайдой. Зарядимся. Так. Он как-то в итоге дома оказался, а я в наркологичке, как в фильме проснулся, выдрал нахуй капельницу, через окно съебался, но потом позвонили, сказали прийти в ментовку. Да-то я понимаю, бухнул. Жестко. Вот за что люблю взрослую жизнь, это то, что до такой хуйты уже не нажираешься. По крайней мере, я. Как-то давно неинтересно нахуячиваться. Ну, настолько, чтобы потом, да. О, Гойда.
Извините, но это уже Гойда. А это уже Гойда. Бля, там пантера есть. Смотри, не разори, your anal units. Ой, слушайте, он прям... Чё, блядь? Ой, сука, иди нахуй. Но я, честно говоря, до последнего сводился, и я уже был уверен, что он нахер залетит. Это надо понимать. Это такой танк. Это такой танк. Ну вот и без пантера все там засел. Что с ним делать? I don't know. Тренировал your anal units. А без пантера, конечно, просто скотный двор. Просто скотный двор. Прикольно. Ой, бля, ёбаный юнец. Вот что мешало выстрелить в башню ему, да? Казалось бы. Ясно, я понял. Никакой разницы, блядь. Никакой. Извините, но это уже Гойда. А это уже Гойда. Я особо не могу себе позволить долго стоять выцеливать, потому что трудно хапаться. Над борта танкует. Кажется, мы стали забывать танковать от борта. Слушайте, а его, наверное, мог и ББХ просовывать. Такие делишки. Такие делишки за щекой мальчишки. Мне кажется, надо сделать Гойда небольшую. Блять, ёбан, сука, вот эти вот мелкие какие-то неурядицы, как на стебле. Господи, господи. Мне еще оттуда шарфик подсунул. Выйдет мне в гудок прыснет, то что им скажем. Приятного просмотра. Бля, я просто херею. Наконец-то, ё-моё! Гойда! Извините, но Гойда. Блин. Я хотя бы танкую. Подождите, подождите. Бля, как ты увидел, ублюдок? Каток. Ты не разорви your anus, юнир. Понял.
успел поддать. Ну, вообще, как бы я качнулся вперед и, ну, не поймал меня на противоходе, но пробил. Ну, а потом, да, уже года 4 прошло, а так первый и последний раз напивался, решили с другом проверить свой уровень мастерства. Я помню, мы с этим... Ну как, я, кстати, не помню. Но мы с корешем на соревнованиях выполняли этот... нормативы там на кандидаты на мастера спорта. Там водку и что-то, чем пили. Я даже не помню. Наверное, стоя с горла в поезде пили, что-то такое. Я помню, мы бухаем с кентом в поезде, а потом я вот моргаю, открываю глаза, его нету. Я пошел искать, прихожу на его место в поезде, он уже лежит, спит. Я просто стоя в поезде спал, в тамбуре. Пиздец. Вот это были соревнования. Начинали мы бухать с его тренером, кстати, я помню. Так, значит. Так, значит. Ну, вроде коммент посмотрел. Не разорви ее, нет. Да, ну такие каточки нищенькие, конечно. Однако уже почти 80%, между прочим. Ну, поехали искать счастье где-нибудь. То, что у нас... Интересно, у нас, кстати, стяжи сюда вообще не поехали. Вот те же очнулись. Очнулись. Без вариантов. Да, главная проблема вот этой лоховозки, то, что он не попадает. А броня-то у него, ну ладно. Да, Неделю вроде мимо, а потом хоп и пробил. Да уж, да уж. Вообще, ладно, другое дело, если бы он вблизи попадал, так он и вблизи не попадает.
В общем, самый смех. Если бы он попадал, да, там, хотя бы на средней дистанции, базара нет. Вот, кстати, вот вам и механика, да? Танк в первой линии охеренно точный, вдали ни хера. По аналогию, да, с уроном. Вот была бы механика нормальная. Так, я что, в упор не могу попасть, что не в упор, вообще шляпа полная. Я поспешил стычкой, но все равно в землю летело. Да. Без вариантов. Сейчас норм полетел. Ну окей. Бочитель он поехал чекать. На скеле. На скеле. Пора бы уже гладицо зарядить православное. На шеридауне весь бой там и стоял. Хорош. А ты не разорви, your anal юнец. Я подчекал. 277 как раз перекатывается, охеренный тайминг. Ты не разорви ее. Ну, ах, Эвик тут, нихера себе. Понял. Да пошел ты, сука. Какой ты пидор, скидь куда пробил. Скотовозка. По имени Жанна. Угу. Еще на похуй пялит. Хорош. Где ты, мой новый гейбой? Ты Фистин С, я знаю. Хавик не может себе позволить мне пробить. Остальные легко. О, это тут просто бальзам на гудок. Этот подпальчик вежливый, это просто бальзам на гудок. Бля. И добрал пудель этот. Да. Все равно по мне кидает. Вообще, блин, просто видели, какая траектория? То они закидывают через горы, как угодно вообще, то он вот просто по пологой траектории закидывает. Так, ты чё, папаша, весь день задротишь? Не самый снайперский... Да, до скольки будешь? Ну, пока что, пока крыша не едет, у нас вот стрим прям до упора, до 3 отметок. Как видишь, сейчас даже 80 нет. Вот, ну либо до 10. Либо в какой-то момент мы рубанемся и запустим в 19:00. У нас 3 варианта. Где ты, мой новый гейбой?
Ну а пока что мы зарядимся еще печенькой. Гачеслав на голодном пайке сегодня целый день. Надо будет хотя бы чапи купить. А видели видос? Чувак в качалке делает упражнение на тренажере. Ну, он так типа лежа лежит и ногами толкает вес. Вот. И у него рядом стоит водичка и пакетик такой для корма. Такой хоп, втянул из него, ставит крупный план у него, а это чаппи какой-то. Для собак корм. Босс качалки-то. Ты понял, как надо тренироваться? Как госпожа пиздов не дала. Ну что на работе. Внимание, за сегодня мы это нафармили. Так, а с какие там буст? 2500 еще. До 2500, и главное не забыть поменять. Кстати, очень быстро падает количество. Так, держим в голове. Держим в голове. Так, пошли почитаем комменты быстренько. Спасибо за 25 лайков на основной трансляции, кстати. Да, стрим шортс, конечно, просто на коленях. Ну, это печально, это печально. Так, а VK? Так, ВК чек. Ну, спасибо за 31 лайк в группе ВК. Вот это другое дело. Вот это другое дело. Где ты, мой новый гейбой? Ты Фистин, я вчера также сдал металла, красава. Красава. Сейчас металла как насдаем. Да, купим пиджачок с отливом и в Ялту, как говорится. Где ты, мой новый гейбой? Ты Фистин С, я знаю. Двойка интересно заехала, конечно. Ну, не менее интересно я приехал, да? Тут, если что, будет пиздорезик. На бульваре Slaves. СТРВ рекомендует назад, ну потому что я ЖПТ. ЖПТ. Хорош, нихера себе. Я его даже в бортик пробил за гусляй. Катик? Да. Окей. Ну, it's окей. Я тебя ждал, поделенный дек. Интересно. Он решит совсем на меня вкатить. Будут слезы.
Кстати, можешь мне помочь, папаша. Перемансил. Извините, но перемансил. А вот и гудок. Да, ушел с молотка. Неужели он не знал, что я здесь? Он знал. Да. На кабачок приседаешь сейчас. Через 3, 2, 1. Вот это вот так соберем. Ты следующий. Бойчик. Слушайте, мы их прям образцово-пососательно разобрали. Вот на том фланге у нас проблема. Они, кстати, не могут перепушить гопоту. Странно. Видимо, не могут выбрать, кто будет танковать фугасы на 1500. Пацаны ловко сразу же доехали. Ну, кстати, не продрачивались, молодцы. Обычно здесь еще, знаете, начекают, все такое. Но была бы хоть одна ПТХ там. Они бы вот подтерпливали бы. Ты Фистин С, я знаю. Наконец-то вкат. Наконец-то, сука, вкат. Это не вкат. Это не вкат. А, слушайте, реально поехал. Хорошо. Джебровни, Лажерхед. Подгуслит кто-нибудь? У меня столько танков. И они не хотят любви. Да. Ну реально в Емельку не хотели пацаны скидываться. Это как понимать? Районный Лажерхед. Паза, ублюдок, базу захватывает. Да, ну если собьют, тогда ладно, мы еще, может, что-то успеем. Я думаю, нам надо, знаете, что делать? Просто ехать по мосту. Мы, если что, насветим. И, может, что-то полезное сделаем. А именно, может, кого-то и пробьем даже. Хорош. Сбили базу с упыря. Упырек 3 шестерочки. Нахера? Ой, какой мудак! Ой! О, он еще раз выезжает. Ему простили, он еще раз выезжает. Бля, поделенная гвардия. Ему простили ошибку, он еще раз собирался выкатываться. Хорошо, что не сдох. О, нормально. Ну, это нормально, это нормально. Хорошечно. Хорошечно. Районный Лажерхед. Не ломается эта херня. Я помню, как это катку вытащил, прячась за вот этой херотой. Где ты, мой новый гейбой? Красота. Красота. Херенная сумарка. Песня. Так. Ты Фистин С, я знаю. $40 тонн дали.
Дали 40 тонн металла. Все комменты вроде да, поглядел. Подглядел, ну и все. Ну и все. Ты Фистин С, я знаю. Поехали дальше. Да, конечно, мега долгая затея с этими отметками. Просто гачи кошмар. Надо было бы хотя бы 65 начинать. Котопес 125 рост. Всем понятно. Ну, слушайте, прям без макияжа, да. На самом деле, некоторые танки без камуфляжа вообще круто выглядят. Зачастую даже лучше, чем с ним. Но, допустим, американские нормально смотрятся. Такой цвет своеобразный. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Грязный фаршист. Хорошо, а все. А все. Ах ты сучка, а куда? Бля, вскос, ну пудель. Ну пудель. Хорош. Ну вот этот пиздец, конечно, такие тычки несправедливые. Да. Да иди ты нахер. Ну, просто скотоложцы. Ну, просто скотоложцы. Ну-ну-ну. Бля. Поехали за соткой. Там посмотрим, как, что на это скажет арта, во-первых, да, на мой вкат. Может, ему это и не понравится. Ты Фистин С, я знаю. Чуть не зафейлил тычку. Да, причем самостоятельно. Так, ну хорошо. Слушайте, без командира стабы просто нет. Ее и так не было, тут так вообще. База в жепе. Где ты, мой новый гейбой? Поехали. Поехали. Внезапно тут пусто. О! Опс. Ты Фистин С, я знаю. Иди нахер. Ну, как бы хорошего по чуть-чуть, как говорится. Просто стоит в поле.
Шведский кабачок. По имени Лёшка. Дуэйнал немножко. Ее до сих пор не убили. О. Но жирного апа мы здесь не дождемся. Поехали, может там у него подружка где-то терпит. Лишь бы Гриля убили раньше того, как я борт покажу. Видимо, не убьет. Кабачочек по имени... О, я. Хорошо, ставочка зашла. Ну и мы пропались. Да, теперь не на 0.10, а почти на 0.30. Кабачочек по имени Лёшка. С тобой затерпел там где-то. Ну и ладно. Ну и ладно. Тру-ту-ту, тру-турум, тру-ру-ру-ру-ру-рум. Кабачочек по имени Лёшка. Я поглядываю комментарии, ребята, знаете. Знаете. Все, поглядел, поехали дальше. Вот я целый день играю на десятке, и мы в минусе, даже не минус лям. Даже не минус лям. Вот это экономика, да, в игре. Как можно скурить на пацанов, которые на Full Gold играют, если это даже не в минус, практически. Сейчас мы еще металла сдадим, и у нас будет 20 лямов на кармане. Да? Смешно. Смешно. А, нет, наверное, не будет 20 лямов. А может и будет, посмотрим. Катина там, капец. Реально как ЛТХ. У них бои мега быстро, они еще водят танки, которые... Хотя, может, это, знаете, такая идея, что, типа, если кто-то ключевую позицию бронированный займет раньше времени, тогда катка не будет турбированной. Надо это... Надо голову включать. Это классик. Это знать надо. Краслер просто ковбой. Видите, как ловко перекатился. Где ты, мой новый гейбой? Поехали на Краслера, я ему сейчас покажу куски на ТС.
Раз уж такие дела. Там я третий просто покатил, и надо бы, наверное, и мне тоже. И третий въехал. А вот так вот. На. Где ты, мой новый гейбой? Ты Фистин С, я знаю. Бля, какой ты пидор, ёпта, он еще в каток дал. Ой, бля, как вы бесите, ёп. Давай. Давай. Надо в обоих стрелять. Блять, жопа жирная-то. О. Блять, и там этот пидор снайперит. Господи, тебе дали турбину, нахера ты снайперишь? Просто. Я бы ПТХи вообще не вводил, это уже болезнь. ПТ в игре это просто это больной класс техники. Провоцирует пидорские поступки. Ах ты, сучка, снайперит. Ну и все, давай. Ну и все, пострелял, давай, иди в жопу. Бля, тут насыпь такой конченая. Я просто рассчитывал просунуть в концепта. Не можем дальше ехать, нам, если что, в Бартину накапает. Так, ему напихали. Генке напихали. Чё он так не хочет? Сосати. 30 КД. Вони там сливается, ёпта, ёпта. Не могу выехать, мне поляк, если что, выйдет в очко засунет. Нахер. Рентгенец стоит. Ну ты пудель, господи, он просто стоит и смотрит. И рентгенец заодно. А у нас есть пацаны, которые могут ему дать. Угу, прикольно. Прикольно. Во-во-во, вот так вот. Хорошо. Блять, опять ёбаные бурзы. Слушайте, не пробивают меня.
Просто пидоры конченые. Просто два конченых пидора. Вот нахера вам турборежим, вот чтобы стоять в кустах, прикиньте. Ненавижу. Ненавижу. Ну, кроме шуток, они вытаскивают себе катки. Да. Они в борт уже полкоманды расстелили. Хорош. Ебать. Господи. Пацаны, кстати, все... Ну ладно, им некому ехать. Чисто за счет прострелов этих веселых и смешных пацаны растащили город, прикиньте. Ну это же смешно. Ну все, бачат в жопе, короче, проиграли. Так, комменты я вроде не прохерил. Ну сейчас посмотрим все комменты, каточка закончится. Ох, бля. Тебе устала я сак. Жмыхнули. Батяня жмыхнул. Да-да. Да-да. Да уж мерзкая катка, столько мерзких ублюдоидов всяких попалось. Хочется плакать. Хочется какать и плакать. Так, комменты поглядел. Да, ну и все. Ну и все. Спасибо за 26 лайков на трансляции на ютубе. И за 31 в ВК. Какие молодцы. Какие молодцы. Погнали дальше. Слушайте, а вот кто в группе ВК сидит, вам какая-нибудь реклама и все такое попадается или нет, при просмотре? Я просто там не включена монетизация, но мне интересно, зарабатывает ли ВК на мне и на вас или нет. Где ты, мой новый гейбой? Ты Фистин С, я знаю. Красота. Слушайте, нам с сетапами вообще везет. Абсолютно. Ой-ой-ой-ой. Ну-ка, быстро. Заебался. Работа без выходных. Ой, держись, родная. Нельзя, но ЗП 90+. Хороших Оно того стоит. себе. Спасибо, родная. Надеюсь, получится еще прогреть тебя как-нибудь. Мое почтение, родная. Низкий поклон. Низкий поклон. Yes, sir. Здесь голда нам не пригодится, да, можно будет так ему запихивать.
Хорош. Я все думаю, за мной кто-то есть, а за мной уже давно никого нет. Как тычки летят? Господи, весь стрим так не летели тычки. Его добрали. Что за мюзикл-то? Лежерхед. Нихуя! Просто свертухи, просто в НЛДом. Я, кстати, рисушку насветил, проезжающая мимо. Лежерхед. Езжай, дурак. Отъезжай! Хорошо, чтобы бэха была заряженная. Хорошо, закрыли вопрос. Он от борта с Е3 перестреливается. Кто не понимает, что происходит, я вам поясню. Я что-то не срослось. Там, видимо, портал в ад. Да, задонатили. Просто осторожно. Вариант. Вообще мне пробойчик позволяет вот туда пробивать. Блять. Неудача. Сука, он меня в каток пробил, понимаете? Он меня ёбнул в каток. Там СТРВ ему не даст разгуляться. Давай. Я искренне надеюсь, что СТРВ реально его в чем-то ограничит там, да? О, как он вообще видел? А, он в этот пробил меня. Я сейчас подумал, меня в ближний пробил. Да ладно, но все равно чмо. Collision модели. Будьте здоровы. Collision модель не позволяет его выцеливать, вот отсюда позволяет. Fucking slaves. Ну, СТРВ, кстати, если не девственник, мог бы просто поехать и в Соляру нажмыхать Е3. Прикольно. Невозможно, елка в щель начекала. Ну, либо не в щель, да, вот отсюда могли чекнуть. Ох, бля, ох. Ладно, допустим. Fucking slaves. Не сильно кучерявая щелка здесь. Да. Поднимите руки, у кого кучерявая щелка. Херенное было упреждение. Ну, без приколов, я реально круто выстрелил, но как бы вот.
Откатываться не будет. Fuck you. Елка просто стоит и чекает. И ничего ты ему не сделаешь. Прикольно. Он вот именно меня хотел оттуда, прикиньте. Животное. Ну, какой-то смарт-эсовец, уж им скажу. Это какой-то смарт-эсовец. Законы взяли, уехали. Ну и ладно, что мне терпеть, что ли, теперь, да? Вместе с ними в обнимку там. И не начекали, хорош. А вот теперь начекали, бля. Просто каждой тычкой запихивает, прикиньте, какой скотозавр. Просто, блядь, каждой тычкой. Что с вертухи, что не с вертухи, что за лестница, вообще плохо. Каждая тычка. Пидор. Просто пидор. Блин, и 704-й Лалка, кстати, подловил меня за светом, да, мы могли тут на нежданах ворваться. Бля. И чисто вот этот конч на Чехию меня разлупил, прикиньте. Верим. Верим. Наверное, чуть ли не все хп мне снял. Ну и плюс Е3 тычка в краешек. Неретики грязные. Ненавижу. Ненавижу. Солнце, прикиньте, какое-то появилось подозрительное. Ну там чисто щелка между тучами. Туч надо понимать херово горам. Так. Пропавший полоскун. Спасибо огромное, братан, за 69. Спасибо огромное. Легких рабочих дней. Чтобы они легко проходили, да, а вечер всегда был волшебный. Волшебный. Ловкий выстрел в землю. Слушайте, это какой-то Леха, которому пиздец как фартит. По крайней мере, в этой катке это просто охуеть. Он даже без камуфляжа катается. Какой-то енот рад прогреть. Низкий поклон, братан. За подогрев. Лабидап. Заходи в гости. Заходи. Утром и вечером стримы. Сегодня так вообще целый день. На внезапном. Где это шлюхандра? Просто черти. Просто черти. Ну да ладно, у нас уже на горизонте вторая отметка. Да. Как раз таки на горизонте через пару часов по графику вечерний стрим. Плавно перейдем в вечерний стрим. What the hell you two doing? Спасибо за 26 лайков на большой трансляции. Антон В, привет. Здорово, братан. Так, и в ВК сейчас глянем. Глянули. Спасибо за 32 лайка в ВК.
Чтоб ты понимал, цех, где я работаю, настолько сурово, что там даже платят компенсацию за молоко. Типа не молоком кормят, а бабки дают, да, за него? А я, кстати, Гринч, похититель С. Я помню. Я помню. Огромное спасибо, братан. Я тоже все время охуярил на Белвесте. Вот там компенсация в виде молока выплачивалась. Ну там надо понимать, что не только на заводе, но и рядом, когда с ним проходишь, очень жестко пахнет клеем. Поэтому такой еблан. Иди нахер. Пиздец. Знаете что, вот эти ублюдки мне даже тут подышать не дадут. Тут он молодец, конечно. Да, но мы не пользуемся преимуществом. Это просто, ну вот они катаются как хотят. У нас на прикрышке одна потеха. Поехали. Ну, свинотавра, я думаю, так просто попустить не получится. О, смотрите, пройдем. А, ну ладно, так пробьем, хер бы с ним. Ну и то, мне кажется, 50 на 50 была вероятность. То, что такого зверя, куру такого зверя просто так не сорвать. Хуйня, конечно. Он, кстати, не в тот рог стрелял. What the hell you to doing? Давай, ты же хочешь. Не, знаете, что там какой-то скилловичок. Там сидит какой-то скилловичок. Приседает на фэткок. Fucking slave скилловичок. Ну, я вот эти кусты не просмотрю. Слушайте, а коня так и не взбодрили до сих пор. Я пытался ему засунуть в НЛД. Да, но мне тут ичку украли. Да, он и не сосет. Ай-яй-яй-яй. Прикольно. Ладно, пойдет. Ну-ну-ну. Хорошо. Хорошо. А вот этот пиздец уже. Их все-таки пропустили. И коня мы угостили. Хорошо. Хорошо. Ну вот коню теперь не так обидно, да? Потому что всем давали пососать, а ему как-то все не получалось по мне. Понял? Свидание, давай. Ну вот на вот этой пуделевозке приехать туда, это вообще, конечно, надо еще суметь.
Пуделевозка. По имени Жанна. Я его все-таки секанул. Я думаю, мы наконец-то доехали до настоящего мужского тарана. Нет, не доехали. Такая мерзкая катка, как обычно, с нормального респа, и у них пацаны заняли все позиции, и мега сейвят. Куда ты поехал? Блин. Ну куда ты? Ну ладно, он молодец. Да, я все равно не пробил. Ну окей. Так. Ну, чтобы покупали и пили, очень вредные условия труда, шум и вибрации от станков. А, я понял. Я понял. Я помню на обед, ну, короче, на обед всегда с собой берешь что-нибудь. Как-то я взял просто пельмени, наварил и положил с собой. И, ну, этого молока тебе всегда, типа, ты получаешь пачку такую, ну, пол-литровую, наверное. А может, и даже 2 пачки получали, не помню. Вот, и так на автомате молоком запил пельмени. Смена чуть была не сорвана. Вот сорван был гудок, да. Поднялось там давление сумасшедшее. И чуть не сорвалась смена. Причем мне через часа 2 уже началось извержение. Так. Ты что, целый день стримишь? Да. Юджин, здорово. Стримим целый день, потеем на отметку на этой хероте. Начинали с 30, по-моему, 1%, уже 83. Такие делишки. Такие делишки. Да, ну гудок я уже просидел, я прям чувствую. Так, спасибо за 27 лайков на большом стриме. На ютубе. И за 34 на ВК, на группе ВК. Ох. Ну, я потерплю. Где-нибудь за углом. Слушайте, а можно, кстати, мы рога спрячем? Можно и туда сразу заехать. Да, и вдруг там будет Маус, который хочет мужской любви. Ну, погнали. Вилка сразу на полку, не отсвечивать, да. Тут вообще-то есть пацаны, которые могут его воспитывать. Я могу, конечно, хапануть, но не хапанул. Знаете, он так в прицеле скандально был похож на ИСа 7. Да. Но их там много. Я все еще свету. Господи, сколько можно?
сколько можно? Надо все ехать. Нас пацаны уже досасывают. Вот. Важно, чтобы я досасывал последним. Ты сучка. Yeah. Fuck you, лыжер, хует. Маус поверху едет. Эх, бля. Как же их там всех повыносили, ёпта, ёпта. На мне не прикрывать даже. В землю. Блять, ну это же смешно. Бабаха, кстати, не уловила вот этого мувчика, да? Он мог просто там... Ой-ой-ой. Мог просто сверху стоять и стрелять, да? Ничего ему не мешало. Не пробил, блин. Ай, бабаха, ёпта. Да идите вы нахуй. Вот, ему просто отсюда стой, стреляй. Хоть одного бы шотнул здесь. Он даже не сюда смотрел, он туда смотрел. Ну, как бы меня бабаха шотнула, надо понимать, что смысл такой же. Меня отсюда тоже разлупили, блин, снизу вверх. Надо понимать. 1975 Сергей на арте мне еще добрал. Ну, тут проблемы с привозом. Нам 2 раза в месяц привозят минеральную воду, а молоко нет, поэтому платим деньгами. Не покурить, не выпить, зайти 2 раза можно, а в начале и конце смены. Режимное предприятие. Так что такие пироги сейчас накоплю на мотик и буду домик строить. Если получится, тоже не удалось. Красава. Красава. Надеюсь, сложится. Обязательно сложится. Если хуяришь, сложится. Так что рад за тебя. Блин, я еще такую щель выхватил. Он, видимо, сюда просто переехал. Ну, по-моему, он отсюда мне дал. Молодец какой. Буду долго, пацаны, тут дотерпливать. Еще 2 тычки, сука, в эту ВСТшку, в землю. И в 700... в 277. Ну, как бы я знал, что кумулем стреляю. Но мог бы и пробить уже в такой угол. Тем более, что он даже борт задранный был. Ой, экрана у него нету, там это 3D стиль, да, там только, типа, только гусля могла схавать урон. Ну, смешно. Даже, я думаю, там не схавала гусля, там просто ниже брони улетела. Кстати, знаете что, вот я не сообразил, мне надо было не сюда уезжать, а вот за дом, за вот этот вот, в эту сторону. Это был бы крутой мув. Да. Ну, короче, можно было получше доиграть. Хуета все равно, но можно было получше доиграть. Но если сложится, то годика через 3 жди в гости, еще поездить по Беларуси, посмотреть. Заезжай, заезжай. На фестиваль к нам можно заехать. На фестивале весело бывает.
А если нам кому тащить? Ну, кроме вилки. Кроме вилки, наверное, никому. Весь грязный, чумазый. Фу. Фу, слушайте, наверное, реально весь говняк какой-то. У нас в армии, я помню, был один на всех керхер. Выписали в этот времроту. И бригады этим керхером мыли тачки. Боевые машины, все такое. При том, что, честно говоря, не так уж сложно было из компрессора, например, да, с помощью компрессора соорудить тот же керхер. И вроде как был у нас советский такой, но им что-то не пользовались. Эх, бля. А еще мы тачки, когда подкрашивали, особенно к новому сезону, да, либо к смотру, мы всю тачку закрашивали нормальненько так, и еще колеса черным красили. Вот, чтобы их не отмывать долго и усердно, просто черным закрашивали. Без вариантов. Так. Вроде коммент все поглядел. Хорошо. Хорошо. Ну как все? На ютубе так. Сейчас катку досмотрим и остальные посмотрим. Короче, мы не победим. СТРВ, да, дрочильня. И Мантикока дрочильня, плюс 2 арты. Этого достаточно, чтобы победить. What the hell, you boy? Прикольненький значок, да? С кенгуру. Такая уже лоховозка, господи, господи. Да, свидули. Ну, конечно же, прямой еще арта дает. Вот так вот. Вот так вот. Давайте, наверное, окошко откроем в конуре. Слушайте, кот до сих пор не заявлял. Где-то дрыхнет. Вот the hell you doing? Погнали дальше.
спасибо за 29 лайков на большой трансляции, ребята. Мое почтение. Так, так. Вечная беда. Стоит рано сдохнуть, начинается... Да, да, да. Хотя вначале она такой не кажется вообще. Так, и спасибо за 36 лайков на трансляции ВКМ. ВКМ. Опять-то карта. Ну окей. Ну, это не мое. Ну, потом в него запихнем. Ну-ка. Ой, говно. Ну, вообще, я мог себе позволить его пробить. Да, мне альфа не прошла. Именно в эту точку я точно мог. Камня рта, да. О. Мне Хари просунул. Вон он. Здорово. Здорово, Как тебе родная. рабочий день в Гатчи Гейминге? Охуенный. Охуенно, ну это было смешно. Видели видос про рабочий день в гей-гейминге, пацан? Как там тяжело происходит все дело? Поехали, может... Блин, я даже не знаю. Надо ближе подъезжать, у меня уже пол хп нету. Поиграл. Поиграл. Уже, кстати, вторая катка подряд неубедительная. Как будто будет туда риск ехать, потому что там, видите, что происходит. Там пацаны делают, что хотят. Не поедем, надо продрачиваться. Но мусора... Короче, если хотите, пацаны, на стриме посмотрим видео «1 день из работы в гей-гейминге». Там девочка, художник, ну еще бы. Да, странно, что не ведущий разработчик. Рассказывает, как там и что там. Ну, риночерон-то будут вертеть. Эту модель будут вертеть. Ох, бля. Мне не хватило пушку довернуть. Бля, как же там больно. Хорошо, что он на бис вернулся. Хоть он и знал, да, что тот Гачислейв.
Он, конечно, молодец. О, вот здесь я могу хапануть. А торты! Ха! Ёб твою мать. Мне просто в щель закинула арта вот от Седова. Ебать здесь. Вы просто ебнутые, ребята, уж им скажу. Это не мой на свет по ебру. Да. Да, то есть он меня нашел, но это... Но на свет по нему не мой. Что, с вертухи в НЛД говна? Угу. Давай. Куда, блядь, тычки пропадают? Что за дерьмо? Я вот просто I don't know. $851 вылетает у него. Ой, блядь. 750 альфы выиграл, да нет, 851 вылетает. Нормально попадает. Но я как будто бы реально, слушайте, на корона каком-то. Они настолько легко вот НЛДу запихивают, даже страшно. Даже страшно. Вы там. Хорошо, что мне сейчас борта не напихнули, да? Так, ты не заебался? Ну, троху есть. Короче, пошли смотреть видос. Там, как тяжело работать в гейминге. Игорь, здорово, кстати. Так, сейчас, минуточку. Так. Рабочий день. Пятерочки есть. Так. Как называется? Wargaming. Я Wargaming не называл Wargaming почти никогда. Это дерьмо, блин. Стажировка на Wargaming, так называется. Блять, везде этот... как его? Ясно, это хуйню только Корбан смотрит. Он обозревает. День стажировки ВГ. Сука, где без этого мальчишки? Обзор. Борис Немцов о работе в правительстве. Сука, идите в жопу. Эфир России 24 по ситуации финансирования компании Wargaming в ВСУ Украины. Видео. Мы как-то не находим. А если через Яндекс? Летний день стажера. Стажера в Яндексе. Какой... Сука, не находит, короче, прикиньте. Но только с Корбана можем смотреть. Если не смотреть не хочу. Ну и посмотрели, короче. Короче, там тёлка, если коротко, рассказывает о том, что они там в мяч поиграли, пальцы уже посували, все дела. Вот и обед пришел, очень сильно утомилась, поела, там порисовали и домой. Блять, ужас, фу. Просто фу. Вот и катка закончилась. Катка, кстати, мега неудачная получилась.
Надо будет скоро свет, наверное, включить в конуре. Да. Да. Леста играет 2024. Код на 3 дня прямо. Хорошо. Надо запомнить. Надо запомните, ввести. Да, где-то он тут. What the hell you to doing? What the hell you to doing? Минуточку. Код недействителен, сказали. Не срослось. Ну давайте кого-нибудь подловим тут. Не в ту сторону деревья положил. Это плохонько. О, и это вот норм. Нормал ДС. Что здесь вот никто не хочет играть. Бабаху просто сбрили. Как так-то? Хорош. Вот туда я, значит, кумулем засовываю, да, у которого есть экраны и все на свете. 277 просунуть невозможно. Невозможно. Приехал сюда. Кабачок это дряхлый. 8-7 проехал. А, это еще один еписюн. Это еще один еписюн. Вот это захочет стопудово. Да, он уже жаждет. На. What the hell you to doing? Ну. Пошел нахер. Хорошо. Хорошо.
80 ТП огрели там конкретно. Хари просто в углу карты. Вы видите это чудо? Просто он там. Потеем за 300 хп. Кстати, в стык улетала. Мог пососать тут. В моменте, как говорится, да? В этом моменте мог пососать. Бля. Не получилось прогуслить его. Ну, я не особо-то и старался, да, я так более-менее надежно выстрелил. Ну. Ну да, тут уже наши полномочия все. Ладно, хер бы с ним, плюс 0,5%. Пойдет. Пойдет. Короче, гачи-код не активизировался. Не работает. Надо другой. Этот не работает, надо другой. Спасибо за 30 лайков на большой трансляции. Спасибо. Спасибо. За 11 на ВК Play, кстати. Так, и за 36 в группе ВК. Давайте мы перезагрузим. Может быть, что-то изменилось. За 38 в группе ВК. Вот так вот. Вот так вот. Андрей Калашников, здорово. Эх, верно. Ты читаешь мои, пес. Вот эти вот сообщения, а до этого не было. Ты же здесь пишешь или где ты пишешь? Давайте свет в конуре врубим. Ну что ты, копейка, грустненький. Сегмент будет еще охуенно долго. Взял усатый. Сиди, давай. Сейчас будет об камеру чесаться. Ну-ка, ну-ка. Fucking bitch. Какая хуйня, господи. Господи. Но мы теперь в очень смешной позиции, да, в которой мы можем выхватить борт. Именно в этой позиции мы можем выхватить в борт. Объективно говоря, вот эта карта вообще не для нас. Эти роли не для нас. Не играем мы сейчас. Ну-ка, 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 дружок. Ау. Ау. Ну, откровенно говоря, конечно, альфочка у него такая посредственная. Можно было бы 750 дать. Ничего страшного не произошло. Да. Просто в кепку. Ядовитая, разбитая, убитая я. Мне вон оттуда
Присылает гражданин. Вот сюда, вот. Шакальё. Знаете что, ближе к вечеру начались скандалы. Причем такие весьма кабачковые. Вот он поехал дальше. Да, вечером рандом нам не позволит ни хрена, что я скажу. Хотя, может быть, знаете что, может быть, будет побольше настрельных бойчиков. Это не исключено. Настрельный бой. Блять, катается, пиздец там. Секите. Пацаны ездят. Да, меня мантикора, блин, заснайперила. Быстренько в сейф. И быстренько в сейф. Нашелся это, конечно, камень конкретный. Не в каждых почках такой найдешь. Мантикору скинуться некому. Ядовитая, разбитая, убитая я. Но где 62-ка? Вот он где-то там едет. Ну ты и чуханоид. Там кто-то проехал. Ясно, я понял. Понял. Угу. Броня не пробита в очко. Он не зачекался и еще... О, так он дождется. Ну дай бог вас всунул. Ну, естественно, он закидывает, ёб твою мать. Мне вот в такие нулевые углы они засовывают, что даже страшно. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Прикольно. Прикольно. Так, читаем комментарии. Гы, босс, да, здорово. Евгений Брагин, здорово. Всем здрасте. Всем здрасте. Котяра грустный лежит. Так, привет. Хорошо, что ты общительный. Хочу тоже стримить. Давно смотрю тебя. Может, годик. Харизма у тебя хороша. Угораю. Благодарю. Благодарю. Так, пользуясь случаем, скажу спасибо за 39 лайков в группе ВК. Так. Кто лайковал, молодцы. Там выше есть что почитать. Ты читаешь мои комменты, а дальше ни хрена. Fucking bitch, читай комменты, дальше было. Потом, там зал, мне нравится, обстановка приятная. Все, все. Ну, короче, ни хера ты не написал. Вот. Копирую и вставляй заново. Кому-то вслепую дали там. Ядовитая, разбитая, убитая я. Оп, печеньку с водой сейчас. Угу.
Вот именно, пудель или Сталин. Не надо людям. Пуделя вы мои, пуделя, дайте я вас разок поцелую. Пуделя вы мои, пуделя, мы еще потанкуем. Ну вот он выехал подцелить. Вообще правильно делать, я так делаю вообще всегда. Всегда. Так, мужчина хочет грязи, мужчина пускай едет. What the hell you two doing? You lying me. Да уж, у них неявка на бой, целые своры пуделей. Гачные пуделя. Да едь, я не поеду. Не мое дело вообще. Давай, давай, давай. Сами там ебитесь в собственном соку. О, хорош. Хорош, как обычно. Да? Сколько раз было такое, что на скипе снаряда пацаны высвечиваются и хотят любви. Ёпта. Хорошо! Пошел ты, говна. На 1100? Ну в смысле? Я напомню, что вот этого пустили фугасами, и этому тоже фугасом подсунули. Это фугасный сек. Не успел подсейвить папашу. М60 кружит. Видели? Гребень его петушиный засветился здесь за углом. О! Слушайте, я, кстати, не видел, что вот это дерьмо взорвалось БК. Вы прикиньте, если у него с его боекомплектом какой должен быть яркий взрыв. Мог бы быть. Да, если бы эта модель претендовала на что-то историчное. На, что ты смотришь, папаша? Ну давай покормлю тебя потом, хорошо? После боя. А то ты, наверное, там приуныл. Я и сам, честно говоря, на голодном пайке. Заряжай. Хорош. Ядовитая, разбитая, убитая я. На. На голодном кабачке сидит Гачислей. Да все, я понял, я подкормлю тебя. Не ссы. Не ссы, дружок. Ого. Гачное рандеву. На бульваре. Пиздец. Вот сейчас хочется просто подкинуть и разорвать каждую свинью, который хоть как-то причастен к арточке. Вот это что это такое? Вы поняли, куда он мне закидывает? Только скоро поедим, не выебывайся. Уже шатает стол. Обезьяна. Сейчас прочитаю коммент. Чё, худеем за неделю? Ну не, просто я ж на стриме не буду жрать. Я тут чуть-чуть подкрепился и все. Еще худеть не надо.
Где Йохана мать? М? Вон он. Прикольно, ничего не ломается. Блять, как это, сука, бесит, ёбаный рот. Ой, ой, ой. Он еще не видит вообще, что я здесь. Да, и он должен давно уже был пососать свое. Очень давно должен был пососать свое. Члентериона я, кстати, вижу. Ядовитая, разбитая, убитая я. Пудильон Action X. Это был Пудильон Action X. Наверх уехал. Поехали искать. Я прочитаю все комменты, я вижу, вы там пишете паскули всякие. О, это же смешно. Туда уехал, ёб твою мать. Да уж, что-то я никуда не успеваю. Гачное рандеву. Фейерверки, кам. Да вселить в него надежду хоть какую-то. Хотя бы К дошло. Теряем надежду, хотя бы К дошло в землю, хорошо. Арточка КД, шикарно. Шикарно. Ой, я подпер немножко. Арточка ББХ меня пропиздошила. Попадает. Вот дерьмо, слушайте, вот чуть-чуть не хватило, я бы дал тычку, и у нас была вторая отметка. Так, я подкормлю кота и сейчас вернусь. Где ты, черт? Пошли есть. What the hell you to doing? Так, вот именно, пудель. Листай ленту, чё ходит? Кота покажи, пинос. Но он уже запрыгивал, да, видели его? Отписка, пацан, где ты, спидиди, стример фуфломет. Чисто кондиционер. Ты сам играл на арте, пудель, говорю же. Коты тебе. Ворон, здорово. Вячеслав, будет есть кошачий корм. Посмотри до конца. Я уже ложечку в крысу хапанул. Под язык положил. Так. Спасибо за 32 лайка, кстати, на ютубе. Ага. Ага. Давно смотрю тебя, может, год. Брат, как ты? Да, нормально. Нормально. Я пока что после отпуска с башкой все в порядке. Вот, допустим, мы уже отстримили сколько часов? Часов 9. И я себя чувствую прекрасно. Прекрасно. Только немножечко писать хочу. Так, всякий слов будет есть, скажи. Так, все прочекали. Надо будет после этой каточки все-таки отлить.
Я поеду поближе, Тайпа надо как-то поймать за гузлом. Тем более, что он, скорее всего, будет там одинешенек. Здорово. Конечно, сколько у него КД. Угу. Урина чертом-то здесь что? Красота. Ну во. Хорошо. Хорошо. Видите, если все такие танки были, ни о каких бы открутках не говорили бы, да, потому что он ебется легко. И все его устраивает. И все его устраивает. Поехали, сзади поможем. Кстати, можно и 5-го встретить. Зафейли хотя бы одну тычку, пес. На цикличке, походу. Хорошо. Это Рен. Красота. Кстати, еще далеко не конец. Более того, скорее всего, мы эту катку просерим. Что, он спрыгнет, не спрыгнет? И не надо, нам надо вот сюда ехать. Но ведь он там слоится, аккуратно играет. Плюс вот этот папаша еще дырку заткнет. Ну, сука, мразь, а не команда. Артовод говорит. Артовод допустили, это хорошо. Значит, катка удалась. Причем независимо от твоего или чужого. Оно удалось. Можно было попасть, да? Поехал сливаться, где там 705-й. Он. Со вкусом и на скилле сливается Лёшка. Да, короче, Вилка там доразбирал. What the hell you so doing? Блядь, чё? Смотрите, где он? Хапану, походу, еще разок. Все его сдуло. Это что было? Он как будто телепортировался вообще туда. Давай, охуеть. Как в такой угол можно пробить в каток? Ну вы конченые совсем. Он еще под колами своими нищими стреляет. Не смешно. На мусораду эйнул. Ну это же смешно. Одисса, я думаю, можно просто пропушить жестко. Ладно, дальше не поем, там Вилка ему поможет.
В следующий раз не поможет ничего. Мы тем временем взяли вторую отметку, ребята. Пожалуйста, осторожно. Так, а откуда здесь обычно опускают? Вот отсюда, да? Ладно, не будем рисковать. Он так смотрится уверенно, да? Такой дрынчик будет здоров. Не танк. Пош АФК. Он АФК, прикиньте. Он АФК. Нам будут за жопой присматривать. Вот то hell you to do. Он прочитан псином. Вот насчет ябра я даже вот без понятия, где он может терпеть. Где-то на дальнике, наверное, катается. Но либо где-то застрял, что... Ну, даже не знаю. Не знаю. Что, он застрял? Ну, что-то типа того. Блять, нахер вытолкнул, сука. Ладно. Так, а что там у нас с памятью вообще на компе? Так, надо остановить запись стрима, иначе мы его не нарежем. Так, он в гуслю шьет, ну и все. Что прочитал? Я понимаю, что он шьется в гуслю, но, блин, в некоторые углы такие смешные, просто пиздец. Dungeon мастера мне дали. Достигнул ранга Dungeon мастера. Так, хорош. Нам еще чуть-чуть и будем разменивать на серебро. А я пойду почитаю коммент. Багладит, здорово, я с тобой. Здорово, братан. Здорово. Так. Boy Next Door, здорово. Как тебе рабочий день в Гаче гейминге на фестивале Симен, фестиваль. Масло можно было натереть колеса и старшину. Блин, короче, прохерить эти вот комменты в ВК Play. Что я скажу? Надо там тоже иногда страницу обновлять. Кидалова рыгала. Так. ВК 39 лайков. Где работаешь? Ну, можно читать в танках и у себя в конторе менеджером маркетплейсов старый. Так. Так. Какое железо? ПК. i5 на 12400, по-моему, 3050 видюха. На 550 блок питания. 1 терабайт SSD. Оперативы... Я, честно говоря, забыл. Либо 2 по 4, либо 2 по 8. Короче, я забыл. Ну, достаточно оператива. И я не помню, какая DDR3 или DDR4. Ну, по-моему, наверное, все. Сейчас мы доедем до позы. Семен, привет. У тебя трусы желтые. Смени на новые. Стыдно же воняет. Василий, здорово. А это не желтые, а леопардовые. То есть там не только желтое, но и коричневое есть.
50Б ждет. Блять, я очень дерьмово поехал. Очень. Мне еще и перекособобило, а ему все равно. Ладно, тогда. Ну, я запорол выкатку здесь, если кто не понял. Пошел нахер. Кази делал. А сейчас будет тест бронирования. Оп. Давай. Поехали дальше. Ну ты, сучка. Ну ты и сучка. Куда он пробил? Хотя и ни одной дырки, как обычно. Многие скажут, Вячеслав, лишь бы на дырки посмотреть. Карточка по мне. Вот, охуел, отсюда. Интересно катается, конечно. Да, и ему 277 не просовывает. Зато 50 бег просовывает. Мне в дальний каток в самый, сука, край. Он как будто бы хочет, но недостаточно. Пусть смешно, если мне сюда арта закинет, как бы вот эта херь, все дела. Грязные ублюдки. Маус, ты чё, ты чё? Маус, ты чё, ты чё? Блин, концепт в очко. Как вы заебли, ёпта мать. Ну, это начало Камчата, что я вам скажу. Кабачкового. Нам надо срочно достреливать здесь все, что мы можем. Потом, скорее всего, придется сворачивать гудок. Походное положение. Ой, красота. Ну, пошел в жопу, кончик. Да, на изи спокойно пробил, видимо, ВЛД. Да. Ну, будем теперь так пятку досматривать. Ну, вот концепт здесь все обосрал, просто взял, заехал. Да, тут уже все было решено. Рина ублюдок только сейчас доехал. Какая сыкливая пизденка, ёпта. Ну, рандом, да, вечером он такой еще сумасшедший. Днем поскромнее намного. Мышь. Какая-то мышь летучая тут. Вот, hell you boy. Просто едет его, заплевывает там в спину, да, и по бокам. Так. Я не дочекал комменты в группе ВК, после каточки сейчас дочекаем. Вот, чуть-чуть осталось. Союзники почти закончились. What the hell, you boy?
Это вот респ можно считать соснулым, потому что здесь вот отыграть очень сложно с этой стороны, с той проще. И за счет этого они как будто бы чаще на гору заезжают. Ну да ладно. Так. Сейчас тоже играть буду. Встретимся в рандоме. Маст 6. Договорились. Апгрейд железа когда? Покажи коричневое на трусах. Давно стримишь? Стримлю часов 7. Ну 2 года стримлю. 2 года. Или 2 года, я не знаю, как правильно. Ну, короче. Долго. Так, спасибо за 39 лайков в ВК. Конечно, надо запомнить, ВК Play тоже надо перезагружать, потому что работает дерьмово. И спасибо за 13 лайков на ВК Play. Так, личный стример, но. Так. Здесь мы все почекали. Ну и ладушки. Спасибо, кстати, за 32 лайка. На ютубе. Погнали дальше. Ну вот так вот мы вежливо и плавно дожили до вечернего стрима. Без затей каких-либо. Так, это же плюс скорость сидения. Ну окей. У них на Фентрагере Юлианна играет. А на арточке Сабзиро. Так, ну поехали на центр. Хер бы с ним. Там разберемся. Сакзира. Ох, шлепнули. Шлепнули по попе. Да уж. ББХи в 300 пробойчика не хватает жмануть в ЛД сверху вниз. Ну что ж. Ай. Fuck you. Как с ними бороться? Конторы еретиков. Не вылез. Не вылез. У нас тут есть танки, которые могут пялить. И, кстати, тем более могут проехать, но они почему-то не едут. Сакзира. Там девчуля на Фентрахе не может без приколов приехать и наказать меня. Заигрался. Мерд. Да уж, неудачно опять наехал на мусор и поймал его на лбу. Я как будто бы здесь и не хочу выкатываться. Сакзира. А, нихера себе он замансил. Красавельчик. Я думаю, это случайно получилось, но вышло ничего.
I want you see. Лаша Тонбай. Ой, как хочет он. Не дождался. Do you like what you see? На. Альфа не прошла, дед соболезную. У меня у самого прошла альфа, как у деда, честно говоря. Вам надо понимать, что это немного. Блять, я хочу эту жопу. Я хочу эту жопу. Шотного доверяй. Туда залетает ему. Под гребень, да? Красава. Красава. Чуть пушкой не закрыл. Скилловичок мамкин. Я у мамы скилловик. Стой. И сейчас тоже чуть не зафейлилась в Элдом. Эти вот пролагивания смешные. Именно во время выстрела вообще. Это что за дерьмо такое? Хорош. На удивление, дед, кстати, надонатил хп целую кошелку. Ну, сейчас буду я донатить. Нам. Ну ладно, разок-то я могу позволить себе. Один раз, не 3-2 раз. Как бы вот и все. Не, слушайте, можно ехать за ним прям. Давай, скидывайся. Пудель, я плачу. Я жду тебя на танцполе. Надо было раньше этим заняться. И группа захвата за щеку приехала. А у деда хп есть. Дед такое прощать не будет. Да, дед что, прям поехал? Деда будут наказывать. А деда будут наказывать. 62-ка там приехала в жопу. Ну это смешно. Угу. Ага, ага, like it. Хорошо. Хорошо. Сколько мы там боев сыграли? Надо поинтересоваться. Наверное, штук 50 точно есть. Пятьдесят 57. Кстати, даже улучшили сессионку. Сессионка у нас была нищая, а сейчас она чуть выше нищего. Чуть выше нищего. 56 каток. Нам еще играть. Ну ладно, хотя бы где-то горизонт видно. Я сейчас пойду отолью, и мы продолжим КВН. Ты будешь сегодня 3 пытаться... Ну, я думаю, да, надо попробовать. Ну, до 10 доиграем, если получится, значит получится. Да,
Кот что-то спрашивал. Так. Так, значит. Ну, я погляду. Я поглядываю за комментами. Да, почти на чеку. Откуда сам? Из отцовских шаров. Можно на Трова прожать очередное оповещение. Уведомление. Мгм. Так, хорошо. Хорошо, погнали дальше. О, ну естественно. Ну естественно. Без вот этих вот, конечно, да, систем залпового огня так все смотрит. Лысоватенько. Ленусик 18. Мы с этим шайтаном одни на фланге. Вот говно. А, у них краны, видимо, на той стороне будут. Ну, ты же хочешь. Это гей-барики. Ты парень ждет. Ну-ну-ну. Хорош. Ну, не в НЛД улетело, да, но зато зашло в бортик, да еще как. Естественно. Господи, а кто вас учил? Ну, это пиздец, конечно. Ну, 60 ТП танковать от борта, такое дело неблагодарное. Хорош, в полку дал. Точнее, не в полку, но вы поняли. На раскачке подсунул. Отравленный дик. Два 268 в жопе у меня. Бля, какая хуйня. За будку телефонную. Иди нахер, хорош. Very good. Слушайте, мне там еще СТшка помогает. Отлично. Господи, я наконец-то нормально потанковал на этой бебре. Да, без гачи эксцессов. Без гачи эксцессов.
Ну вот это, конечно, пиздец. Можно было куда угодно ему скидывать, но я почему-то выбрал именно ВЛДу. Ну хотя не так уж дерьмово смотрелось, да, просто не полетело. Просто, знаете ли, не полетело. Дробина скелет. Во-первых, он должен был быть здесь. Вот и Дон Пудильон. Вот и Дон Пудильон. Нереально попасть. Да пошел ты нахуй, господи. Ой. Первая гора пробить, я уже не могу его пробить в эту ВЛДу, блин, и до этого куда-то полетело. Там арточка где-то терпел. На арточку накажем, ничего страшного. Ничего страшного, что шотный, все равно кто-то же должен пиарить. Говорят, один знакомый, ну не знакомый, но, короче, знакомый. И этих, как его, и толстушек тоже ебать надо. Что вы думали? Это ментов на инструктаже инструктировал. И страшных тоже ебать надо. И толстушек. На 155 играют жирные подпивасы. Не верю, что там правда Ленусик. Ну почему? Такой танк достаточно женский. Франция, все дела, большой калибр. Обмениваем. Хорошо. Хорошо. Знаете что, как-то лучше не стало. Мы за сегодня столько слили серебра, судя по всему. Лям, ну полтора, да, мы примерно столько и слили за сегодня. При комментарии посмотрим. Спасибо за 34 лайка на основной трансляции, ребята. А также спасибо за 6 лайков на короткой. За 13 на ВК Play. До 13 на ВК Play. И за 39 во ВКонтакте. Come on, let's go дальше. Растаман 52 у них. Понятно. Ну норм, слушайте, мы с такого днища стартовали и уже что-то такое более-менее внятное. Да, достаточно высоко находимся. Но я сразу скажу, скорее всего, вряд ли мы вот так прям запрыгнем. На 95%. Сейчас попасемся. И как бы и вот. Там главное удачно жертву здесь найти. Да. И беречь пукан. У нас здесь вся команда, можно давить.
А это что такое? Ты чё, ты чё? Я тебе чуть в дом не дал. Вместо этого джеброуни. Лежерхеда. Хорош! Ну, во-первых, он будет меня хитерить теперь. Районный Лежерхед. При галстуке с портфелем. Блять, естественно, господи, все зеленое на танке, просто все зеленое я даю в каток без урона. Да, видели, конь реально согрелся. И этот тоже согрелся. Интересно. Я хоть чуть-чуть поворачиваю, мне сразу же засовывает в каток. Вот они рвались, теперь продрачиваются. Я в труп засунул. Нахер вы так ехали тогда? Девственники. Девственник Тим. Опять по мне будет. Я не помню, жопой стоит. Ну жопой сильно не постреляешь. Да, Маус? Лениво начал Камен. Ну стой. Ну стой. Остановитесь. Прикольно. Он, видимо, за подружку свою отомстил мне. Дал. Блин, ну вот это БТРчик. Вот это прям весело. Мы, конечно, их... ну, они как бы не оказали сопротивления, но это было... Это было интересно. Прям так проехали без остановки, да? По мне. Просто пидорасы грязные. Грязные. Ладно, конь меня хитерил, но я понимаю за что. Артовод это просто адский ад. Блять! Я думал, здесь нормальный съезд. Я прохерил этот моментик. Разбил морду. Будем знать. Бляха, ты посмотришь или нет, что я тебе скинул, Ну шо вы тут хитерите? Сквиртослав, Артем, здорово. Здорово, родной. Так, а что ты мне скинул? Ты в личку мне скинул или нет? Блин, у тебя ввелось, у меня не вводится ни хера. Пароли эти свиные. Чего, блядь? События, товарищ инженер. 750 самых везучих. Ты охерел? Без пантеру вывел? Ну, fucking bitch. Fucking bitch. Танк реально крутой. На всякий случай осуждаю. Так, ну шо вы тут хитеритесь? Так, это мы посмотрели. Там посмотрели. Так, Артем что-то скидывал. Ну ладно, смотреть не будем, мало ли там какой-то. Мало ли там беспредел. Кружки охуенные. Так. Так, я тебе в ВК скинул нормальный мужика. Ну давай, ладно, я гляну. В принципе, мало ли что там. Мало ли что там. Киборг-убийца. Нихуя себе. Мужик на бутылке сидит. Он, походу,
Знаете что, он сел на бутылку, она вошла в него, и у него настолько мощный гудок, что он им сдавил на нужной высоте и сидит. Вот так вот. Вот такой вот уровень прокачки, ребята. Ребята. Кстати, в мономобиле у меня показывает, что у меня аж 37 лайков на этом группе ВК. Отставить на ютубе. Ну да, тут 36. Мое почтение. Мое почтение. Машина разбита. Господи, когда уже доберете его? Он там еще мансит, что-то ездит. Просто стреляй! Даже на нее смотрел. Районный лыжер. Привет. Да уж. Ну, хер бы с ним. Забрали, так забрали базу. Судья, давай, Сагдик. Уровень скилла этого мужчина намного выше, чем мой скилл-то. Он намного выше, чем, я не знаю, чем у Волочковой скилл эти на шпагат садится. Come on, let's go дальше. Киборг убивця. Слушайте, а поехали направо. Там мы хотя бы продавить что-то сможем. Какие поносные гусеницы, ё-моё. С деревенского туалета выехал. Тут босс качалки, кстати, заходил, Артем. Ошивался на стриме тут. Ошивался на стриме, скитался по рукам. Все как обычно. Как тебе новая карта Камчатка? Нормально, нормально. Это как раз таки такая карта. Я периодически рассуждал, а там какая карта, на мой взгляд, заебись будет. И вот Камчатка, честно говоря, один в один, как я рассказывал и прояснял. Просто один в один. Типа вот такой карта должна быть. Вот теперь посмотрим, Гачеслав был молодец или присел на хуец. Да. Ну там бои, кстати, надо признать, побыстрее, чем на других картах, по моим наблюдениям. Привет, Андрей. Ну где ж ты, fucking bitch? Ну, обними меня скорее. What the hell you doing? Ну, пизданет мне или нет? Не пизданет. Ждет. Бля. Да уж они как тараканы расползлись, и вот мы теперь не накапаем ни в кого.
О, я уже думал, слишком идеальная тычка, стопудово в землю засуну. Где-то еще курочка, ПТшка была, да? Ну мы, значит, так просто не ворвемся в снежную зарю. Объективно говоря, вот оттуда нам могут кабачков надавать по акции. Да, вот реально, с той стороны прожимаешь, вот это все можно выпяливать. С этой стороны перед тобой поле и кабачковый крах. Одно из двух. Либо поле, либо кабачковый крах. Оттуда меня пироги чекают уже. Это ебранчик. Мальчик-ебранчик. Fucking nice S твоя. Ну ладно, пальма вроде уверенно стоит. Так, мусорка на Чехе вон там. За мое очко. О, на поляке. Я всех путаю, сука. Спасибо, родной. Если там была песня, надо будет... Ой, хорош. Опять этот еблан. Охуенно. Ой-ой-ой. А, там ТВ пидор. Блять, это дерьмо здесь, сука, я его вообще проглядел. А хули он тут забыл? Блять, ты... О, и ТВ пидор. ТВ пидор отсюда без засвета, прикиньте. Дочка схватила палку и начали бить вдвоем. Потом успокоились, поели, попили и спать завалились втроем. Это еблан? Чпокнул маму и дочь. А бобус мой почти. Теща пришла в гости. Так, Олин сказал, это видел старый московский отшельник, баклажановый туз, жаждет кабачков. Ну. Босс стал одиноким волком. Сказал, разошелся со своей мадам. Босс все-таки нашел себе мужчину. Просто его скрывает пока что от нас. Бля, какая хуйня произошла, господи, ты пидор. Он здесь терпел все это время. Вот чем ему еще было заниматься? Он вот почти весь бой здесь просто стоял. Сначала поехал туда терпеть, потом здесь стоял за углом. Чепуха. Чепуха. Ладно, мы хотя бы насветили троху. Это не более чем утешительный приз. Продвигаю Светлоликого на этом канале. Красава. Похож на этого, на Плющенко. Ждем его в шоу на льду. Потому что я, короче, очередную катку, ну, получается, зафейлил, да, потому что если бы я пассивно доиграл, все было бы в порядке.
Просто выиграл, просто выехал, просто ебнул. Все. Все. What the hell you to doing? Мне кажется, из Е75 можно было бы сделать охеренного ТТ. Именно 10-го левела. Не пихать его в ветку Е100, да, можно было на 9 левел поставить танк с корпусом от Е100, но с башней от Маус. Ну и там кое-как поиграть с ТТХ. А вот из Е75 можно было бы выстроить охеренную десятку. Просто залепить ему кучу дырок всяких. Да, там и НЛДУ в том числе. Был бы крутой танк. Ну, это хер бы с ним. Плющенко в разрешении 240. Это Плющенко. Ну это же Плющенко, ёпта. Как помолодел Плющенко после Олимпиады кого там? 2004 года или где он там перемог? А, он даже в 14-м, да, вроде выступал. Блин, реально, вот на Олимпиаде 14 года, наверное, был некоторый пик современной России, да, в медийном там плане и в каком угодно. После чего начался просто пиздарез по всем фронтам. Взялись конкретно за жопу русичей. Босс не признается, но по секретным данным с мадам они разошлись, потому что босс качалки стал квадробером. Воет на луну по ночам, вместо того, чтобы делами заниматься. В 18 году еще норм было, ЧМ всем понравился. А, ну да. Вот, ну и к тому, что напихали же санкции, всякое дерьма, и потом начался пиздарез. Ну да, кстати, чемпионат мира был very nice. В 914 году, но дальше все пошло не по плану. Этого пидора сейчас прикончает. Хорошо. Я уже думал, нет. Если бы он зафейлил тычку и проехал бы мимо него, могло случиться непоправимое. Бля. Жестко пробот. Пошли комменты смотреть. Тут подзавис на катках. У меня уже глаза в кучу, блин. Просто в кучу. Во, реально, слушайте, каждые 3-4 часа меняется полкарта на серваках, прикиньте. Вы представляете? What the hell you to doing? Не знаю, что смешного, вы пока не выкупаете, но быть квадробером заебись. Да, никаких забот. Жрешь чапи. Ебешь собак. А вот ебать придется собак. Устроился на работу квадробером в салон Панина. Что из этого вышло?
Вы пока не выкупаете. Блин, это круто. Это реально смешно. Пока что. Пока что вы не выкупаете. Но быть квадровером реально заебись. Сука. Ай, бля. Ну что могу сказать? Ой-ой. Квадробер. А повеселей. Fuck you. Ебать, мы начекали вазона. И чуть не начекали тычку от арты. Нужно просто вовремя напистивать попец. Ко мне арта прислал. Не в него, да, в него-то он легко мог попасть. Кидал специально по мне. Потому что собачий гудок. Не, это мы не осилим. Капец, он настолько не боится фашиста. Вы пока что не выкупаете. Блять, да как вы заебали, так? Вот он когда выстреливал, я еще не подставлял каток. Он выстрелил, я пока довернул, все, он мне пизанул в каток. Какая мерзость. Вы пока что не выкупаете. Это охуенный рофл. Давайте я другому лаку пойду, а вы сами тоже заживете. Речь, грабь, в общем терпение. Ой, родной, здорово! Здорово! Но мы тренируем терпение в танках. Спасибо, пупсик. Stick your finger in my ass. Знаете ли. Ой, тут будет крах. На кабачкового масштаба. Ему надо именно Вадик. Слушайте, а что такого? Почему он не хочет меня? Get your ass down for me now, boy. А что это за день торговли? На бульваре, slaves. Нет, нет, не в ту кепку ты стреляешь, папаша. Алешенька. Не в ту кепку ты стрелял, Алешенька. На что у него это не складушки. Гачные. Ну это пока ко мне Вадик в очко не заехал, я шутки шучу. Он без трансмиссии катается. Походу раскритиковал. Где вазелин вот этот? Меня интересует. Гачное рандеву. Поехал туда в очко, а мы поедем к Урина Чертонте в очко. Что из этого вышло? Да, ну, потому что все равно катка сливается, и надо понимать, что настало время настоящих мужских решений. Блять, он вкатил туда. Он, блядь, был готов. Ну ты ебаный шашлык. Он был готов к тому, что здесь буду я. Отлично. Ой, артоводы, свиньи. Свиньи, мужеложцы. Ладно, кое-что танканул. И тараном 77. Понял.
Понял. Он снял 4 хп мне, да, я ему 77. Капец, у нас одинаковая весовая категория получается. Да уж. Да уж. Эксп, низкий поклон. Здорово, родной, огромное спасибо за косы. Спасибо, что заруливаешь Гачислаеву. Уваживаешь своим присутствием. Лубидап. Лубидап. Так, читаем комментарии. Можно в метро ласкаться к телочкам красивым и ноги, да. Именно так. Именно так. И мусоров обоссать тоже можно. А быть квадровером за БС, жрешь чапи, лежишь яйца, хозяин. Ну, название для шорца. Вячеслав и нападение квадроверов. Да. Да. Ёпта. 3 хп. 3 он нанес. Он не фраг сделал. Просто кто-то подтаранил гражданин. Леха ехал весь бой через зелень, 0 урона. Сколько выстрелов? 2. Блин, вот у Рина Чертонта была нормальная тема вкатить. Единственное, что я не учел то, что он поедет сам вперед. Потому что команда уже закончилась. Команда-то уже закончилась. Спасибо, друзья, за 37 лайков на ютубе. Вот так вот. Вот так вот. Так, Листопад, здорово, хотел поставить лайк, но понял, что стрим идет с утра. Удивился и стал горд за тебя. Благодарю. Все ради нагиба. Да. Алексы в рандоме должны терпеть 24/7. Спасибо за 14 лайков, кстати, на ВК Play. Так, это мы посмотрели. Ну, на тролла активности просто... Ну ладно, один человек есть. Мое почтение. Тролла встанет с колен, но потом. Как и короткий стрим. Да, и спасибо за 40 лайков в группе ВК. What the hell you to doing, boy? Кстати, не мешало бы узнать, какое сегодня число. 10-е. Хорошо. Фух, бля. Гачиное, бандекс, пати, дип, фингер, стейк. Слушайте, а поехали налево. Понюхаем, как там дела обстоят в качалке. Вот уверенный в себе мальчонка до 9 левел качать поедет. Но на ЛТХ видно. Ну, не мне стрелять в этого мальчонку, да, ну потому что вот я пока морду развернул, меня засветит и опустят. Как на зоне, да, поскольку под шконкой не прячься, увидит и опустит. Сразу же. Как бы вот меня отсюда ЛТХ не увидела. И мы, кстати, едем втроем. Это означает только одно. Во-первых, там толком нету народу, а во-вторых, здесь их будет овер много. Овер много. Да, ну и с вертухи не надо было стрелять. Ну ладно, видимо, в него все равно невозможно попасть, поэтому хер бы с ним. С килловикам у нас везде дорога. Наконец-то. Куколди дальше, браток. Он решил слиться. Хорош.
Гопота здесь. Налегке подсовывает в НЛДу. Да ты охуел. Найс. Не, во-первых, было изначально понятно, что здесь будет херовая гора. Я тут как бы не поспорю с вами, ребята. Под трусиком. По трусикам ему скинулись. Давайте откатим. Ой, блядь, точно, сука. Мусорка эта ссаная. Она сзади еще никого. Да, я это рано его не добрал. Ну ладно, хер бы с ним. Короче, здесь было понятно, что здесь будет шайка, и по-хорошему надо было разворачиваться. Вообще. Вот, у нас здесь уже были все пацаны и ничего не находили. Да, нас было трое. Если вас мало на фланге, стопудово у них будет вся шайка здесь. Так. Все комменты посмотрел. Хорошо. Хорошо. Гачиная банда, кстати. Дипфингер, стик. Ну, пацаны, вот прикиньте, два тяжа топовых, они на полном серьезе стоят и просто терпят. Здесь, ну, никакого сумасшедшего сопротивления нет, просто едьте, давите, все. Все, там вся команда у них, они стоят, ждут. У нас, если что, база вот здесь, которую надо зачищать. Абсолютно. Абсолютно. Сколько там онлайна? 200 тысяч. Тут. Растерзали. А на что, вот честно говоря, рассчитывала мальчонка? Здесь стоишь, тебя видно, вот, смотрите, вот оттуда, да? Смотрите, вот на стрелку. До Седова. Вся карта видит. При том, что у них танков здесь нету, соответственно, видит вся команда. Потенциально может подсунуть. Ну, профессионал. Ну, профессионал. Наберите топса. Да уж. Ну да ладно. Гачное рандеву. Фейерверки. Естественно. Пацаны не подъехали на катку. Ой, бля. Ладно, хер бы с ним. Уже 88%, бля. Вот так вот. Вот так вот.
Ну, погнали. Слушайте, а 3 арты? Я в гейбойницу не поеду. Гейбойники, гейбойники. Стик-код. Тоже вроде удалили с этого песни это. Потому что они, короче, терпят доехать быстрее. У меня же реально глаза в кучу, блин. От танков. Я прям даже проморгаться не могу. Стыкайло. Стыкайло. О, здорово. Красен. Подловил, подловил. Еще и бабаха, ёпта мать. Хорош, хорошо полетело. Ночное рандеву. Бат там поехал. Вежливо. Видели? Я видел. $300 пробой. Я еще думаю, я не зарядил кумуль, но думаю, ладно, хер бы с ним. Ну, неужели, типа, 300 пробить, он еще так ровненько выкатывается? Неужели не хватит? Ну, другое дело. Сука. Он, кстати, даже не выстрелил, это хорошо, это добрый знак. Стреляй, стреляй. Мне надо понадежнее носить урон. Да, так что можешь разрядиться. Собачий король. Разряжайся, собачий король. Жмыхнули. Ну все, здесь мы уже допяливаем мужиков. Да, естественно, по мне. Ну, ясен хер. Ну, ясен хер, да. Пацаны вкатывали, никого не трогали. Как только славянин чистокровный выехал, все. У нас на базе С, пол. А in S-пол белый песок. Кстати, вода вообще не замедляет здесь. Лишь местами. Дует теплый семен в лицо. Даже можно эйнал коснуться рукой. Там вот настреливали в него, честно говоря, наверное, моя очередь пришла. А не пришла. Сука, и не загуслил, отлично. Буду очень. Ах ты, сука, ёб твою мать, обычным подколом. Ой, бля, какие пидорасы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Леха, ну ясен хер. Свиной дик, блин, ну это смешно.
Просто смешно. Ах, ладно. Ладно, короче, одну тычку не додал, получается. С первой тычки подпал, у меня улучшена как его, экспериментальная оборудка, да? Которая хп дает больше всяким модулям. Соответственно, меньше вероятность подпала и все такое. С первой тычки, прикиньте, если бы я катал просто с закалкой. А Вову спасибо. Крестный отец элитных кисок. Спасибо за 37 лайков, пацаны, на основной трансляции. Так. Мистер Момин, здорово, привет, брат. Крутые шорты, благодарю. ВК-плей подзалагало. Клыкодайвер. Бля, Плющенко ебнулся совсем. После Олимпиады 14 года Плющенко полностью ебнулся. Ну, припев мощный. Кроме шуток, припев мощный. Нихера себе, но это хит. Но это реально хит. Некоторые такие музыкальные ходы. Ёб твою мать. Вот и видно, да, они все едут сюда. Наша команда там. Клыкодайвер, кишкоблуд, БДСМщик. Неадекватно понимаю, к чему все идет. Они там сольются. Они вот эту вот шаечку все сольются. Ой, блядь. Я впервые слышу эту хуйню. Невероятно. Звучит просто невероятно. Они все еще не захотели поехать вперед. О, клыкодайвер. Как меня насветили, подождите. Не блондин. Не брюнет, не блондин. Оу, е. Абсолютно. Ну вот, чуть-чуть левее, да, мы бы ему засунули. Не брюнет, не блондин. Надо понимать, что это и не брюнет, не блондин. А лишь кишкоблуд БДС. Эх, сука. Ну это просто... Это, ну это... Блять, это уровень. Это уровень. Реально музыкальнее звучит, чем многое, что по радио играет. Да, ну смысл, как бы, понятное дело, что смысла больше. Не брюнет. Не брюнет, не блондин.
Кишкоблуд БДСМ. При галстуке с портфелем. А подтаранить? Знаете что, я, наверное, так же, как и он, заряжусь с такой же скоростью. Ладно, немножечко просчитался, но где? Ах ты, сучка. Знаете что, на нем реально лучше вообще не пытаться подрамбовать где-то. В моменте, как говорится, да? Не то, что много раз выхватывал вот в интимные зоны всякие. За то, что, ну, вроде как я мансил, да, но, ну, типа, чуть-чуть не хватало, и они все гениально ловят, я без понятия, как у них-то получается. Понятное дело, что скилловики, но мне кажется, для этого нужно что-то больше, чем супер скилл. Не брюнет, не блондин. О, значит, что он хочет? Он хочет. Не брюнет, не блондин. Кишка-дайвер. Вот эта песня, она реально, ну, припев сильный. Припев сильный. Плющенко молодец. Хоть и сошел с ума, да, после от славы, но вот это, конечно, да, это талант. Ректальный. Ректальных масштабов причем. Вроде подсыпал ему. Отравленный дик. Сука, он отъехал. Ну, пудель. Fucking bitch. Не брюнет, не блондин. Кишка-дайвер. Ты меня называла. Ну ладно, здесь как бы я нормально выстрелил, да, только что мне не разрешили пробить. Ему дохует в морду, и он резко поехал вперед. В землю! Да пошли вы нахуй! У нас хотя бы был блайнд, да, но если что, мы тут могли нормально дать. Ну, 268 это косорылая шляпа. Кстати, обычный 268 такой же косорылый. Рад, что тебе понравилось. Это и мой любимый трек. Светлолика. Трек крутой. Трек реально крутой. Ну вот видите, поехал, продрочился, настрелял. Продрочился, настрелял. И не брюнет, и не блондин, кстати, если что. 63 боя, ёб твою мать. Ёб твою мать. Не брюнет, не блондин. Да, Мурзик? Но есть вероятность, что мы реально часам к 10 возьмем трятник. Прикиньте, пацаны. Так, что там по комментам, кстати? Так, ну, все, комменты посмотрел. Не брюнет, не блондин. Здесь надо прям особо осторожно на этой карте. Здесь ЛТХи пялят, будь здоров.
Арточка закидывает мое почтение. Это и многое другое. Но главное, что арточка наказывает то еще. Сюда. Тычка хорошо полетела. Fucking bitch. БДСМ кишкоблуд. На бульваре. Слэйс без вертов, папаша, хорошо. Смотрите. Там Е-писюн делает тачдаун. Хорош. Не брюнет, не блондин. Сегодня уже ХП нет. У Макс Б это раздался. У нас дед здесь. А сколько у него ХП? Цена нагиба очень высокая. Цена такого качественного. Ох ты, бля. Ой, бля. Ой, ой. Опять в тайминг. Вот сколько можно, пацаны? Ну ладно. Не брюнет, не блондин. Аладдин. Аладдин. Не брюнет, не блондин. Прямое сюда. Еще один Е5. Боже мой. Сколько же этих поросят глупеньких здесь? Не сосчитать. Вот и Абабуса нашли. Отсюда, кстати, можно было давать в него. Какие они тайминги ловят? Просто сама, кстати, концепт не выставлялся ни раза. Ни раза. Я стою здесь, продрачиваюсь. Что за херь? О. Да, папаша. Критический урон. Один вопрос, как? Там дырка и критический урон. И, мать его, критический урон. За ваше здоровье. Сюда рта И за прокидывает. мое очко. Эти пососу. Я еще приехал, меня шишка не опускала. Не брюнет, не блондин. И четвертый больше не поедет. Ты кидал на прогиб всех своих врагов. Ты ноздрями вдыхал из протрещенных трусов. Приходил как волк, только без Пластика не за день камера. не вставал на красивых волчиц. Ты долбился в кишку и глотал шляпура. Ой, хорош на свет. Вылезали глаза. Ты смотрел из-под яиц с обосранным лицом. Твои предки в гробах стучали кулаком. Ты смотрел из-под яиц. Блять, кошмар какой, но круто. Бля, как же я ру. Этот бой точно в нарезку. Какой? Пошел нахуй. Хорошо. Какие вы пидоры мерзкие. Мерзкие, грязные пидоры. Сюда! Блять, теперь надо как-то зажить. Не зажил. Не знаю, чем мне занимаюсь. Е5 вон там снайперит. Пойдет плюс 0,5%. Зубами щелк. Ты вот эта катка, она не будет в нарезку, закончилась селф-хейт память на компе, и я отключил запись. Зубами щелк.
Спасибо, родной. За 269, по-моему, если я не ошибаюсь. Хапанул по сиське. С обосранным лицом. Lestoslaves.com с обосранным лицом. Он стрелял ему в маску, между прочим. Ему вроде на сиську дала, чтобы туда стрелять, он ему в маску дает. 3 отметки у человека. What the hell you doing? Птички сумасшедшие, да, залетают пацанов. Гачи кошмар. Просто гачи кошмар. Вздернули. Вот и сказочки, конец. Приседаем нахуец. Да, ну ладно, мы, по крайней мере, пропались, самое главное. Самое. Господин Раскрос с работы придет. Она даже доткнул, что я весь день, не поднимая очко, стримлю. Ну ладно, она по мне еще видит, мне, наверное, будет колотить, как свинью после стрима. Так. Так, аноним, мое почтение за 269 рублей. Так. Под зал уже творог собрался. Ребята. Плющенко ёбнутый на голову дебил. Просто ёбнутый на голову дебил. Ронгвей, здорово, пудели. Несомненно. Несомненно. Сейчас мы дочекаем комменты. И дальше в бой. Спасибо за 40 лайков в ВК. Мое почтение, господа. И за 38 на Ютубе. Такого не было с прошлого Нового года. Да? Ну, не Нового года, а просто с того года. Так. Под залупой творог собрался, ребята. Вот они, настоящие мужские проблемы. Да? Ой, блядь. Блин, а когда-то дверь в этот портал, да, говёный и ёбнутый, пробили мемы зеленого слоника, да, первая гора песен всяких мега охуенных, между прочим, особенно, это, наверное, любимый кавер, это Металлика Кукловод, если переводя на русский, да, вот под зеленого слоника сделанное, блин. А потом и нахлынула гача. Культура, и Плющенко сошелся. Блять, это просто пиздец. Это просто пиздец. Ты когда награды за ВК-плей обкашляешь? Не знаю. Не знаю, видимо, не сегодня. Но у нас на карандаше этот вопрос. Вот, там предлагали вроде взвода сделать на ВК-плей. Ничем мы такое слепим. Так, бля, я весь стрим как Джокер сижу, у меня уже скулы. Эх, ребята, ну вот куда ты лезешь? О, вот это реально мое, кунь. Ребята, ёбнет мне врага, да, а его не пробьем. Давай ты еще сюда лезь. Гудок же не резиновый. О. И он, блядь, реально ему надо. Вы ёбнутые дебилы совсем? Смотрите, куда... Ой.
Я играю в городе. Вот место для тяжей, где можно танковать и хрустеть броней. Пизда, пизда. Он мне фугасом. Мне сюда и бочат закидывает, и 2.6.1. И 2.6.1. Папаша хотел стать третьим в паровоз. Он, кстати, и стал. Пиздец. Мне фугасом, во-первых, на 500 почти дал. Под пушку. А либо в НЛДу. Блять, мы весь этот творог не разгребем вообще просто в жизнь. Похрустели броней. Какой аноним? Это был я. Там написано аноним просто. Ставропольский чупа-чупс, мое почтение, Аркатик. Мое почтение. Блять, меня здесь начекали. Тут ебур, походу. Передозировка творога. Я сдохну. Ребята. Творожковый инсульт. Творожковый инсульт. Ребята. На, сука, почти. Почти. Творожковенький инсульт на бульваре. Слэйвс. Пошел ты нахуй, блять. И арта по мне сразу же. Две. Пидорасы, просто пидорасы. Не спрятаться, не скрыться. Я в него стреляю, попадаю в ЛД. Ребята. Просто ребята. Да, норм, танки уже на 3-й бой мастера. Им бляха воина не дали, я тебе там скрински... Хорошо. Вот там заказ трека, заказ танка, ебани. Кстати, да, вот заказ танка, да, предлагали. Только еще катать будешь. Только еще или какой... И какой сервак? Я буду до 10, сервак номер 1. Бля, чувак 2 раза без клипа задонатил. А ведь мы могли еще 2 песни Плющенко послушать. Плющенко заебал. Блять, а есть, короче, видеоряд, где Плющенко танцует? На льду. И песня-то в долбоева. Ой, блядь. Кошмар. Просто кошмар. Это кошмар, ребята. Пиздец, я пойду высморкаюсь. Творог собрался в ноздри. Ребята.
Пошли покормить тебя. Пойдем? Все, я высморкал творог. Госпожа как раз пришла. Ребята. Так, бля, надо до первой ВИН информацию донести, чтобы они организовали прокат Плющенко светло. Да. Так, вот, поехали на 6-м серваке. Пошли на 6-й сервак. А ты что, задонатил? Спасибо, родной. Не задонатил, но ты смарт-эс, конечно. Как раз РО1 перегружен. Ты сейчас поедешь или потом? Ой, ребята. Он хотя бы творог высморкал. Спасибо за 39 лайков. Так ты сам лупишь шорты? Конечно. Каждый день. Вот зачастую даже в 7 утра. Ну, здрасте. Как житуха? На работе ЗБС было? Да, ну хорошо. Хорошо. Ребята. Так, спасибо за 40 лайков в ВК. Хорошо. Короче, убывьте, если что, это... Напиши мне где-нибудь. В игре, короче, напиши. Как будешь готов. Только что насыпал ему, как раз ты позвонила. Да. Да, ты сама виноват, мне надо в домофон звонить. Ой, Это вообще трусами не тряс, правда, пацаны? ой, любой твой стрим открываешь, он везде в трусах. Если есть кто-то, кто торгует трусами, напишите, мне будем рекламировать. В смысле, реклама трусов деньги принесет в семью. Лишняя копейка, лишней не бывает. Значит, будем передом рекламировать. А есть свой мерч у Светлоликова, можно будем рекламировать ему? Я представляю, какими трусами торгует Светлоликий. Я такие, наверное, все-таки не одену. Черт, кажется, она что-то подозревает. Вряд ли. Вряд ли. Все идет по плану. В городе опять. В городе опять ни хрена. Как же его насовывают там. Ох, блядь, ребята.
Короче, туда плюнем, поехали дальше. Еще не занатил, завтра пойдет. Да, базара нет. Я так чисто спросил. Просто отходил. Вот, короче, напиши мне. Я ничего не готовил, Мурзик. Может зайти посмотреть, сколько у меня идет стрим. И все поймешь. С 10 часов. Да, ну Да. Да, я ждал этого вопроса. лучше поесть, мне что-нибудь приготовлю. Ну, потерпи троху, я после 10 в магаз схожу. Вместе подкрепимся. Ты сало съела? Молодец. Молодец. Творог можем купить. Будешь? Ой, на раскачечке могло случиться грязь. Могло случиться грязь. Даст ли он мне в эту щелку свою? Блять, вот тебе надо. А, ладно, все равно дал. Где же ты? Дай ты. Неужели... Ну ладно, наверное, вот эта сакура цветущая закрывает его. Глянись, мой друг. Кто первый засветит, ребята? Иди нахуй, господи, какой он кривой! Блять! Хорошо, что сотка тормозогла. Я ему подкапал, да, троху? Ау, 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 ау. Ой, блядь. Ну ладно, так хотя бы. Но в ты. Иди в пизду, господи, там... О, там в камень я засунул в какой-то. Ох, блин, вот если бы все тычки, которые сегодня спиздили, заходили, мы бы уже взяли 3 отметки и с пальцем в жопе бы сидели на диване. Да? И ели бы кабачковую икру. Кстати, команда закончилась, я даже не заметил. Это будет легендарная битва. О, я думаю, что эту легендарную битву я не вывезу. Иди нахуй. Ой, хорош. Теперь моя очередь, джеброни. Лежерхед, хорошо. Ну, ясен хер надо было вкатывать, потому что я, блин, без урона. Все дела. Все дела. Так, а вот банка с творогом. На свет, хорошо. Хорошо, ребята. Давай ко мне. Ну какой ты скотопес. Отлично. Отлично. И плюс был блайнд. Итого там 4 с хером. Отлично. Так. У него есть паспорт ООСД, а приходится есть творожок, но... Так, еще. Пиздит он тряс, еще и что. Приходится есть творожок. Где Слава? Слава, не знаю. Да, у него тоже, кстати, там изменения жизненные происходят, там на хату переезжает. Создать взвод.
Блин, а мы с тобой в Дискорде трендели в прошлый раз или не? Я не помню. Или так в игре? Кстати, Дискорд вообще жив-здоров или что? Дискорд. Здорово. А мы с тобой в Дискорде трендели или нет? Я не помню. Дискорду пизда пришла. А, ну и все, нахуй тогда Дискорд. Поехали. А его только в России жмыхнули или нет? Видимо, да, блядь. Блять. Погнали. Под залупой тур. В РФ Дискорд заблокирован. Шалеть. Шалеть. А есть смысл вообще VPN вырубать у вас или нет? Еще Турция сразу за РФ заблочила Дискорд. Кошмар. О, взял это повыпендриться отметкой. Ну, fucking bitch. Да, повыебуюсь маленько перед тобой. Но я на этом дерьме доберу отметки, потом на 430 сяду. С творогом разгребемся трохи здесь. Ребята. Я туда на центр поехал. Ну хорошо, я в городе буду. Их мало ПТХ, это здорово, значит здесь будет поменьше ублюдков. У меня уже 1000 суммы. А ты охерел, блин. 1500. Нихера себе, кто-то в ЛД ему улетело. Сбор творога происходит. Ясно, ему надо. Ему надо. Собираем творожок на бульваре Слевс. Блять, как же им везет, ебаный рот. Ой, да он стопудово неосознанно, просто жопой там точился, да? Так-то вы там вчетвером можете чифтайно просто обоссать, выехать. Можем. Можем. Но, наверное, это и не надо пока что. А он тебя заебал там? На меня нет. Ну и все. Слушай, вот здесь к нам сейчас в очко заедут, будет жопа. А, вы там чекаете, да? Все хорошо. Да, нормально все тут. Отлично. Слушай, давай подъеду. Может там Е5 где-то терпит. Мы его расшевелим. Я тоже подъезжаю. Ага. О, гниля нашел. У них 50Б просто наркоман. Ау, 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 ау. Гачное, бандекс, пати, дип, фингер, стик. Нах. Ага. Ро. Эх, бля, эх, ну красота. Меня снаряд спиздили. Wargaming. Е5 обоссым. Поехали. Подожди, я тут... Давай. Я там Вазик очком торговал.
Блять, от гриля все-таки принял, сука. Хорош. Отлично, и от гриля я не поймал. Найс. Жестко, да? Поехали, братан. Ай, не успел зарядиться. Ну ладно. 5К. Красава. У меня 4500. Так, конечно, есть VPN, но все. Блин, ну получается, если вот всякие доставки и можно просто завести телефон, да? Ладно, хер с ним, слишком сложно. Да, ну на компе, мне кажется, VPN можно вообще не врубать. Какой смысл? Просто не вырубать. Так, что там по комментам? Пошли быстренько посмотрим. Спасибо за 41 лайк на ютубе. Сейчас, минуточку. Минуточку. И в ВК посмотрим. И спасибо за 42 лайка в ВК. Так, все, я здесь. Поехали. Гачиной Орал Камчат. Фейерверки. Так, нормальные VPN платные, но для Ютуба и бесплатный пойдет. А бан можно и без VPN пойти. Тем более. Ты хер бы с ним, честно говоря. Вот мне, допустим, когда зода катаю... Бля, у тебя опять режим. Ага, привыкай. Но на самом деле много лошья в режимах. В некоторых режимах можно настреливать больше. Тут главное по полю долго не катайся, сразу в город едь. What the hell you to doing? Ой, Лёшка там едет по полю, ёпта. Бля, чё, как не попал? А я не пробил. Да, ну вот мы в город и просочились. Давайте голдеца, наверное, зарядим все-таки. Гачное бандекс спать помешает. Дип фингер стик. Сука, иди нахер, дерьмо. Ой. Ну ладно, в принципе, чё гореть, он первый стоит. Не должен думать о том, о моем комфорте. Правда, ребята? Творожковое рандеву. Фейерверки. Слушай, мы тут вкатываем по вот этой хуете. Может, присоединяйся? Давай. ГПТА просто в очко к пацанам заехал. Его с горы, кстати, не имеют. Блядь, не пробил.
по мне. Творожковое рандеву с Юша Тим. Блядь, меня 54-ка в очко закинула, прикинь. А откуда? Юша Тим молодец. Да уж. Ну, поехали. Аноним, ёпта. Блин, трубач жесткий. Поехали расследовать, где там 54-ка. Ну, это пиздец, конечно. Сильно не лети. Мы еще не победили, нифига. Я высвечу их всех, погоди. Фашиста видишь? Блять, какой тайминг. Сука. Вот весь день вот это еще херь. Все не в строчку, все какая-то шляпа. Мистер Шляпа. Там Центурион, смотри, может тебя в жопу засунет сейчас. Фош к тебе упал. Гачная банда кспати, дип фингер, стип. Хорошо пошло. С Фашом помогу. Хорошо, что не закрыл. Арту не пробил кумулем, пиздец. Там кобру все никак найти не могут, придурки. Он уехал вон туда аж. А нахер бы с ним пускай катается. Хорош. Ну все, мне пиздец. Да. Да. Ой, слушай, сейчас тебя может забрать тоже. Хорош. Так. Нормально. Такая хуйня. 2 поджога, оба с огнетушителями. Открутки не бывает. Ну кто сейчас огнетушками катает? Непонятно. О, придурок. Попал, блядь. Ты не пробил его, да? Пробил. А, 300 красава, возьму. красава. Я еще и бухой, блядь. Поэтому и попал. Ёбаные домики настроили. Не без вариантов там. Вот. Почти Да ёб рядом твою было. мать, прям над крышей, блядь. Ну. Пойдет. Пойдет. Чуть-чуть апнулись, но это, конечно... Нам бы пожирнее апаться, мы до 10 так можем не успеть взять отметки. Пошли комменты поглядим.
Ну, поглядели. Поглядели. А что, кому-то вслепую подсунули? Вот так вот. Вот так вот. Слушай, тут вообще какие-то турбачи на РУ-6. На РУ-1 вроде попроще было. Хотя, может, что взводом так играем. Вечное рандеву. А. Два мауса, окей. Окей, let's go. Поехали лево, прорашим. Поехали. Ну там, я думаю, раш не получится, там два мауса, надо их аккуратненько Ой, расшевелить. лево, право, вернее, право, право. Так поехали маусом хуярить, хера направо. Вот тут сборка, короче, Т3 турбина вот это. И вентиль и досыл вообще просто, блядь, божественно. Да. Ты без закалки катаешь, да? Нахуй она нужна, блядь? Там, ну, 100 хп прибавить, ну, что это даст? Ну, ремку, ремонт катков у тебя будет быстрее намного. Если в первой линии играешь, оно бывает очень нужным. Как сволочь последняя катается, ебр. Ну, вместо вентиля, в принципе, можно запихнуть. Ну вот я тоже, наверное, думаю. У меня боновые вентили и этот. Я проскочу сразу так вперед. Я тоже поеду, если пропустят. Пропустят. Я еще без инфы, наверное. Да, за БСМ. Блять, я высу... Я до тебя без инфы доехал. Как он мне, как же он мне на изи А, мне просто среднюю лобовую деталь дал. Ну, хорош. Альфа какая-то, говно. Ты не пробивает там? Пробил только что. Ага. Я просто не оглядываюсь. Вот так вот. 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 Вот Как он, такой вот. Вот как так он же вот. он Вот так торгует вот. охуенно. Вот так вот. Всем привет. Нагибательского стрима. Здорово, родной. Это самый долгий стрим на моей памяти. Да, и на моей тоже. Ну ладно, наверное, Я первый Новый год мы примерно столько стримили. Ну что, поехали теперь к этим придуркам. Я говорю, шотный. Я понял. What the hell you two doing?
Опять он с огнетушкой. Ну, пидоратина. Ну, если нахер на изи, он мне просовывает. Вот это тут я не рассчитывал вообще. Сейчас меня переебнут. Первого фугаса. Ну. Да. Ну, блять, это пиздец. Нихера себе. Я его без урона еще жмыхнул, прикиньте. О. Поехали 277, зарашим. Еду. Все. Выкарик у них какой-то смарт S, блин, с ним трохи плотно было. Хорошо. Я цепочку поймал. По идее, забрать должен. Смотри аккуратно, можно второе помочь ему. Все, я больше не выкатываюсь, я тут. Слушай, нам давить-то и нечем, у нас все без хп, кроме гриля ублюдка. Три с половиной у меня. Тебя чекнули или нет? Нет. Ну, тут маскировка 40%. Но меня на лампу не чекают тоже. Но теперь чекнули после выстрела, стерва стоит. Вычет МТ еще нормально валят, да? Может, тебя гриль чекал? Не, гриль, ты что далеко. Ну давай, котик, ты же хочешь. Сейчас стерву засвечу, смотри. Да, мы уже поехали все. Но походу нету здесь. Ну либо он за камнем сидит. Пиздец, меня стерва ёбнула, в упор, блядь, стоит и не зачекалась свинья. Бля, какие пидоры, ой, пиздец. Ну, типа, мне не хватило чуть-чуть, чтобы его зарентгенить. Я думал, что я уже зарентгенил, он ни хера не зарентгенил. Его просто трава спасла. Ай, блядь. Ай, бля. Страшилкин, мое почтение за сата. Да, у нас сегодня мега скандально длинный стрим. Возможно, завтра такой будет даже. Сейчас, минуточку, я вернусь. Сука, фугас не прошел. Бля, сейчас все сольем, ебану. Ебать. Да, ёпта.
Так, я здесь, я отходил. А меня ёбнула стерва. Блять, меня тоже. Кончу. Походу не дотащит катку это. Не-не. Леха 39. Гвар. У них, между прочим. Между прочим. — 4600 у меня. А у меня тоже где-то столько. А, у меня 4187 суммарки. Да, господи. Капец, вот СТРВ просто весь бой на базе оттерпел и вытащил катку. Ну там что, я не знаю, процентов 48, наверное, у него. Но... Он там и стоит, я предполагаю. Да, стопудово. Их обычно и ничья устраивает. О, едет. Так-то ему можно было покрутить его здесь. Это, ну, он фуловый, что он с ним сделает? Его долго не покрутить. Ему один раз тычку поймать и все. Сколько брони в этом стеклышке? Я сегодня не пробил его ББХ и ВЛД на Лихолуфе. Вот тоже куда-то туда стрелял. %5 за 1,5 часа. Я думаю, не получится. Надо, чтобы сильно нормальные катки были. Мусорка это грязно. Едет. Господи, сколько можно сводиться? Какой недоносок, господи, вообще. Ворта сейчас берет. Все, он сейчас отсюда не уедет. Ну, смотря где СТРВ стоит. А я помню на ГК, вот именно в такой же позе чувак катку вытащил. Каким-то хером в тайминг проехал на базу и оттуда там... Что-то у нас такое было, помню, вытаскивалось. Ну, типа, вот да, то же самое произошло. Что-то хотел сказать и забыл. Ну, короче, если у нас будет нормальный катки, может быть, а если нет, завтра у нас будет такой же длинный стрим, но на 430. Мы сядем на вот эту бебру, на ней доберем отметки, сядем на 430 и на нем будем потеть. Вот так вот.
У обоих по 6. Угу. Ну, второй, видимо, в ступоре вообще. Но для него, наверное, вообще поехать куда-то, это было уже что-то сумасшедшее. Офигеть. А, он в режиме заезжал. Ладно. What the hell you two doing? Эх, вот будет 3 отметки под пиво. Ну, тут мы уже не ручаемся. Я говорил 48. Профессионал. Я пойду быстренько комменты гляну. Ну, вроде как все глянул. Да, все глянул. Так, все здесь. Семьдесят боев. Кошмар. Че, право поедем? Ну, поехали. Я, в принципе, в городе постоял. У меня... А, кстати, я, наверное, в город поеду. У меня и шишка с правильной стороны. Я направо съезжу. Ну, хорошо. Гачной Орал, Камчат, фейерверки, кам. Да, господи, как он летит. Там в щечку можно было насовывать ему конкретно. Хотя можно было и в ЛД стрелять. Сколько их тут много. Аккуратно. Да ты надоел. Спасибо, блин. Скотозавр. Скотозавр. Вон. А херово, что мы не успели быстрее Вадика приехать. Учился вкат. Молодец, правильно сделал. Бля, я здесь один, походу. Ты сваливай, они сейчас перепушат вас. Ну все. Ну все. Как же он в щеку суется, ёптать, пробьет, да. Сбор творога.
Мне здесь, мне насыпь мешает выцеливать, прикиньте. Насыпь мешает собирать творог. Никогда бы не подумал, что у него настолько большая НЛД, да? Как же нелегко в нее попадает. О, нахер. Fuck you. Джебровник. Leisure Head. Тайп там хочет все еще. Тайминг уехал за дом. Я тут трохи постреляю на твою сторону. Если инфа будет. Там ПТХ есть, смотри. Блять, он танканул. Приехала. Угу. Какие-то упоранты, бля, я хуй знаю. Ну да, они такие агрессивные, капец были. Синдром воображаемой толстой брони. О, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Нам. Ну я тут в ноль вышел, у меня ассиста нормально. Красава, красава, ты нормально зацепил. Ебать. Ладно, я сам виноват, я опять поленился бабаху перекинуть. Леон весь бой маякует, поможем. Где же этот, где? Кренделек. Он даже не выезжает на Леона чекаться. Ну, а Леон где? What the hell you to doing? Хорошо. Абсолютно. Тортяночку вертят. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ну вперед, проедь! Тебя в очко едет бабаха, он... Да-да-да. Да-да-да. Дебил? Дебил. А железо тебе дадут нормально. Угу. Вина не дали. Поколье. Так. Так, эх, угу. В натуре долгий стрим, успехи, хорошо. Здесь мы здорово, да. Так, ну, мы, кстати, здесь пропались. Хорошо. Хорошо. Понимаю, стрим уже идет часов 10. Нравится. Нравится. Или комменты поглядим. Благодарю, друзья, за лайки. А именно за ВК, на ВК Play. За 16 лайков. За 16 лайков. На коротком стриме за 8. Ну, это, конечно, да. 42 лайка на основной трансляции. Мое почтение, пацаны. Так, и в группе ВК сейчас чекнем. И за 42 лайка в группе ВК. Вот так вот. Все, погнали. Я, короче, когда альтабусь, я тут не слышу. Вообще, ну, типа, звуки не проходят. Если что-то говоришь, знаю, я игнорю не специально. А вот уже 15 600 с хером Буван. Да? Да. Плохо лучше вот так и были. Что, налево поедем? Да, поехали. Да я курить ходил, Угу, я понял. так что особо не переживай. Собираем творог. Че, вывалимся сначала туда, да? Да, сразу чекнем, потом разберемся. Грабилка здесь. Сразу давай ему в жопу. Ох, бля, был готов. Зарентгенился, наверное, в него. Да-да. У него еще этот... Я видел, я видел. Танкани, да будем его пиздить. Все, когда он? Каток. У меня пушка не опускается. А, пиздец, блять. Не пробил еще. Единственное, когда опустилась пушку, это на ему, блядь, на пушку. И я все тычки принял. Короче, неудачно мы выехали. Почти. У него 2 тыки. Все, нету. Арта чисто по мне, какой пидор. Просто пиздец. И по мне. Конченые, просто конченые. Вафельница едет. Не дергайся! Бля! Я бы забрал его. Хорош. У Ну меня ладно. пока нету, блядь. Разобрались, по крайней мере.
Жестко. Очень-очень жестко. Мы, блядь, самые подранные здесь. Угу. Бордей всех играли. Ну, по сути, даже если я вилка дал тычку, и что дальше? Да? Но было бы у меня 600 урона тогда. Зато какое сопротивление произошло, да, и вилка напихал, я давай. Творог все-таки собрался. Меня убийца, блин, провоцирует на всякие вкаты мужские. И я не могу удержаться. А кто же будет разгребать весь этот творог? Сейчас, братан, подъеду. Блять, арта здесь была. Мне на ходу еще скидывается. Выйди, я срогу светану, и ты ее заберешь. А, да забей, я не буду на шотную выкатывать. 600 хп у нее. Я в деле. Ха-ха. Слепую забрал, красава. Да-да-да. Я, короче, без урона, я 1000 урона даже не настрелял. Да. 2300, ну там, блайнд еще был. Угу. И ассиста 2300. Я в него летел, тычку забрали. Так. Блин, ну говно. Слушайте, мы слили 0.56. Причем, что не особо-то и виноват, да. Даже несмотря на то, что вначале пососали, все равно, ну, типа, не успел дать. Ну, я бы и все равно не успел. Даже был бы, если бы full хп, все равно не успел. Аня! Что-то нервное такое. Да. Налево поем. Поехали. Я гриль этот.
Отсосник. Отсосник. Дерево ёбнул. Ага. Ух ты, блин, прям много. Да, Я пиздец. стрелял в Е5, попал в этот позицию. Угу. Надо было дерево завалить. Блядь, в землю. Блядь, я просто не могу попасть, сука. Еще ГПТ точится, вот ему надо тоже. Да нахуй пиздец вообще. Они меня хуярят как свинью просто. Стань маленько левее, ближе ко мне, за дерево. Все, у меня там уже пушка нет. И что-то Ты все, должен я стрелять светиться больше. не могу. Во, все, сейчас буду. Да, вообще, я даже близко тычки не летят. За ваше У меня все здоровье в землю нахуй. и за мое очко. Она сейчас полетит. Ох, бля. Еще без освета просто по КД хуячит. Опять этот еблан. Сука. Плющенко. Плющенко, бля. В ожидании льда. Бля, можно было вообще куда. А теперь... Я голдой об кепку не пробил, еще меня ебут вообще. Крышу даже. Вообще хуй знает, куда летит. Вот, так надо было сразу стрелять. Че и мой свет, блядь. Красава. Ну, типа я сам не мог это засветить. Блядь, свечусь. Тарта, наверное, будет скидываться опять. Смотри аккуратно, там не едь, братан, не едь. Давай, давай. Не едь туда. А сейчас, погоди. Я Хорош КПЗ забрали этого сучка. Бля. Ой, красота. Нормально. Нормально, нормально. Слушай, ну ты там можешь, кстати, можем даже перепушить их. Поедем, не поедем? Или не? Не, хуйня, не поедем. Тебе-то бы не следовало. Да. Бля, где-то вы ёбнули. 62-ку. Короче, не едем туда. Не-не-не. Да ну нахуй не пробил. Ёпта! Тебя разорвали просто. Откуда эта мразина здесь взялась, блядь? Не влияющая. Сзади. Я, наверное, не успею ехать. Напоследок подосрал бабаху еще.
Блин, столько тычек украли вообще. Бесит. Вообще пиздец. Что тут метров 150, Но, наверное, до них было? но. Не Можно было попадают, рвать. Вообще пиздец. Кидалово. Я все просто либо в землю, либо в воздух. Ну. Ой, Прощай. заряженный был на слив. Ты шлюха не моя. Спасибо, друзья, за 44 лайка на основной трансляции. Спасибо огромное. Ой, какая... Он даже концепт не попал, бля. Но проклятие полное. Просто кошмар. Кошмар, ребята. Клан Кот. Ничего себе. Ничего себе. Так, пошли быстренько посмотрим комменты. Так. Я посмотрел, ну и все. Блядь, что, опять что ли? Ну, дерьмово здесь играть, блин. Ладно, хотя бы одна арта. В атаке вообще охеренно. В дефе жопа. Ну что, план такой же? Да? План капкан. О, коробочка приехала. Блин, никто не насунул в него, офигеть, даже арта. Херня. У меня там слева и справа рога такие есть, может туда засовывать. А, ясно, у меня арта прямой сразу же. Пиздец, блядь. What the hell you doing? Охуеть, блядь. Опа. Пускай вылазят нахуй. Угу. Нас арта смотрит прям в прямом эфире, братан. Ох ты, бля. Давай дальше отъедем в пизду. Или ты отъезжай, я здесь подрачу поближе. Ты что, они мне так просто не прохуярят? Не увлекайся только. Нам. Нас даже не прикрывает ни одно чмо, прикинь.
Поглядывай, короче, вот здесь вот чекай, чтобы на нас в очко не вкатили, там аккуратненько от кустов. Там, может, бабаху почекаешь, я тебе говорю, может даже насветить что-нибудь на них. Он бабаха, да. Опа. Айо. Хорошо летела. ГПТ еще скинулся там. Эти свиньи там так и стоят, конченые. Они так и будут стоять. Но могли бы вкатить 10 раз уже. Они же думают, что там нас кроют, там 500 человек. Да уж. Наши 500 человек просто на базе стоят. Конченые. А может ответимся и съебемся, не? А куда мы съебемся? Он 62-ку можешь подсунуть. Только рад, чтобы сверху не прыгнули. 62-ку доберешь? Да, хорош, нормально, Да-да-да. нормально. Отлично. Не я, кто-то забрал. Слушай, они откатили их, можно теперь пушить. Да ёб твою мать. Да ну нахуй, каток не попал. Ему врага было, не попал. Танканул, КД. Угу. Блять, я все подстроиться не могу на этой бричке. Бля, сзади. Бля! Бля. Поехали вперед. Надо дробину как-то убивать. Пиздец. Добивай его. Хорош. 50 Б в меня стреляет, прикинь, с базы. Все, раш его, он КД. В меня мой выстрелил. Хорош. Меня второй... А, ну он по указке, видимо, стрелял. Ну я тебе в тычку тоже зафейлил, блядь. Ну да, можно было добирать этого придурка. Ну ладно, пох. Ну если бы ты его забрал, он бы меня не забрал, я тут как-то же Ну, сам себе насрал, короче. все, Центурион поехал тащить катку сюда. Доехать дальше. Значит, нас накормят урагом. Сюда приехал. Сыкло не едет. Хорош. Ты парь там стоит. А на ФК что ли или что? Честно такое? Не, шевелится. Он просто скромный. Угу. Дробина тоже не светилась. Вот где они весь бой были? Хуясь он дает.
Не Всё, буду, это я не клинчу буду его он, я не таранить. проблем. Просто заклинчу его, и ты что, этот ВЛД ты его бьешь. Этому не дай ему убить, миллион это. Пускай пялит этого придурка, блин. Хотя ладно. Ничего не срослось. Хорош. Где-то дробина, может он даже АФК. Да, он фраг один сделал, тогда не АФК. Гриль вот, а гриль там тоже катается. Угу. Походу снайперит животное. Ну где этот мразиш? Саша, Вот он. смотрят, а, вон он где, бля. Ага. Я смотрю, он быстрее доедет до него. В дробину ебашь. Вот. Да. Бля, полопались все. Ой, еще дамаг будет у тебя. Ну, за камнем. Скорее всего. А, не за камнем. Бля, ну мудак. Просто остался за камнем. Под всех, кроме меня, подставил. Так, ну окей. Окей. Так, такой мужик. Такой мужик забавный. С тобой в пати. Интересно, с Урала? Или, говорю, прям такой колорист. Ну да. Ну, восточный человек. До свидания, Вячеслав. Смена закончена. Я пошел через... Давай, братан, счастливо. Счастливо, заходи. Спасибо за все, кстати. Киви, здорово, Ку. А можно второй ак создать и между первым и вторым быстро переключаться? Хочу себе 2 ака, просто лайт. И интересно, можно будет обязательно каждый раз мейл проводить. Нет, там же можно как-то подрегаться, все такое. Либо можешь просто скачать мод для переключения аккаунтов. Такой тоже есть. Ой, очень легко. Господи, сколько мы боев сыграли. Где это хер? Меня уже подколачивает. 89 боев, бля. Бля. Под залупой творог собрался, ребята. Так, кстати, что там с остальными комментами? Все чекнул. Окей. Бля, поехали зелень порвем. Ой, да ну, не пойду туда. Я, короче, туда, блядь. Есть. Я сейчас им там покажу, нахуй. Мы бы там по зелени-то просто прокатились, блядь, по ним. Смотри, здесь еще встречка. Да похуй, все равно они там поедут. Come on and dance. Оу, На, все, заплатил, проехал.
Блять, свинотавр там, ёбаная свинья. Да. Ну, начинает собираться творог. Начинает сгущаться творог. Блять, так и знал, что именно коня, кстати, так и думал, что именно конь и поедет от борта. На Маусе приехал. Это что такое? А, ну. Я понял. Но если он одной попал, значит всеми попадет. Тоже кран. Да, и если ему дали точность, то все, он будет попадать. Ни разу этому так и не засунул Маусу. Вот так вот выглядит творог, который собрался, ребята. Офигеть, и тут у нас параллельно вкатик еще. Маус это пати не вывозит. Не вывозит. Хорош. Хорош, работает ОМОН. Блять, его расфестовали. Блять, меня качнуло на этой хуйне. Я сначала качало нормально, а потом подняло пуш. Ёбаное говно. Блять, Маус лучший просто. Задержкой сработала аптечка. Прощай, ты шлюха не моя. На КД, что ли? Нет, не на КД. Ольфа не прошла снова. 1 хп оставил. Черт. Это ко мне. Хорошо, что мне ко мне. Все тычки втанчим. Нет, ни одной. Ну ладно, ладно, хорошо. Проапались, красота. Ёбаные заборы настроили. Ну, троху пиздорезик был. Костик 71. Это был Костик 71. Между прочим. Да, короче, не успеваем мы до 10 взять отметки. Ну и хер бы с ним. Завтра, значит, продолжим с отметок. На вот этом дерьме, да, и потом 430 возьмем. Абсолютно. Ну, объективно говоря, мы здесь каток 5 сыграем. Еще за 5 каток мы не пропаем 4%. А хотя, ну это мега крутые будут катки, если что. Да и хер бы с ним. Я думаю, и так за БСМ. Попотели и ладно, как говорится. Короче, я, братан, на этом буду вырубать.
Сейчас он прогрызет. Давай, давай. Спасибо тебе огромное. Давай, счастливо. Благодарю. Давайте, тоже. Так, значит. Короче, мы сыграли 75 боев, бля. Ну 74, ну вот это херотя. Нормально, это на 3 отметки более чем. Завтра доберем. И потом откроем 430-го торжественно. И поедем на нем дальше терпеть. Спасибо, друзья. Меня уже прям реально подколачивает. Благодарю за херовую тучу лайков. За финансовый подогрев. Отдельное спасибо. Просто от души. От души. Всех люблю. Кто лайковал, молодец. Кто не лайковал, тот лалка. Завтра продолжим. У нас будет такое же фистинг-шоу. Да, 11 часов стрим, ёб твою мать. Всех целую. Пока-пока.